Tjoma jel doštela ostajuća dečama. Huma dec farko, huma dec vistali šeća odidata. Где надо, я веду себя нормально. Сам готовишь. Где надо. Лео! Сюда хочу, обула. Де маршал, наша история. Сюда кеваша, маршал. До тебя мокшай. Масухат вели мокшу, дал дек ойтил. Så vi är som barn där hade det inte barn. Så när du jag lägger det så ها ادرسي حتى لو انه مش ناخذ مش حسب Остань мамтади надо саатитиш. Остасай мне не да олахас. Тани تعزية تدينا. Турпалга удеш усиди кела. هذا كان شاي. عاوز ضغط عن فايتني هو واحد بروبليمات عن فايت وانت يا كان عن فايتني كهجة هذا سون خيش جينا يا خيس هم دات سرا عندهم تعلينا يا صوبنا كوزي روتا سيجا بول شاليش سنت بيتهم ليودوس كوزا هايوسر سنت يهالدون تشيت دوني هم شليودو دونو كدا اشتغل دوش تقول كوزا دون загулом хыл са движение лацам хыл дон огласку предайтен нахын дагайттылс са левошты куду муглиуду ханлиуду иша дейком дагайтына нах кет быллцы и агудон и движение ла и то бела хууда ладон и чауряти нахын гаги нах кет цакэч Чудиться одно дома прямо еще в действиях, то и нагай чат, так уже одном тяжкой долго тут он. Мил шпул преследовал. Зайшь подуха, шпуру плах, так фирца дешь. Хабак, пособие хода преследовал. Вожу. Вот он вот радикализм он леваш, умлеваш ля преследовать тут он. Он ахан золми цавалит. أوش دام قيت قول بدرش ناخنو شباك حسب عليته ناخت قيت بيت تعبو تجا باش هو دام أو قارة مقابل شاركيش كي بديتهمش أبوه يسخن ناخ قيت وبيزال قيت صون كذا هو دخن ورثة دخن قصخوش عشرة تهم بقوانا نيسوانا تغيرش كلها какие-то действия, я думаю, должны быть, потому что Эрен Хала. Так, действительно, Шадулама Эрендук.
Yollarıya öteyen kurbanım Bintu bahtaşa esnekizliyara Sadayı bekmelekte zahir doğdaydı Oh esnine doğduyla alırsa
Сам себя что-то выкинул. Шалом, шалом, ребят. Шалом, Владик, Ян. Olmuş gülüyor, makbuş makbuş, olmuş kalmış, kızmış düşmüş, engeç ruha geldi. Kıyma geldi deladu, vakadisa yergadu, diyasa diyata deladu, olma kıyeta geldi. Doğu bağış seyirtez, diyasa bağış getirtez, düzü bağış muhbetez, şeyin göçtü o geldi. Czarna, kasza widzę śmiewa czarna, negatywa śmiewa czarna, człowiek widzę ślucho, kęduje, miska czara, polardyna widzę czara, polardyna błysi czara, polardyna oma wieta kęduje. Kıyma geldi deladu, vakadisa yergadu, diyasa yega deladu, oma kıyeta kęduje.
seyirtmez bir zaman hoş getirtmez bir sulu hoş muhabbetiz seni dostu o kendine. Sebisna, hoşunza, sebisna, diyarım, hoşisna, hoşsakarlıkna dünya. Ağayı bulursa buluş, kohyeta bulursa buluş, samaduş, rüşta buluş, kaydı duha gaydünya. Kıyma gitti beladu, vaytatisa, yergadu, diyazaliyeta, beladu, homa khiyeta gaydünya. Ulusuz Abbas doğurdu, ülke sersanı oldu, Rahmazda doğurdu, bölgen taşla abiye. Yergadu diyazaliyeta, beladu homa khiyeta gaydünya. Ulusuz Abbas doğurdu, ülke sersanı oldu, Rahmazda doğurdu, bölgen taşla abiye. Привет, Владикчан. Всех Привет, приветствую. Анечка, привет, как дела у тебя? Вот так жили чеченцы, Лазикчан. Я когда была маленькой, очень хорошо помню. Нам никогда там не говорили, о, там по джихаду, там по шариату, по сунну, это надо. У нас белхи были, не знаю, как это слово на русском сказать, там, вот бывают эти маленькие круги танцы, да, чеченские для молодежи устраивали, как бы такого притеснения, страха, да, там неправильно шагнул, там в ад попадешь, там это. Сегодня у другого чеченца, да, Нохча тоже, когда мы сидели, там очень горячий эфир был, об этом мы говорили. Вот это абсолютно. У нас очень слишком маленькая нация для таких вот суровых шариат, париат, та'аля, ма'аля. Песни петь, если надо. Хотим, молимся, не хотим, не молимся. Чеченцы всегда были свободны, и никогда они на коленях ни у кого не стояли. Я очень мечтаю, чтобы у нас вот так вот, как раньше было, и вернуться на родину. Как твои дела, Лазикчан? Слава Богу, Аминочка. Я знаю, что чеченцы – это воинственный горский народ. Да, Маша. Народ гор. И Да. вообще там не было такого. Ну, все, что вы здесь рассказываете, я, в принципе, это знаю тоже не понаслышке. Это проживая там, ну, родившись там. Мы проживали с вами, Аминочка. Я знаю, кто такие чеченцы. Слава Богу, Амин, да. Уставший немножко, с ребенком сегодня в бассейне побегал, точнее, за ним побегал. И все, вот эти горки, шморки, вот эти вот. По 10 метров наверх поднимись. Почему так тихо? Это эфир для меня открыли, что ли? Сейчас придет этот Абу Кирилл и как выкинет меня отсюда. Ну, видишь, Зеро, он так, он скромный, как бы, он не может так резко тему такую поднять. Чтобы поднялись все вот эти вот... Да я вот сюда поднялась, когда я сюда зашла, он сидит один, никого нету тут. Я подумала, может, там немножко песни поставлю. Зеро стесняется. Он не может, как Абу Кирилл, как Вендетта, вот так вот сейчас сходу вот так правду матку как бы кинуть, да, и все поднимаются. Понимаешь? Да, потихонечку надо подключиться. Завтра в Армении выборы. Сегодня как раз сидели у дяди Эда. Они так переживают очень. Они не хотят тоже, как бы, что Путин выиграл. Да.
Не, ну говорят, как я понял, что Пашинян останется, а Пашинян вроде там склонен больше туда, в Европу. Ой, думаю, завтра будет известно. Дядя Эджи уже интервью давал. Смотрим. Посмотрим. Все должны жить свободно, да? Вот видишь, люди возмущают свободными и нанимать себе. Ты же понимаешь, что такое вообще, что такое демократия? Вот когда выбираем мы себе какого-то там президента, там премьер-министра, где это работает. Он работает на нас. Он не царь, это не монархическая система. Он должен работать на нас. Вот именно. Все. Если дали народу право выбора, то тут уже получается, если кто-то какой-то там нехороший человек ставит в конце. Лазик, если в 94 году мы вот так последовали бы, да, вот у нас тоже она была, понимаешь ты? Но чеченцы начали самодействовать. Начали выходить вот эти старики, вот были такие, эти зикры делают с большими шапками, понимаешь? Их стали слушать, никто не смотрел на которые нельзя изменить, понимаешь, не добавить, не убавить со своей печатью закона. У нас тоже он лежал на столе. Когда ты все действуешь не по плану и не по закону, вот такие жди последствия. Вот это и случилось с нами сегодняшний день. Ну, все, вот, да. Вот бывает, ты строишь мозаику, вытащил одну, и все это рушится. Или там внизу поставил неправильную мозаику, там строй дальше, одна неправильно ставленная мозаика может все, что остальное ты сверху построил, разрушиться, типа, ну как песок. То же самое. Он же лежал у нас на столе, он же был у нас. Конечно, больно, очень обидно, очень тяжело. День за днем, когда ты растешь, да, стал взрослым человеком, и ты не можешь ехать к себе домой. Этот комок, что ни говори, он как бы стоит всегда в горле. Это же твоя родина, понимаешь? Это моя родина, мой отец, моя мама. Меня там родили, я там до уезда оттуда росла, мои предки оттуда. Вся моя память, да, все, что я помню с любовью. Есть моменты, которые с болью вспоминаю. Но это моя родина. Хочу домой, очень хочу. Очень соскучилась по родным, по близким своим. Многие ушли из жизни, давно их нету. Но так, пока что в такой ситуации находится Чечня. Лично на моей семье туда нельзя ехать, к сожалению. Не знаю, аристократ. А я догадываюсь, где все. Потому что я тут сижу, поэтому не заходят. Хозяин стрима, если хочешь, ты можешь меня выкинуть, чтобы твои братья поднялись. Я найду стрим, куда пойти. Если проблема во мне, можешь выкидывать, брата. Аристократ, худяшу. Куда тебя мокшай? Никого Какой нет уже. гестикулируй? Форсат бишь, резма байтисон, аристократ. Видите? Никого не Ибрагим, никто не держит сейчас стрима, никто не открыт. Явила захачая, социли всех таких пелинару. Голос ваш на забох, ты рушки усаса, дай махамайга сахайгаю. Голос ваш на забох, ты рушки усаса, дай махамайга сахайгаю.
забиться, подбородаться. Наш ерташ, пена наш возможь, عبش مش حناش مش حنوش صوت السيرو صدعي مخبوع فينا برجي شهر ارزونا غهدي حوالي يهنا الوكي سوش عيدانا يزرع طعطر ينزل ارزونا غهدي حوالي يهنا الوكي Не обращай внимания, там подлец везде ходит за мной. Пусть болтает. Наш ерташ, пена муж возможность, снова عبش مش حناش مش حنوش صوت السيرو مش يرتاح بينا مش غصبوش صوت عبش مش حناش مش حنوش صوت السيرو عبش مش حناش مش حنوش صوت السيرو عبش مش حناش مش حنوش صوت السيرو مش يرتاح بينا مش возможность снова عبش مش حناش مش حنوش صوت السيرو Кто ругает? Вот внизу этот себя Иисусом называет, и ты поливает грязью там что-то. Да, все балакает через комментарии. Наш пациент, да, скажем так. Иисус, поднимись. Поднимись, мы из тебя шариатчика сделаем. Ты же Иисус. Аристократ, братан, поднимать их, не дай бог, как их можно понимать. Вот сейчас он будет гавкать, сейчас услышишь. Ой, Иисус, я не Да, христианин. у тебя Джошуа написано. Мусульманин. У тебя же Джошуа написано. Йошуа это не Иисус. А кто это? Йошуа это был другой персонаж. Кто это был? Ну, Тору Ну, кого изучил. ты имел в виду? Давай по-другому. Хорошо. Есть Кого ты имел в Йошуа. виду, когда ты себя Иисусом назвал? Я не называл себя Иисусом. Джошуа – это Иисус. Ну, как я знаю. Йошуа это Иисус. Ишуа – Йошуа это... это Нет, кто-то еще другой. раз, послушай меня. Послушай.
Не перебивай тут. Ишуа – это на иврите, Иисус на русском, Джошуа на Нет, на английском. арамейском. Ну, Ишуа. на арамейском, на иврите. Ну, это уже мне решать, на каком это хорошо, когда я сказал, Ладно, имею в Лазик, виду, просто как я его закройте называю. Да, да. просто А тут закройте. еще раз, Джошуа Я написано, сейчас верхний изо рта Джошуа выстрелю, на английском в написано, туалете Джошуа на посмотрю. английском – это Иисус. Выстри свой понос в туалете. Хорошо. Смотри, я могу тебе... Теперь Послушай. Джошуа, Иисус. мне нечего слушать. Иисус. Ты же поднялся. Зачем ты поднялся тогда? Давай, Иисус. Хочешь, поднимайся, примешь ислам, и все, и там... Во-первых, поменяй тогда имя себе, я не знаю. Там. Во-первых, нельзя, тебе надо взять какое-то, наверное, исламское имя. Потому что, вот видишь, вот я тебя принял за Иисуса. Вот, есть тебе какое-то там имя, не знаю, Мухаммад, Ахмад и так далее. Ну, ни в коем случае не Иисус. Это такое такфирное имя. Да, Джошуа это Иисус, да, но это он, видишь, он где-то в чем-то где-то ошибся. Ты вообще на него время тратишь, Лазик, скажи мне, пожалуйста. Это не он везде ходит вот так, бла-бла-бла. Как пациента, да, так. Да, как и пациента. Ты он даже много смотри, пишет. еще раз. Я даже не читаю, что он пишет. Пускай балакает. Собака лает, караван идет. Здравствуйте, меня слышно? Да, здрасте. А вот кто сейчас на данный момент в Чечне находится? У меня вот чисто к чеченцам вопрос. Да, его внятно. В Чечне вообще-то чеченцы Да, находятся. вот я знаю чеченцев, которые особо-то и за ислам не говорят, но мне интересно, как они живут. Там строго по исламу или как же уже как в Европе живут, в Чечне? Я вообще не поняла твой вопрос. Пусть тебе ответят тот, кто понял. Сейчас постараюсь простым. Вот они как сейчас живут чеченцы, вот находясь в Чечне? Как в Европе или строго по исламу там? А в Европе как живут чеченцы? Ты хочешь сказать, чеченцы тут под Не, я Европу про других ходят? наций. Я про англичан, вон тех, которые не в исламе, которые живут во все удовольствие, короче. Я про это. Это типа провокационный вопрос или... Нет, зачем? А ты хоть понял свой вопрос сам? Вот я не поняла твой вопрос. Так Мне что- не, ну, я понял, да. Понятно. Я имею в виду, как сейчас чеченцы живут, находясь в Чечне. Строго по исламу или Кушают, более пьют, светский? работают, двигаются. После ночи наступает утро. Ты это имеешь в виду? Нет, строго по исламу, как 5 раз намаз, все это соблюдают, или как Ну да, типа, светские вот люди? мечети строятся, я не знаю, как там. Вроде бы Та'аля Са'алис присутствует у всех, насколько я знаю. Хочу отдали исlam. Хочу низам вообще, ладишь. Да, 1600 мечетей, я не думаю, что это клуб для пенсионеров. Знаешь, или что мне детский садик. обидно, Лазик? Вот этот, я не знаю даже, как правильно это его название. В Чечне был такой завод Анисим или Амнисим, не знаю, короче. Если бы этот завод оставили бы, ну да, он был, наверное, разрушен после бомбежки, войны, но как восстановили Грозный, его тоже могли, может лучше, да, вот технику там могли поставить не так, как там 90-е годы, да, например, по новой технологии, чем строить вот эту вонючую сердце Чечни, туда никто не ходит, понимаешь ты, потому что этот мечеть, этот большой, да, который вместо завода, который построен в центре, он построен очень на грязные деньги, у стариков изо рта пенсии забирали, у всех зарплаты по 50-60% забирали. Блок бьюхом шлюча матку чуав зеро. Взяли вот этот, снесли завод и этот мечеть поставили, который стоит, туда никто не ходит. И даже если кто там молится, но эти молитвы там же остаются 100%, уверена, они оттуда не выходят, потому что он построен реально на грязных и на несправедливых деньгах, понимаешь? То есть, отбирая у бедного изо рта кусок хлеба, ты вкладываешь в мечеть, мне кажется, мечеть так не строится как бы. Вот. А если бы они оставили
оставили бы этот завод. Вот моя тетя получила когда-то, 80-е, эти годы, на квартиру. То есть можно было стать в очередь, да, получить квартиру от государства. Вот 30 дней работаешь, да, и нормальную зарплату получаешь. Надо было оставить там много вопросов. Очень много чего. Вот эти фирдаузы какие-то, понимаешь, у людей даже денег нету туда идти. В Чечне нужны были много фабрик, птицефабрики, заводы, потому что у нас народ работящий, но работ нету абсолютно. А вот эти государственные учреждения, да, вот на этих властей работает нормально, молодежь сейчас не хочет. Ситуация, конечно, сплоченная, как говорится, не все золото, что блестит. Когда вот так спрашивают в Чечне, как живут, там много вопросов, много о чем там можно рассказать. Ну, как в Чечне живут? Живут, как во всей России. Кто у тебя приближен к власти и так далее, живет хорошо. Кто у тебя, как простой народ, то живет плохо. Да. Как в Чечне живут? Лазик, Так, всех приветствую. Да, Вот вот сейчас сюда вот пришел. Шалом, зеро, шалом. Если сейчас, смотри, вот участник Джошуа, кто-то там, Лазик, мат, Машель, оскорбление, покушение на личность, сразу улетишь. Не, он пошел где-то на иврите, что-то прочитал, так пытается. Лазик. אתה אני בן עכשיו, אלף זונות. רק אם אנחנו מדברים בעברית ורק. אתה בן 1000 זונות. הבנת, יא בן הבנת אותו, זונה? חתיכת לא רוצים זין. לדבר איתך ברוסי אתה רוצה להיפגש איתי? באחר אתה שפה. רוצה להיפגש איתי? יא בעברית, יא בן חתיכת זונה, אמא זין. שלך. זדיין בתחת. הבנת? אתה רוצה להיפגש איתי? יא חתיכת זין. לא, זין זה אבא שלך. אמא שלך עכשיו יושבת פה על ידי, אמא שלך יושבת, והיא שומעת אותך. אוקיי, עכשיו. מה אתה רוצה? עכשיו היא הולכת לשטוף את הפה, עכשיו אמא שלך הולכת לשטוף את הפה אחרי שגמרתי לה מה אתה בפה. רוצה? אז זהו, אז תשתוק, יא חתיכת זין. תשתוק, יא חתיכת מזדיין בתחת. אתה רק עושה בענות מי רוסי? מי רוסי? מי? מה אמרת? אני אמרתי מה שאתה אמרת? רק רוצה בענות אמי. הבנת? אתה יכול למצוץ כמו אמא שלך עכשיו מצא לי, עוד פעם. אבל לא אצלי, אני לא אתן לך למצוץ, אני אקח אותך לבדואים. Друзья, приветствую всех. שלום Ибраим, שלום Ибраим. Все, выкидывай его, Зеро, выкидывай. Он на каком языке с тобой балакал? Он сейчас на иврите со мной разговаривал. Так он же чеченский знает. Откуда он знает Он иврит? сейчас хрен его знает, это переводчик, наверное, взял, чмо маленькое. Ибраим, худышика. Ибраим, шалом. Маршау. Да, а кто это спрашивал про то, как чеченцы живут? حلم لي إبراهيم نيكوش أري Я просто был чуть-чуть занят. Я как раз ему хотел перенаправить этот вопрос, потому что Well, как понял, something. да, я как понял, он русский лучше должен знать, потому что у нас русская оккупационная администрация в Чеченской Республике, и я вот у русского хотел как раз спросить, как чеченцы там живут, как им дают жить там. И он резня ему босс, а рейд на счастье. Спрашивают так, как будто бы чеченцы там сами являются хозяевами там территории своей, там сами себе могут, если хотят, построить завод, если хотят мечеть, если хотят ввести какие-то там законы, да, там государственные и так далее. То есть какой-то вопрос не по адресу. Да, и тятси юли уаляш асо шута тия что шейла хду и инадо имежди халдин внадин гимси шо это. Ты у него же должна это спросить. Он государство образующая титульная нация, которая нам пришла и установила русский вот этот вот конституционный строй. И он же должен, гарант Конституции, вот россияне, русский, царь, и он же должен как бы отвечать за это. Что у нас там?
Ибраим, как я вижу, с такими вопросами, знаешь, что может зайти? Может зайти какой-то такой русский, который сейчас вернулся с СВО, как они это называют. И видя так, как воюет там вот этот Ахмад Сила, они вместо того, чтобы предъявлять как бы вот, все эти претензии, допустим, своему царю, Путину, они почему-то сейчас вот смотрят как бы на чеченцев, говорят, почему вот им так можно, а нам нельзя. И они предъявляют эти претензии чеченцам. Видишь, как они это делают. И заходят с такими глупыми вопросами. Опять же, они не то, что глупые, как вопрос-то можно задать, как бы, да, но в принципе на него ответ самый простой и обычный. Я даже не поняла его вопрос, Лазик. Ну, я примерно, я вижу где-то вот так вот, да, почему. Я вижу, что это какой-то русский товарищ, который там проживает в России. Ну, раб, обычный раб, да, скажем так, как я это вижу, я могу ошибаться. Обычный раб, который никогда не посмотрит на своего хозяина, а смотрит в другую сторону, как его сосед как бы вроде хорошо живет, как бы, да, а живут они в одной стране. Так в чем проблема, он говорит? Проблему легко объяснить. И опять же, если я прав, как я это увидел. Лазик, помнишь? Ибраим, еще раз. Помнишь такой чеченец Ника МЛ, у Элай с нами сидел раньше такой чеченец. Ник у него был МЛ. Я не знаю, ты помнишь или нет? Ну, такое, да, мне честно не буду Да, говорить. он же из Чечни, и он испугался и удалился, потому что эти чаты все равно опасны же, но их Урус-Мартане один парень просто поворот сделал неправильно, и ночью к ним пришли и просто забрали, и больше он не вернулся, его отправляют СВО. То есть у них же свое определенное время приходит, когда надо, да, вот мясо нужно, да, для мясорубки. И сейчас они говорят, устраивают рейды, копают тело. Если это 10 лет назад там, просто там у тебя бывает штраф был, что-то быстро проехал, типа это. Они говорят, а вот смотри, 10 лет назад вот такое было на СВО, типа. А если там начинает там мама плакать или у меня единственный сын, пожалуйста, не забирайте. Вот так говорят, на стол стучат. 1,5 сюда. Откуда у чеченцев? Да, не, Аминочка, а кто умирает из чеченцев там? Там умирают из чеченцев те, кому предписана смертная казнь, кому предписывают Кадыров смертную казнь. У тебя нет других, вот это Ахмад Сила, она не будет, там никто из них не умрет. А именно к тому, кому предписана смертная казнь, который не угоден, допустим, Кадырову, тот и умирает там из чеченцев. Понимаешь, в чем дело? Не, просто знаешь, то есть сегодня же ты должен вот на стол положить 1,5 миллиона. Ты дал шанс чеченцу такие деньги? Где ты есть? Завод, фабрика или стройки какие-то, стройкомпании? Что ты дал своему народу, чтобы человек лишние копейки заработал и мог себе отложить эти 1,5 миллиона? Ты же, вот бывает как пиявка, вот они присосались, да, пьют, хавают эти деньги. Понимаешь, мой брат в Чечню отправляет деньги моим родственникам каждый месяц из своей зарплаты. И мама тоже. Понимаешь ты? У людей люди не выживают на пенсии. Лазик. Нету. Вообще у дома денег просто нету. Потому что вот мимо дальше этого государства деньги никуда не уходят. Понимаешь? 25 лет, по-моему, они кушают эту республику и не наелись. Откуда они такие ненасытные? Я не понимаю. Вот реально. Ненасытный, желание власти, желание это манкуртство, вот это вот, да, манкурт, не знаю, манкуртство есть в этом, он во множественном числе такое слово не знаю, но вот я его употребил только что. Я очень обижена на Аллаха. И все, я еще договорю, как бы, я донесу свои мысли, то, что я сказала, Миночка, да. И так, чтобы понимали, как бы, вот те чеченцы, которые умирают в этой войне, там, это, в Украине. Это не наша война, Лазик. Я знаю, нет, ну, опять же, вот разговор о чем идет? Я же говорю, это идет как наказание такое, да, почему отправляет вот этот вот Апти, там, что-то там, Апти, Алаудин вообще регулирует только вот эти тиктоками, как бы, да, вот тиктоковской вот этой банды. Это вот эти вот, которые там ходят, красуются и так далее. Там чисто лорды, ну, как я это вижу, лорды эту тему управляют именно вот казнью чеченцев.
Он конкретно посылает в самые горячие точки, так, чтобы он максимально сделал так, чтобы этот чеченец там Вот не этот выжил. лорд, Да? знаешь, что сделал? Помнишь, одного парня поймали вот из-за того, что он просто был модератором на канале Адат, я не знаю, тут банят, ну, который кольцо снимает, это есть, ну, ты понял? Ну, лимон. Я понял, да, Да, он пошли лимон ему парнишки. в рот засунул и бабах сделал. Да, я Знаешь? знаю. Вот он конкретный тот вот кто и ну, как их называют? Ну, тот палач. Вот он конкретно палач, получается, вот именно кадыровская власть. Поэтому я Это всегда в своем это стриме палач говорю. чеченского народа, чтобы Да. вы Я понимали, как всегда я это вижу. говорю. Чеченская Видите, вы республика сейчас находится в говорите такие оккупации. вещи, как будто бы там своя свободная какая-то власть, там палач. То есть вот эти вот, которые поставили туда, да, персонажи, как бы на них все... Через него управляет. Это и факт, Ибрахим. Не, я не про это говорю. Все вот эти преступления, все ссылки на них получаются. Зачем нам лорда? преступление не на них, Там Ибрахим. смотри, там лорда, там Кадырку, их за 5 секунд распотрошат, понимаешь? То есть там всю эту хренотень соберут куда-нибудь, вышвырнут, да, в лучшем случае, нахрен из республики. И сами как бы разберутся, что там к чему. Просто там же нету никакого лорда. Лорд — это там несколько сотысячная армия, которая стоит вокруг, и которая вот это лорда, потом еще внутренние вот эти всякие милицейские всякие подразделения там. На зарплате, да, на зарплате. Это причем это не то, что он там решает, что делать и что не делать. На зарплате, Ибрахим. Я так и сказал, в принципе. Не, ну, тут получается так, что вот как раз для этого это и делается. Вот сейчас они, если бы как в Дагестане взяли, довели бы туда, поставили бы этого, Васильева, или кто у них там сейчас, забыл я уже фамилию. Ну, раньше Васильев был, сейчас какой-то этот тоже. Вот такого, если поставить, ну, Сидорова, скажем так, это самое, образно говоря, да, там Сидорова взяли, поставили, Сидоров какой-то, Иван возглавляет республику, то тогда все вот эти вот преступления, все они полностью адресуются хозяевам. А чтобы вот Сидоровы, чтобы Путины, чтобы там Патрушевы, чтобы вот эти вот все оставались в стороне, а тут, видите, вот сами чеченцы какие-то плохие, какие-то неправильные, собственные палачи собственного народа. Не, Ибрахим, я не это имел в виду совсем. И опять же, на зарплате, продажность. Не про это, я вообще говорю, вот, даже вот сейчас это антитеррорка, она тоже это выговаривает, но у нас получается так, что поэтому сюда русские заходят и спрашивают, а как у вас там? Да не как у нас там, как вы там установили, вот так. То есть это не нас надо спрашивать, как у нас там. Как раз вопрос к вот этим, как вы у нас там установили. Ну, вы сейчас говорите о тех людях, которые у вас там, как манкурты себя ведут, как бы, да, вы озвучите их имена. А он-то боится, как бы, он не зайдет, никогда не скажет, что Путин виноват. Он не скажет, что виноват, там, не знаю, Лавров и так далее. Ну, вся его политическая вот эта шайка, лейка. Он зайдет, да. Нет, я это имел в виду, как бы. Да, на бутылку вот пацана посадили. Этот пацан, он абсолютно не в теме. То есть этот пацан, он результат. Этот результат, он сделан искусственно. Вот это Адат, который был в телеграм-канал, с вот этими братьями, у которых у папы с подписью Путина удостоверение действующего федерального судьи. Они что делают там? Вот эти модераторов всяких начинают подстрекать, да, там идет такое подстрекательство. Как ты видел, вот сюда заходят всякие обезьяны с ЧГТРК и начинают нас материть. Ты, соответственно, в ответ материшь, если ты, скажем так, ну, такой мелкий пацан какой-то, да, который не может там сдержать свои эмоции, тебе на маму поматерили, ты берешь в ответ на маму материшь. Точно так же вот этот пацан, его там на маму, на папу. Вот ты же видел, да, как сюда они заскакивают и матерятся?
там они в Сурсаде сидят, и ими управляет, скажем так, вот это ЧГТРКшное движение. Специально у них в какой-то этап они раз все собираются и начинают заскакивать, материться один за другим. То есть этот там матерится в ответ. И они что в итоге делают? Он где-то живет вообще не в Чеченской республике, он живет на территории какого-то российского региона. Они туда, вот этих вот, едут туда из Чеченской республики, которые, да, там менты. Они берут этого пацана, сажают в автомобиль, привозят в республику и сажают на бутылку перед камерой прилюдно. И что у нас получается? В чужой регион заехали из другого региона. Понятно, да, как полицейские работают. То есть у тебя должны быть санкции, чтобы ты из одного района, региона в другой регион мог заехать для какого-то этого действия. Тут же камеры засняли, и номера автомобиля, и рожи этих людей, и всех. То есть российское официальное правительство в курсе всего, что там происходит, да? Но этих людей, их не привлекают к ответственности, их не наказывают, с ними ничего не происходит. То есть из этого мы понимаем, что эти люди просто выполняют команды. То есть там результат нужен, чтобы всех вот так вот заранее предупредить. Біженець з Ачкерії якісь страшні речі розповідає. Подожди, друг, одну секундочку, я просто разъясняю. Там что происходит? Вот этот вот народ, да, чтобы не вздумал даже там инакомыслить, какие-то вещи говорить, там что-то писать в интернетах, потому что после этого, да, после бутылки, все полностью там, никто никогда не захочет ни одну писюльку написать, понимаешь, в интернет, ничего высказать, чтобы тебя прилюдно не посадили на бутылку. И на этом А ти про пляшку на власному досвіді знаєш, чи як воно? И на этом Вениамин. Нет, сначала заходишь, здороваешься. Ты как знаешь, как будто мимо меня кто-то на улице пробежал, такой, что-то сказанул. Сейчас он придет. На этом пацане сделали результат, его посадили на бутылку, потом связали с ним с европейских стран журналистов русских, русскоязычных, и дали ему возможность дать интервью. И этот поц говорит, короче, типа у нас у чеченцев за то, что там матерился, обзывался, сажают или на бутылку, или убивают. Я, говорит, выбрал на бутылку. Теперь смотри, что у нас происходит. Русская народная традиция, русские народные обычаи, которые испокон веков там наколот это дело, которое потом создание вот этой царской охранки, вообще милиции русской в целом, перешло вот в тюремную систему, где людей как бы... Ну, у меня достаточно съемок есть, да, вот это ГУЛАГу.нет, как швабрами насилуют, там, дубинками, бутылками. И вот эта бутылка насилования, оно еще при Советском Союзе, я помню, говорили, как на бутылку посадили, там, 6-й отдел, вот они, в частности, занимались этим. И тут у нас что происходит? Русская вот эта традиция сажания на бутылку, ее еще... как бы помогая чеченцам, на связь выходит с Запада русский какой-то журналист, он дает пацану сказать, пацан говорит, у нас у чеченцев на бутылку сажают, это видео раскидывают везде, этого пацана после этого без вести теряют, и что у нас получается в итоге, да? Пацан, которого пустили на результат, русский оккупационный режим, которого взяли в российском регионе, никто за это не привлек ответственности. Вот этих людей, которые пересекли, то есть нарушили их без суда и следствия, что с пацаном произошло, за бутылку, за превышение, короче, полномочий. Абсолютно у нас ничего нету. Всех людей запугали, применили.
И еще эту культуру на Западе показали, как будто бы она чеченская, и вот так вот это распространили, да? Это сразу 10 зайцев одним выстрелом, не просто там 2 или 2,5. Я вот, кстати, ты упомянул сейчас ГУЛАГу нет. Я вот, кстати, этот журналюга, ну, как бы журналист, смотри, он тоже такой странный тип. Я смотрел все эти... Да, он сам по себе, чтобы ты понимал, как бы он такой еще, он может и в Россию приехать, там, пожить, как бы, там, такого. Я знаю, тут к Тузику Абдурахманову, он где на форуме, у Эйдманова мы были, где еще Аслан Нарсуев был, туда подъезжали 2 типа от них, из России прям. Это как раз таки связные, они с братом Абдурахманова выходили, там они встречались. Для этого тот туда подкатил, они там, у них был контакт, короче. Там команда по-любому, чтобы ты понимал, как бы... Я в курсе. Я не про это просто, я про живые ролики. Ну как они обязаны в конце концов оправдываться, понимаешь, в чем дело? И они это делают якобы через какие-то там, оппозиционные какие-то там каналы и так далее, понял? Ну, делают это мягко, как бы, они спускают это почти в конце концов на нет. Да, чтобы ты понимал. Да. Такое, ты что, такое, за такое надо просто, надо все головы снести. Что ты хочешь предупредить, я понял. Просто я тебя тоже известно ставлю, что я в курсе. Потому что... Можно вопрос? Вот это, допустим, там, сажать на бутылки, там, результат делать, подставлять и убивать, это может быть своего рода жертвоприношение? Как бы дань сатане, может это быть что-то? Это не дань сатане, не жертвоприношение. Это чисто метод запугивания, метод террор он называется на английском языке. Запугивание, это в международной практике, в международном обиходе называется террор. Это не маленькая вещь, взять человека практика просто... террора, когда убить. Запугивание – это и есть террор. Когда ты запугиваешь в целях, в политических вот этих целях, да, там. Тут это как раз и происходит. То есть тебя пытаются либо с помощью ликвидации, либо с какими-то там жестокими методами, тебя хотят запугать, то есть устрашить. Ну, как тебя хотят, если его убивают? Смысл его запугивать, если его убивают за это? Ну, его-то убили, а всех остальных запугали. Теперь попробуй пикни где-нибудь в интернете. Это никак с жертвоприношением не связано, да? Ты хочешь в какие-то ритуалы, в какие-то там верования, это в этом формате преподнести, то там не это. То есть это обычно то, что в России происходит. Садизм и извращение, как бы, да, чистой воды. Это в этом жертвоприношение. Это именно натура того, кто это делает, как бы, да, с другим человеком. Не, ну сама схема, смотри, вот как я предполагаю, его кто-то, вот этого пацана, да, кто-то же его уговорил, чтобы он этот стих написал, правильно? Он же не сам от себя. Понимаешь, его кто-то обработал, а кто его обрабатывал, они знали. Ну, как бы, мне кажется, его просто подставили. Зачем? Он вел Я, кстати, был подписан на его телеграм-канал этого пацана. Я был подписан там. Его данные, вот эти сами Янгулбаевы, которые этим адят сейчас... Янгулбаевы, кстати, да, тут участвовали. Да, они сейчас на НИСО перешли. Вот они как раз и слили его данные, там его все... откуда он и так далее. Даже если они не солют, да, напрямую, там спокойно есть через программы, можно зайти в эту телегу, короче, вычислить там твою страну, твой регион, IP, там не IP, дофига там всего. Да не важно, там на уровне доверия другого, там, третьего, четвертого, как бы. Они там, кстати, очень близко общались внутри, там, в Телеграме. Я видел же, я там, поставил какие-то сообщения, читал, смотрел, заходился. Ну, ты как думаешь, он правильно поступил или нет? Ну, этот парень правильно он сделал, что такой стих прочитал? Это мелкий пацан, который Ему не 18 понимает. не было, Ибрахим. Нет, потом ему уже, по-моему, исполнилось. Я что хочу сказать?
Я что хочу сказать? Он вообще эти хитрости там ни хрена не понимает. Он чисто там начал с ними общаться, это писать, и потом, как вот сюда заскакивают, Ханани, твою мать, твою внядина, вот эти всякие гадости говорят, вот так вот начинают подстрекать. Соответственно, ты в ответ начинаешь, что если ты не понимаешь, как бы терпения у тебя нету, там, я не знаю, вообще мелкий подсты какой-то, ты тоже в эту позицию становишься и начинаешь в ответку там материть и так далее. Да, есть такое, есть такое. Я сам на это столкнулся 2 года назад. Вот мне интересно вот такой вопрос. Вот Иен Гумбаев был, вот этот тоже полный есть брат, как бы. Он же был там, получается, в подвалах, да, кадыровских. И был, и получается, он тоже был в подвалах кадыровских. Как они в конце оттуда вышли? Ибраим, да, его брат, который толстый, по-моему. Толстый, вот Ибраим в очках такой, да. Он был в подвалах, правильно? Он был там, рассказывал там, это что он как бы, ну и вот и Тумцо тоже там находился. Как они оттуда вышли в конце? Не, они там в каких-то этот находился, да, вот этот, который пухленький. Тузик, по легенде Тузика, он просто там на допросе где-то был у них. Не, почему? Это ты же его херачил, как его? Кстати, он пропал, что-то его не видно, он не муфти, это исламский, это тоже каратило, там по груши там бил, по нему как по груши, что-то он там рассказывал. Как его звали это? Ислам Кадыров, ты про Ислама Кадырова. Не, ислам тоже женщин током бил. И вот ислам тоже над ним, говорит, издевался, он рассказывал. Нет, а был еще Ислам это тоже был мэр этого Грозного. Тоже женщин током бил. А был еще один религиозный якобы деятель. سوخان ملوت إبراهيم أصحقي أحقي وتسونا دكتاتو تيجر ورق Ну, не важно, я к тому, что как он рассказывал. ورق دك دوغهم حنان يلوش موسو حنان إنسولين إيديش هتقول بوش سأبي خرق تويو تبتير ما تشوي على Шоиб. Кай путь мячонса, по-моему. Юж так цаёс, он метк шоузаться его есть, да? Не про него, ты про того, кто пытки делал. Он и пытки делал, как бы, да. Вот он рассказывал, что он его там бил постоянно, да. Он якобы этому исламу дорогу перешел, как бы, ну, там в чем-то где-то перешел дорогу, как бы, они его забрали туда, вот, а тот именно конкретно его там бил. Ну, то ли бил, то ли там угрожал ему, что-то такое издевался. Ты веришь в эту историю, Владик? Я никогда вот не я знала. еще раз, я же говорю, вот мне интересно, как они оттуда Так вышли. же, как и история с молотком, Владик, да? Нет, ну если выйти-то хорошо, я верю во всю историю. Но как они вышли, с какими условиями? Может, вот в конце концов, как бы им сказали, Владик, давай. а можно я один вопрос задам, пожалуйста? Да, вот конечно. ты спишь, да, я к тебе подхожу и со всей силы тебе баба. Не, ну это сказочно, это была сказка. Я слушал, уже пропал, получается, как потом он появился, и вот он начинает рассказывать. Он там оставлял какие-то эти там голосовые какие-то записи, то, что это происходило, и все. Зачем он вообще это записывал, когда ему молотком по голове дают? Это только дураки могут в эту хрень поверить, неважно. Я тогда уже понял, что он несет хрень. Видишь, ты уже как бы, ты уже какие-то богохульские вещи говоришь, потому что Тузик с самого начала там предупредил, что неверующий не поверит. У него там запись 24 на 7 пришла. Ты слышал, да, он эту запись выставлял там? Там спрашивают про Ильяса Адамова. Ильяс, да, про него я говорю, да, правильно. Не, он пропал, кстати, что-то нету его. Каратист там такой, там вертушки херачит. На высоте там 30 сантиметров. Лазик, ты знаешь, что я думала, когда вот этот Зайчий Губа проиграл бой? Это такое блаженство было. После путевки с Дубая, когда Дустум вернулся, другого же Секирбашка сделали, и он же заменяет его, этот Чимаев, или как его, ну, этот Хамзат. И я думала, вот-вот услышим, да, что его тоже Секирбашка, пока вроде бы жив он.
Он Вот реально у нас верит. Вениамин просится, Вениамина, давайте попытаемся с ним общего. Да, но мы знаем его имя, как бы, но он с нами не хочет знакомиться, он хочет заходить, говорить просто. Вениамин, ах ты куда? А, вот, приветствуем вас, Вениамин. Вы здесь с нами? О, вы видите его? Я вроде его поднял. Ну, я вижу, что поднялся. Ибраим, один вопрос. Честно ответишь вот свое мнение, вот реально, как ты думаешь. Вот смотри, вот живешь ты в Чечне, да, вот. Никому не мешаешь, просто человеческой жизнью, своей жизнью живешь, да. А это вот примерно социнапа. Вот остановили тебя, забрали. Вот ты говоришь, слушайте, ребят, мне вообще барбир до вас. Делайте, что хотите, как хотите, хоть на руках бегайте, но меня отпустите, баха. Ну, вообще ни при чем, ты не при делах. Даже в такой форме они вот это рукоприкладство, вот это делают. Смотря ты, если попадешься под горячую руку, вот, например, сегодня нужна какая-то количество людей нужно собрать на джихад в Украину. И ты где-то, им же нужно, скажем так, вот этот план завершить. А ты как-то там нарушил какие-то правила или что-то, ну, что-то не то, или не понравился кому-то, или у тебя борода какая-то неправильная, или усы. Или ты комментарий где-то не совсем корректно написал. Вот если попадешься под эту горячую руку, то попадешь на джихад куда-нибудь в Украину. Имеется в виду, типа, по беспределу тоже они, да, делают, типа, да, вещи? Как беспредел, Лёцик, больше там предела нет уже, кроме беспредела. Да, короче, если ты там где-то буянишь, понятно, что какие-то эти методы там тоже есть, да. Если ты что-то там, я не знаю, неадекват какой-то лезешь там, и тогда тебя тоже привлекут. Но вот в такой ситуации ты тоже не, скажем так, не особо. Ашул, собой, вот ты говоришь, слушай, у тебя своя работа, своя жизнь. У меня своя жизнь, моя работа. Слушай, давай не пересекаться, буа. Вот, допустим, ко мне человек подходит, хочет со мной разговаривать. Да, я говорю, я с тобой разговаривать не хочу. Уйди, да, по-братски. Как по-братски. Тебе он запрещает что-то делать. Вот я говорю, послушай, я тебе говорю, что тебе нельзя это делать. И неважно, это не прописано в законе, что тебе нельзя это делать и так далее. Вот просто, говорит, я тебе запрещаю это делать, потому что я власть. Что ж по-братски? Как ты мне объяснишь по-братски, уйди? Вот эти вот те разборки, как бы, вот, и весь мир это видит, да? Весь мир это видит. Вот эти вот разборки, когда стоит Кадыров, и ты вот смотришь на это, знаешь, как это стоит какой-то 18-летний пацан и стоит какой-то 12-летний ребенок. И он ему посрачники дает. Если так глава республики себя ведет, с кем нужно по-братски там разговаривать? Видишь, там годами есть люди, которые живут и не попадались куда-то. Да, такое тоже есть. То есть много людей, которые живут, никуда не лезут, там где-то у себя, где-то там, я не знаю, кому-то ремонт сделал, кому-то на стройке как-то выжил, да, там перебился где-то. И никуда не суется там, я не знаю, ничего не пишет, короче, ничего там вовремя молится, скажем так, под ойла косит. Да, там живут. Но не факт, что ты тоже такой, то есть раз на раз не приходится. Приветствую всех, маршал. Шалом. Шалом, шалом. Маршал, ты хотите Ну вот свободно примерно, брать? смотри, бля, ты примерно знаешь мой характер, да? Думаю, не раз мы виделись с тобой. Вот я бы там нормально прожил бы. Вайши гену. Ну, что, тиктоки, мы же видимся. Я босса знаю. Они, ребята, сидят, чеченцы сидят. У них, кстати, тематики такие, да, вот молодежные, то есть сидят, разговаривают. Ну, тоже такая, ну, оппозиция всему этому говну, скажем так. Ну, я говорю, вот с моим характером меня там оставили бы в покое, ну, как бы.
Не знаю. Вот, Ну, как бы ты потому что попал куда-то. по-братски уже, я думаю, что все это... Да, по-братски ты захочешь. ты вроде здесь нормально, лишнее не говоришь, салам даешь, но тем не менее, короче, не обезопасен ты, короче. Не, знаешь, почему я говорю? Просто я вот много тоже наблюдаю, смотрю, хоть я дурачка иногда прикидываюсь. Есть такие люди, которых реально надо их, ну, как бы им свое место надо давать знать, потому что очень много людей, они себя неправильно ведут, по сути. А есть такие, которые свое место знают, и они умеют отличать их, или они по беспределу двигаются. Вот это я хотел узнать. По беспределу. Ты тоже должен быть беспредельщиком в какой-то ситуации, если ты с какими-то беспредельщиками там столкнешься и тоже не будешь беспредельщиком, короче, то Ну, тоже... короче, никто не застрахован, да, из обычных людей? Абсолютно не то, что и обычные, сами вот эти, которые там с дубинками ходят. Понял. В общем, римлянина одного читал «Государство» произведение. Этот римлянин философ. Он пришел к выводу, что надо жить по закону, а не то, что как решил царь, короче. Вот. Ну, там царь устанавливает законы. Как не жить по закону? Законы-то есть. Ну, вот я имею в виду, давайте вот приведу пример. Там кто-то же Коран надругался над Кораном. Так его взяли они и давай бить на камеру. Это что, и в законе где-то есть? Не, они его не били на камеру. Не то, что били на камеру, вот это то, что вот этот малолетний ожиревший его сын. Достумчик, да. Они его просто отдали его. Они не просто Ничего там никому не отдали. Чего вы вот, взрослые люди, не можете видеть, понять, что там происходит? Почему его на бутылку не посадили, а потом без вести не потеряли, например? А где он сейчас, кстати? То есть они еще потеряли его где-то, где-то потеряли, кажется, играют. Его нигде не видно. Не слышно. Никуда его не потеряли, там он сидит. А, сидит там? Не, ну тоже как бы, смотри, это на бутылку не посадили, потому что, скорее всего, русский народ все равно будет возмущаться. Надо как-то... Это чисто было делай, как я. То есть вот то, что здесь Полудан делал в этом Швеции, и никаких этих не последовало. Все дагестанские мулы кричали, на тебя еще какой-то чеченец найдется. Чеченцы, тигры у нас, туда-сюда. А тут параллельно вот эту вот тему мы уже здесь работали, да, и вот это все дерьмо расчехляли, короче. Что там есть, что там нет. И такое непонятная, скажем так, пауза такая произошла, да, здесь, когда все насторожились, там, офигели от какой-то от поступления новой информации. И все как бы даже здесь, в Европе, не стали даже их там за это дело ему угрожать и так далее, потому что сначала через нас надо проехать до того, как до Полуданов дойти. Поэтому уже когда результатов там не было, да, все как бы застыли, ничего не происходит, получилось так, что они начали там уже показывать, видите, а мы здесь вот так делаем, а вы там типа сыкуны сидите. Это чисто вот такой разыгранный сценарий. Какие-то били, там не били. Если бы били, посадили бы на бутылку и потом без вести потеряли. Вот это было бы реально. Не, ну Путин по-любому, Путин что сделал, он, опять же, он, получается, в конце концов, он отдал, не то что отдал, ну как бы взял, подарил, скажем так, хорошо Кадырову на день рождения. Его подарил, ну по-любому поставил какие-то там рамки, как бы, не делает так, не делает так, не делает Ты так. просто не понимаешь, что это с Кораном там был чисто сценарий разыгран.
То есть Да, ты туда клонишь. А для чего Никуда я такой не клоню, я говорю, как есть, я за этим... Не, ну хорошо, я имею в виду, как бы ты это имеешь в виду. Ну, может быть, там подумать. Да, он пошел какой-то там русский, нахрен ему Коран там сжигать вообще. То есть это вот, чтобы как здесь в Швеции, да, как он во Франции это дело с этим, с Пати. То есть это вот очередное, давайте там вот так теперь делайте. Не, ну вопрос, почему его в кресты не посадили? Почему его Чечню туда забрали? Чтобы показать, вот видите, там чеченцы как избивают, там сын Кадырова. Чтобы очернить, как бы, да, получается? Да, Путин бедный, там, вот здесь... Типа защищает имя его Корана, бывший всё советник, такое. да, его бывший советник Илларионов, один из 8 приближенных, здесь сидел и рассказывал, что Путин это бедненький, там, Кадыров это его собственная личность, он его запугал там. Ну, как бы, чтобы оправдать Путина, получается, что все не из-за него, а все из-за чеченцев. Я понял. Опять же, тоже имеет место быть. То есть вы считаете, что они об этом думают вообще? Нет ли такого, что они уже оторвались? Как вы представляете? Вот даже пусть... Вот я Кадыров, я беспределю. Что мне кто-то сделает, кроме Путина? Я каждый раз в ТикТок выхожу и говорю, я Путин, я за тебя, есть же все, порву там все. А так в республике я беспределю, все что угодно делаю. Что мне будет? В республике на месте его гонял, его этот хозяин был там на месте по республике. Мартынов был такой. Мартынов. Да, я знаю. И имя подзабыл, да. Вот он его конкретно там гонял, да. И там даже есть момент, когда ЧГТРКшники вели какой-то репортаж, снимали и не выключили микрофон. И после вот этого они там где-то в другой комнате находятся. А у этих, у всех наушники, они слышат, как бы там микрофон не вырубили, не сняли. Он его как щегла, короче, там отчитывал. Кто кого отчитывал? Мартынов, Кадырку. Мартынов в очках такой был, Мартынов там тоже. Там много кто еще... Нет, то, что его отчитывать, там это один разговор. А то, что вот именно конкретно в этой ситуации, мне вот интересно стало. Опять же, да. Может быть, это чисто ихнее желание, такое проявление. Ведь он, когда вот там Плащаницу или что там, когда он ехал, Кадыров на лимузине и плакал, там что-то вот связано с Мухаммедом, там что-то такое, привозили же в Чечню. Есть же видео. Тапки и бороду, что ли, что-то привозили там. Да, это был обрезанный хвост, ребята. Это был, смотри, брат, вот это есть лошадь, у него же хвост длинный такой, есть черный, если надо, рыжий. Оттуда обрезали, и на хвосте лошади или там верблюда они песчаные деньги сделали. Ты что думаешь, это были его? Я 1000% Я не слышал никогда такое. Это был хвост лошадиный. Там какие-то лобковые какие-то волосы привозили, да, и вот оплакал, я не слышал. Ну, там люди были, миллионы платили, что-то. Там и амбулансы стояли, знаешь, там кто-то в обморок падал, знаешь, от жары. Это... Там сверху чаевые давали, что вот так через это пропускали, понимаешь? Там security бешеные деньги на этих. Подожди, откуда они взяли эти волосы? Ищака там, может, не знаю. Откуда они взяли? Я тебе говорю, или хвост ищака, или хвост лошадки. Не важно, нет, такая была такая история, честно. Ну, вы же подкованные восточные люди. Не, ну что восточные? Я не слышал, здесь где-то лобковые волосы были, да, пророка Мухаммада, ему прислали Кадырова лично. А видели сандалики такие? 48, 49 размер. У кого бывает? Скажите мне, пожалуйста. Да дали, я сегодня, короче, у меня сегодня малого украли тапочки. У меня сегодня малого украли тапочки, короче. Я пошел, купил какие-то там дешевые сланцы. Кстати, мог бы отправить, сказал бы, что это пророка Мухаммада.
Я в конце как бы думал, что думать, вы выкинуть их или что с ними делать? А вот Кадырову пригодилось, в основном что-то Мухаммад. Также и религия. Ты знаешь, вот эта религия тоже вот так она выдумана. Так же, как история вот эта. Может, это хвостик ишака, откуда знать, мы не узнаем. Но откуда-то они точно отрезали эти волосы. Вот. Ну, видишь, люди собрались, видишь, что ты говоришь. Да. Вот это печально, как бы люди собираются, да. Да, что люди Да. верят, да. Вот. Да. А видел ты, как Кадыров это? Помнишь, еще один шейх приезжал? Это правда? Вы что, думаете, там люди реально пришли и собрались, что ли? Ты что, антитеррорка, ты что, не в курсе, что туда людей полностью сгоняли? Кто? Садевич зуди ишбахала, иш ворх барсахт алита, махмамахта, баалта, чобу. Окул свободне لا دوق قدام إبراد ياخدنا برد إيحش فوق حد يلبخ ты не в курсе. Алло, подожди, ты сейчас вообще там не в курсе, да? Ты как будто бы там какие-то эти... Понятно, что там дебилы тоже есть. Понятно, что там дебилы тоже есть, которые пошли там на... Ну, понимаешь, на собачку говорящую посмотреть. Но людям, которые туда не шли, прям на работе их везде, кто туда не придет, ни мужчина, ни это, потом больше не выходить. То есть там с условием всех вывели. Если вы думаете, что там люди пошли, все, дебилизированные, пошли то есть действительно ты хочешь там. сказать, что заставленные тоже были, Я да? не хочу сказать, я знаю это. Вон, ветеран тогда дома находится, у него спросите, он четко это все знает. Вот это, кстати, Ибрагим, это твой ответ боссу, как бы, да, по поводу Чечни, там, если сейчас сегодня приехать, и что с ним будет там происходить. По-братски ничего не получится, как бы, да. Нет такого по-братски. Придешь, надо, значит, надо. Параллельно чат где-то идет, да? Или что такое? Где все? Не в курсе вы там? Ты смотри, как ты разошелся. У тебя сейчас 50 человек сидят здесь. Что тебе мало? Вот 52 уже стало. Нет, я имею в виду вот эти свои, вот тему там мы хотели обсудить. Ну, поднимай, да, давай вот задавай. Получается, да, используй мнение этих строек. Ну, искажение, вы это знаете, как бы, тут у вас постоянно тематика, ты можешь даже это не писать у себя. Да, смотри, вот этот, когда меняли вектор государственного устройства со светского, вот это то, что народ избрал, свой путь светского демократического государства, вот когда этот вектор меняли, как аргумент, как давление, как бы, использовали именно вот эти строки из Корана, из аята. И как бы даже если человек как бы где-то там хотел бы посопротивляться, там, посомневаться, отказаться, как верующий, он сразу попадал в статус неверующего и как бы его загоняет в угол. Даже если в этом случае. Вот эти строки были использованы. Ну а дальше уже там легче. То есть во второй раз, в третий раз это все будет повторяться. Новое поколение, третье поколение придет, опять вот, допустим, выберут демократическое направление. Там Россия или какое-то внешнее влияние опять подкинет там всяких мул, потому что религия совпадает, и загонят в угол, приведут эти цитаты и опять, все испортят. В общем, это неизбежно будет продолжаться.
Знаешь, почему это продолжаться будет? Потому что разумных людей очень мало, а неразумных очень много. И за счет этих неразумных людей это все творится. Нет, а разумный, неразумный. Если ты верующий, и ты у власти, тебе приходят и говорят, вот видишь, Аллах говорит тебе вот это в Коране, и приводит тебе аят. И что ты сделаешь? Ты с ним ходишь в мечеть, ты с ним молишься в одном джамаате, и что ты сделаешь? А нет, я буду демократом. Что ты сделаешь? Не, ну это да, это тяжелый вопрос, если не ожидал такого вопроса. Ну, вот так. Да, Ну, так и чиновнику, произошло. да, если мне сейчас скажут, хоть в Коране написано, хоть на небесах было написано, да, вот мне вот сейчас в данный момент сделай то-то и то-то, вот плохие вещи, да, как убийство, насилие, я откажусь, я не соглашусь. А вот если ты чиновник и ты сам заложник, тогда это трудновато, конечно. Мы же и говорим не о простых людях. И тем более, я-то поговорю, даже если он не хотел. А тут случай, что он сам и тоже хотел, инициативу проявлял. А тут еще ему подкинули такой аргумент, тут он вообще смотри, тут обрадовался. молодежь в Европе, да, она независима ни от кого. Вот даже ты скажи, что ты там, хадис там, допустим, там какой-то тебе не нравится, да, уже они сами лезут к тебе, чтобы, знаешь, что-то замутить, уже что-то там, разборки там. Ну, это, хотя это простая молодежь, понимаешь? Не, ну опять же, Ну, это и есть... вопрос такой, Ну, да, тебя Зеро. подсаживают на удочку подсадили, на крючок зацепили вот этой религии, а там все уже цитатами можешь управлять его направо-налево. У вас в Европе общины, какие общины? Вот, допустим, есть, и бывает такое отдельно чеченская община? Или она именно обязана быть мусульманской общиной? Чечено-мусульманская. Есть те, которые чисто там, как, ну, чеченские, есть те, которые чисто салафитские вот эти. Салафитские, ну, как бы, ну, там чеченцы, правильно, в этой общине получается. Там все мешаны, там есть и арабы, и турки, и я видел там даже этих, как их, оттуда, с востока, таджиков, там разные, которые... Тут много кого есть в Европе. Ну, короче, это чисто исламская община, как бы. И Да, туда, у них как бы, есть, да. вот, они салафитские, они очень сплоченные. У них есть вот это. А есть чисто... Пока вот родители не будут своих детей воспитывать, пока родитель не будет своих детей воспитывать, объяснять им, что хорошо, что плохо, это никогда не изменится. Не, ну, ребенок... Ну, подожди, ну как ты... Лазис, подожди, вот как ты объяснишь, что такое плохо или хорошо, если в книге, в Коране написано вот это хорошо, а вот это хорошо и вот это хорошо? Как ты скажешь, что ты найдешь что-то там нехорошее, Нет, скажешь, нет, вот в Коране мне это... тоже так Нет, говорят, это... мне тоже так Ты не говорят, сможешь... Подожди, нет, ты в Коране тебе покажешь, вот это, смотри, сыночек, вот это вот в Коране, вот это аят плохой. Ты сможешь это сказать? Это не работает. Я смогу. Да. Тогда значит, дома держи А его, что дома ему это тут объясняй. трудно? Дома ему объясняешь. Ты когда его отпустил, ты когда ему говоришь, послушай, ты, сынок, ты должен быть верить в Всевышнего, и при этом ты мусульманин, ты его уже отпускаешь туда, понимаешь? Ты его уже отдал туда, получается. И он туда уйдет, и все, он уже не твой. Опять же, смотря сколько лет ему, как бы, да, если он уже уходит туда в 17-18 лет, нет уже такого папа, я тебя слушаю. Это уже как бы уже взрослый человек получается. И ты его туда отдаешь, и оттуда уже набирает всю эту информацию. Понимаешь, в чем дело? Значит, изначально ему не говори, что вот, сынок, ты должен верить в Бога, да, и мы мусульмане. Если ты ему один раз сказал, что мы мусульмане, все, он потом задастся вопросом, папа он тебе скажет, ты же мне говорил, сейчас ты меня отпускаешь в мечеть, ты же мне говорил, что вы мусульмане. И он туда ушел, а там уже им занимаются. Понимаешь, в чем дело? Ты уже способствуешь. Да, ты ему скажешь, ты ему скажешь, что вот этот аят плохой, ты скажешь, а он тебе скажет, папа, да ты кефир. Да. Не, правильно, верно, правильно говоришь.
Не может. Ребенка, еще раз, вот я своему ребенку, допустим, даю свободу, я дам свободу действий. Я наоборот скажу, иди в синагогу. Но я уже знаю, что в синагоге ему не скажут, что тебе надо навязывать, допустим, что тебе надо там завоевывать как бы через религиозную тематику и так далее. Я своего ребенка спокойно туда отдам. А ты как можешь туда отдать своего ребенка спокойно, когда знаешь все, что происходит у вас в Европе? Теперь же, значит, у тебя здесь два варианта, как бы. Или ему говоришь, что Бога нет такого вот, как бы, да, вот, ты не можешь быть религиозным. Или, ну, как я это вижу, опять же, сейчас я думаю, или по-другому ты его отпускаешь, как бы так, и он уже будет сам задумываться. Теперь все зависит от того, как он это воспримет в конце концов. Нет, честно, я скажу... Ты никак не можешь им регулировать, понимаешь, в чем дело? Своим взглядом я скажу, я ничего не утверждаю, но так как я это видел и вижу сейчас, раньше у нас религия была просто молиться в день 5 раз, в мечеть ходить, там, быть добрым, там, не убивать, там, не мучить, ничего это, зина не... Ну, такие обычные вещи. И нам раз в моменте прям все вверх ногами, 380 градусов нам дают и говорят, вот, держи, короче, есть же, вот как бы... Вот так я это вижу. У нас такого, где я жил, где мои братья, сестры, у нас такого вот прям вот этого углубленного ислама, у нас его и не было никогда. Хотя мы молились, в мечеть ходили, в пятничную мечеть. Все это было, но вот прям вот углубиться прям вот так вот, этого не было. Я думаю, Так, смотри, босс. Подождите, вот Да. очень важно, подождите. Вот Халитов там внизу какой-то пишет, ведущий, для начала учись правильно понимать Коран, а не в прямом смысле. Вот если он может, пусть поднимется, а так я скажу, что вот этот текст, это не мой текст. Вот этот первый абзац, это не мой текст, он взят из проекта, который зачитал Абдул Халим Садулаев, комментируя, как создавался Низам 2002. Он там комментирует, опираясь на какие аяты, на какие хадисы вот этот проект Низам 2002 строился, как он создавался, он там комментирует. И там вот прям я взял, скопировал и вставил. Это не мои слова, я не комментатор, я не шейх. Но они сами говорят, он сам комментирует, что и опираясь на эти слова, мы поменяли вот это, короче, демократическое устройство на исламское. Это я вот могу ссылку дать, все объяснить и обосновать. Так что ко мне претензий не надо предъявлять. А если хочешь что-то обсудить, поднимайся. Можно так тоже по-человечески поинтересоваться? Вот смотрите, ладно, там в Чечне, я понимаю, ладно, там своя власть, они ее добились своими какими-то путями, да, они забрали эту власть, и они как делают все, что хотят. Но пускай так будет, да, окей. Да ладно, Вот. Вот ничего, вы вот приехали. Ну да, я договорю просто. Поэтому я интересуюсь поэтому. Нет, ты просто утверждение делаешь, и я вот наблюдаю за вами на этой площадке, на другой, на третьей. Вы все утверждаете вот это. И ублюдок, и Тузик Абдурахманов. Вот он ищает болтологию. И вот Изюк везде гуляет его вот эта болтология, что там какая-то власть, они закрепили, они взяли, установили. Ну, извини меня, даже власть не делает тех вещей, что они делают. Но это же не... Или он что, сатане поклоняется тогда? Ну, что-то же должно быть. Но не может же человек просто брать людей, насиловать их, убивать. Это как это возможно вообще? Ну это же нереально, блин. Я в шоке, я своим глазам, ушам уже не верю, блин. Фильм ужасов. Не, я не про это говорю, я не про это. Я про то, что вы делаете утверждение, что там как будто бы кадырка вот эта толстозадая, которая сейчас ее вообще надули там, я не знаю чем. Как будто я бы она ходит, и от тебя весь мир... Я работаю в магазине. Вот эти как люди... будто бы это кадырка, вот эти люди, весь они мир. свободные. Весу перебивать. Я хочу тебе... Блин, я тебе объясняю, чтобы ты не ходил по всем каналам, чушь не распространял. Вы что, не понимаете, что ли? Вы думаете, что это толстожопая кадырка, которую раздули там, она весь мир раком поставила, что ли? Путин поставил весь мир раком сегодня перед собой.
я, грубо говоря, да, там, через Украину и так далее. Никто не может пикнуть на него. Вы что думаете, эта Кадырка сильнее всего так вот с каким-то образом своим задом из Хосиюрта какого-то взяла и вот так там все захватила, что-то сделала, что ли? Что, непонятно там? Просто под мозг можно же включить и посмотреть, так, что происходит. Это из Хасиюрта, который он там какой-то там шлялся, сопливый, его просто за его просто вот это полное выполнение там команд каких-то, тем более, чтобы всему миру показать отвратительную там никакой, ни культуры, ни вообще не общаться, даже нормально разговаривать не умеет, просто вот такое вот туда поставить. И чтобы через вот это вот на тебя полностью как бы твой, скажем так, психологический портрет всей нации. Ну, Ибрахим, проблема, знаешь, в чем? Вы просто ходите, ты делаешь какие-то утверждения везде, делаете, и потом это сюда какой-то русский заскакивает. Меня прессингует не Кадыров, понимаешь, и не кадыровцы. Сюда какой-то русский заскакивает, сюда какой-то русский заскакивает и спрашивает, как у вас там в Чечне? Как будто бы насмехается, да, как будто издевается. Как у вас там? Так как вы нас не оставили, вы же нас не оставили, не оставляете нас в покое. И вот так теперь там происходит. Ибрахим, я не это хотел узнать, но смотри, допустим, меня прессингуют не кадыровцы, не Кадыров, не Путин. Знаешь, вот в данный момент я живу в свободной стране, сам на себя работаю, сам себе все делаю, да. Я просто хочу понять, что с нами не так или что ты там со сейчас всем живешь миром по не какой так. причине? По какой причине там живешь? Ты пришел сюда и паразитируешь просто на чужом благе. Вот себе Норвегия, Швеция, Германия, Австрия себе установили кровью под там тысячами жертв, вот этими там учились, трудились и себе установили систему. Ты сюда пришел, как и я, и просто на этом паразитируешь. А мы с тобой у себя не смогли ничего сделать, ни мы с тобой, ни нашим родители, ни деды, не получилось ни у кого себе вот такую систему установить. А мы с тобой здесь пришли и просто паразитируем на чужом, и все. Да, почему такие, как я, сюда пришли, хотят на мне ездить? Не на мне, друг на друге даже ездят. Почему? Почему друг друга учат, друг друга угрожают, друг другом хотят? Объясняю, им их идеология так предписывает. Идеология ему так предписывает. И сзади него стоят вот эти ублюдки, которые ему вливают это через все вот эти вот утюги, там, фены, микроволновки. И мы поэтому пытаемся же здесь антипропаганду, какую-то другую информацию дать людям. Вон, видишь, внизу пишут вот эти вот ЧГТРК, Сурсат, тут пособрались, да, всякие хренсюльки, писюльки. Вот сюда зайти и просто нормально, шаг за шагом подискутировать. У них нету никакой цели, там кто-то на бутылке сидит, кто-то вообще ослоумный какой-то. И вот так сидят и будут. Короче, это вы этим, да, боретесь, типа даете другую информацию, да, типа. Ну, ты уехал, получается, ради свободы, чтобы быть свободным, получается. Ну не да, ты, что твои родители понимают, в чем дело, но ты захватил с собой ту заразу, от которой ты убегал. Ты эту инфекцию с собой не принес. я захватил, не я захватил. Не, но я образно говорю, я не говорю конкретно про тебя, я говорю образно, да. И эту заразу, получается, вы взяли с собой, как бы, да, понимаешь, что делать? Наверное. И все, и вот и вы ее привезли туда уже, получается, с собой, как бы, заместо того, чтобы все там оставить, там, ну, пропить какие-то антибиотики, как бы, все от этого, чтобы выздороветь, да, как бы, да. Вы взяли сюда, туда, где вы живете, и сами себя паразитируете тем, то, что вот как это происходило у вас там дома, понимаешь, в чем дело? И вам тяжело из-за этого к себе домой вернуться. Вам тяжело как бы Я другого мнения. Криксик суд эмуахюкич суд эфир чаюаж махвате терабо босс. Хо يتحيوشن محتخ يقعيبوت هاوي تجوا وقتك سوالخ يوقع دين. Соболди, а что путать твой те? А что путать твой те вообще?
حتسحنمت يا شاق ولا بيرش واتها هو جدي سحن افير شو أصيد ريتش قال له أقشكنيهم قال له يا سعير يشكنيهم استعوذ حطقوي هيرين ريتش يا شاق واتها افير شو بلا اتلا فوق لا يبسني ما بالي بالقناع واسع صبرتي هم شو حلتها تعموها حلتي أول Так, شو так, все, حلتها Не ругайтесь, Аминочка, ну, не надо, пожалуйста. Так, так. Тут это нам не Не, интересно я просто вообще, пытаюсь что там. понять. Нам не интересно. Ну ладно, если вам не интересно, тогда я извиняюсь. По теме, тогда я извиняюсь. по теме. У нас глобальная тема, у нас там личные разборки неинтересны. Нет, сами Атсунс, я один раз с тобой разговаривал по телефону, 3 минуты, может, максимум. И никогда в жизни я с тобой не пересекался. Всегда сун халмалату, ага, крик саха, сун хумахикна, саха, сун хамат, саха, сун. Да, саца просто. Со крик сволча модераторю, а со ё эфир حلا تدلا أس سخرنتي لو قبيتو أس حياتي حتى سيوقش. So دينا حق بوس واوي. So قيلة دين شو أعرف so خريستياني نخلو so ناخل ما وح عليه شو أمينك. بوخ دعوة دحكيك بصوت موحوق حير ويج سني دات دقيلة بلغا ويسيك حموالد أصلا شو يوري بلغا ويسيك وي شي أفير شو أروي على بوهردين شو شو أختي نعصو صيد حقوس سأما Представить. Это какие-то личные, молодежные разборки, я так понимаю, да? Там тут пообщались где-то, поругались с ними. Я к этим ребятам как иногда захожу, вот босс, допустим, да, и вот Зеру, Ибрагим. Я захожу вот к этим ребятам, они такие тоже, они задаются вопросами оппозиционные такие. И нет, ничего плохого не скажу. Может быть, опять же, личность не хочу обсуждать. Нет, человек искренне как бы задает. Может быть, там есть в чем-то в этом такое, но искренне заходит, задает как бы такие вот, задается вопросами. Опять же, ну, культурно хотя бы задает вопросы. Без этого. Там не видно какого-то, знаешь, какого-то подкола и такое, да, вот. Им интересуется. Ну, опять же, может, я наивный, может, я ошибаюсь. Там уже сами разберетесь. Да. Нет, тут этот Кадыров, этот неинтересен, Кадыров, потом ДНР поставили, там, Пушилин, Мушилин. Это все вот эти, что мы там, кто воюет с Пушилиным, там, кто там, Пушилин там у них, кто он там. Кто-нибудь говорит пушилинцы? Пушилинцы кто-нибудь? Аксенов, Пушилин, потом в Крыму кто-то. Аксеновцы кто-нибудь говорит? Кто-нибудь говорит? Вот сейчас Щукина дагестанцы поставили в Дагестане. Щукинцы кто-нибудь говорит? Калиматовцы в Ингушетии кто-нибудь говорит? Ну что за ерунда? Почему акцент этот Кадыров? Ну Кадыров такой же Щукин, такой же Пушилин, такой же этот Щукин, Сидоров. Нам это не интересно. Кстати, когда Щукин говоришь, нужно 3 пальца во рту класть. Именно когда про Дагестан. Смотри, вот эти вот дагестанцы забегают, вот вы ислам ругаете, вы религию, пророка ругаете, туда-сюда. У вас там Щукин сидит, вы о каком исламе вы говорите? У вас Щукин, халиф там. Да. Халиф, у вас халиф Щукин. Вы прибегаете в чеченский сайт, который хочет свободы от всяких Щукинов, Мукинов и падишахов. И нам говорят, вы религию ругаете. Да у вас там Щукин сидит, халиф, вы идите. Что за бред, абсурд вообще? Ингуши тоже забегает. У Ингушетии премьер-министр русский, прокурор русский. Калиматова тоже с России привезли, он никогда в Ингушетии не жил. Он чисто тоже почти русский. Не, он двойной русский. Он двойной русский. Не, у него образ. Они забегают там, мы к ним не лезем. Хотите под русскими быть, хотите под турками быть. Что хотите, оставьте нас в покое. У нас свои чеченские разборки. Там, с религией, с Россией, другое. Мы к вам не лезем. Нет, приходят, короче. Нет, чтобы помочь там. Может, вам что-то помощь нужна. Может, вам
бланк какой-то распечатать. Может, вам какой-то лайк поставить в конце концов. Нет, они приходят, вы там это ругаете. Да у вас там Щукин сидит, блин. Пушилин сидит. Вы что? Они сами себе не могут помочь, чем они нам помогут. Нет, может, они в обратку пытаются помочь. Типа, вы не правы, ребята. Вот вам надо такого, как у нас. Мы пастухами быть мы не хотим по-любому. Или баранами. Подожди, я могу задать вопрос? Можно. Ведущий, говоря о чеченцах до прихода ислама, с какой верой жили чеченцы? Ну, вопрос сложноватый. У нас, по всей видимости, и христианство, иудаизм, ислам к нам как таковой пришел в 90-х годах. До этого то, что практиковали, это было, короче, такое мультирелигия, можно сказать. Ну, никто углубленно не знал, что нужно делать, а что не надо делать. Вот именно говоря о свободе, разве чеченцы когда-то были абсолютно свободным народом? Сосой ног чушон. До прихода русских были. Может, не были. Какое-то время грузины нам навязали христианство. До этого наши предки жили под, скажем так, давлением некоторых других народов. Откуда ты взял, что нам грузины христианство навязывали? Христианство, тем более... Брат, смотри, прочитай чеченскую историю, написанную не от рук чеченцев. Все читают историю только от рук чеченцев. Чеченцы сами про свой народ сомнительные моменты писать не будут в своих книгах. Подожди, при чем тут христианство и свобода? Свобода, ты вопрос неправильный. Ты хочешь задать вопрос свободными от религии или свободными? Да. Вопрос сформулируй. Нашел ответ. Абрам, он сейчас скажет, что ислам и сионисты ему принесли, скажет сейчас. Не. Перец только на русском давай, чтобы... Короче, я что хотел сказать. В любом случае, то, что он говорит, я тебе скажу, у тебя должно быть свободное сердце. Понимаешь? Я вот всю жизнь, я и в советской армии служил. И всегда и повсюду, где бы я ни был, я ненавидел этих русских. Вообще русское что-то, я ненавидел их. Хотя среди них служил, там, я не знаю, работал. Всегда я чувствовал себя отдельно от них, понимаешь? Я думал по-другому, понимаешь? Поэтому первым делом, если ты чеченец, ты говоришь, ты чеченец, да? Что бы ты ни делал, ты всегда должен оставаться самим собой, чеченцем, свободным. У тебя сердце должно быть свободно. Где бы ты ни был, хоть ты там среди русских работаешь, я не знаю. Почему? Потому что любой русский, он тебя ненавидит. Он тебя просто ненавидит. Если он пьяный, он тебе прямо скажет, ты черножопый. А пока он не выпьет, он с тобой будет работать, там, друзья, 5-10, там, знаешь. Поэтому я тебе прямо говорю, сердце у тебя должно быть прежде всего свободным. Как чеченец ты должен думать. И, я не знаю, вот как тебе объяснить, вот так. Это я тебе говорю прямо. И сейчас, и всегда. Единственное, то, что со мной осталось, это нохчел. Если осталось у меня, только нохчел остался у меня. Понимаешь? Я тоже в Европе нахожусь, понимаешь? Поэтому, в любом случае, если ты свое не уважаешь, чужой народ тебя никогда не примет. Ты будешь белой вороной. Можно я кое-что скажу? Вы старше меня. Я не хотел перебивать, но кое-что хотелось бы дополнить. Вот говоря насчет того, что русские нас не любят,
если с одной стороны, с другой стороны посмотреть, у них есть основания для того, чтобы нас не любить, потому что в нынешних реалиях каким лицом наш народ представляют люди, которые живут среди этих русских. И у нас есть основания, чтобы любить. Подожди, а что с вами русские, Да что с вами делали? такое вообще? Что с вами русские делали? Хуберт. По какой причине вы должны их любить? Нет, я не оправдываю их. Не важно то, что сейчас делают кадыровцы, другой разговор. Но с другой стороны... Зеро, Хуберт. То, что кадыровцы делают, это другой разговор, не важно. Да. Пусть он повторит, подождите, не спешите. Это очень Могу интересно. повторить. Нет, смотрите, Не. я сразу говорю, я не оправдываю. Не поймите меня неправильно, я не оправдываю, ни в коем случае. Смотрите, на сегодняшний день много кто из нашей молодежи, я не говорю, что они какие-то имеют отношение к правильным чеченцам или что-то такое, но они, даже если они называют себя просто чеченцами, то в их глазах они являются чеченцами, которые ведут распутный образ жизни среди этих русских, выставляя наш народ в каком-то неприемлемом образе. То есть они видят только то, что им показывают эти люди. Они не живут среди нас. Подожди, а твои претензии в чем заключаются? Давай я скажу. Подожди, Лазик, подожди, дай до конца надо выяснить. И потом ты говоришь, из-за этого у них есть причины ненавидеть чеченцев. Ты так сказал. С одной стороны. Смотри, если ты принципиально вот точно ты взял какую-то сторону, да, я тебе точно говорю, возьми есть большая советская энциклопедия, там написано род занятий кавказских народов. У всех там кто-то пастушил, там пастухом, там чабаны, а именно чеченцев, не ингушей, чеченцы, род занятий чеченцев, бандитизм, там написано, понимаешь? Понимаешь ты? Советская большая энциклопедия, там написано это, понимаешь? Я же не отрицаю, что они нас не любят. Смотри сюда, ты чеченец, да? Ты городской. Нас наговаривают. Кто такие даже чеченцы? Когда Я тебе могу объяснить, что такое чеченцы. Смотри, ты в городе вырос, да? Я в селе вырос, да? Если ты как придешь в село, там у тебя обязательно будут стычки, непонятки какие-то. Ты будешь вообще в шоке. Потому что чеченцы, они разные. У нас даже разные диалекты есть. Я не вырос в городе. Если ты в городе вырос, примерно, я говорю, если тебе что-то нормально, да, а если в село пришел, он дальше своего села никуда не ходил, он уже по-другому чувствует тебя, понимаешь? У тебя будут стычки, непонятки. Поэтому мы уникальны в этом, понимаешь? Вы уникальный, да, в каждом районе свой диалект. Понимаешь? Смотри, если как русские приходили к нам, уничтожали, сжигали села, да, некоторые села, а другое село их принимало хлебу-солью, понимаешь? Понимаешь ты? Были такие случаи. Я понимаю, наши соседи помогали этим людям. Когда нас изгнали из наших земель, наши соседи сидели и по кусочку земли от нас отрывали. Я обо всем этом знаю. Но сейчас речь идет не о них. Если ты это знаешь, имам Шамил пришел, ради одного сюли уничтожил целое село с детьми и женщинами, понимаешь? Как ты это воспринимаешь примерно? Понимаешь ты? Вот в чем дело. Я тебе говорю, имам Шамил тварь. Гезри тварь, что все твари, что за имя, чеченец, он не чеченец. Но я его лично не знал, я не могу о нем высказываться. Они собаки, суки, они, понимаешь? Если они ради одного дагестанца убили целое село, уничтожили, понимаешь? Чеченцев, детей, женщин. Представь себе, чеченцев убили, блядь. Неужели у тебя сердца нет у тебя, понимаешь? Понимаешь ты? Чеченцев убили. Кто они такие? Вообще, блядь. Сам подумай, ну. Я только недавно это узнал. Я не читал, я не любитель читать. Я недавно узнал, книги это написано, понимаешь? Это не я тебе от себя говорю. Поэтому я их ненавижу. Значит, вообще, ищем Не, иди сюда свой. Хоку заявление на
Да, туда-сюда, там это, но чеченцы сами виноваты, почему русские их ненавидят, чеченцы сами виноваты в этом. Вот это он сделал заявление. Вы мне не дали закончить мысль. Да, и вот Смотрите, в чем вот вот, нас... Брат, можно я закончу? Вот нас очень вот, мало на самом деле. И сформулируй. когда кто-то из нас допускает какую-то ерунду, это заметнее, это ярче, чем если какой-то русский алкаш сделает такую же ерунду. Его они не будут осуждать, представители народа, и им обвинять. Слушай, если ты так ставишь вопрос, мы как говорили, знаешь, мы как говорили, у свиньи много поросят, понимаешь? У волчицы 2 волчонка, понимаешь? Так что тут вообще, да, это просто, да, как тебе сказать, если у тебя сердце не свободно, ты никогда не будешь свободным, понимаешь? Хоть ты там сидишь с русскими, среди русских сидишь, там водку пьешь, да? Все равно у тебя должен быть свое, понимаешь? Ты им сам собой должен быть всегда. Запомни это. Человек в принципе не может быть свободным. Не, подожди, Вообще да, никак. то есть получается, Я могу доказать, обосновать. 200, подожди, получается 300 лет назад, там примерно, Российская империя, короче, загеноцидила там 3 раза чеченский народ, закинула себе в эту свою русню, выучила там своим этим, заставила учить их язык и так далее. А теперь, короче, чеченцы балуются, они виноваты, почему русские их ненавидят. Вот так я понял. Не, то, что я тебе сейчас скажу. Ты говоришь, ни один человек не может... Я насчет вот этого событий 300-летней давности, я вообще не заикался. Нет, насчет вот этих событий 300-летней давности, я о них даже не заикался. Я, конечно, разделяю всю эту боль. Я порицаю каждого, кто был причастен к этому событию. Но мы сейчас говорили не об этом. До твоего мозга донести хочу. Да? Мозга тебе не доходит, о чем я сказал? Ты не доходит до тебя? Вот эта причинно-следственная связь не доходит до тебя? Нет, то, что, смотри, объясняю еще раз. Вот этот малый процент наших ребят, которые приезжают в русские города и показывают неприемлемое поведение. Подожди. То есть, короче, я взял кого-то в тюрьму, посадил, и потом он в тюрьме начинает, в клетку посадил, и он начинает там баловаться, что-то там зубами решетку грызет, там что-то еду раскидывает. И я теперь начинаю его ненавидеть. Вот так ты говоришь это? Как тебе еще объяснить? Брат, мы показываем свой нрав, они показывают свой. Если они там срут, где попало, и ходят пьяные, нас это не обязывает нас вести себя так же. Как тебе еще объяснить, я не понимаю. Подожди, ты вообще... Насчет того, что, смотри... Свободнаешь. Ты вообще, что ты за тему начал, что ты хочешь сказать, я не пойму. Я вот понимаю, если бы 2 соседа живут по соседству, да? Один белый, другой серый, 2 веселых гуся, короче, 2 друга, короче. Или 2 общества, которые там по соседству живут. Это какое-то общество едет в гости к другому и там себя как-то ведет. Потом вот этот гусь, короче, серый едет к белому, он у себя как-то так ведет, короче, себя. Ты вот такую ситуацию расписываешь, или ты Российскую Федерацию расписываешь, в которая полностью установила свой оккупационный режим, которая отвечает за твое воспитание там, через мечети, за твою образовательную систему, за твое вообще поведение, за твой джихад в Украине, если надо его провозгласить. Ты вот что-то хочешь здесь рассказать, как будто бы 2 соседа живут рядом. А у нас разве есть такая ситуация, что у нас 2 каких-то соседа живут рядом? У нас вообще другая ситуация. У нас есть
папа хозяин, и есть вот раб, которого по башке дубинкой надавали, короче, его посадили, и его сами воспитывают, чтобы он, все, что он делает, это его воспитывает вот хозяин. И кому теперь ты претензии, что ты вообще хочешь предъявить, я не пойму. Вот такая вот Вообще. ситуация вот с нашими мозгами. Не, Да, я да, хотел и сказать, я хотел бы сказать то, вообще, что он говорит, человек не свободен, он так сказал. Я хочу не, ответить. вообще в курсе ситуации, вот людям, им нужно с ними тоже агрессировать, не надо, как-то надо это объяснять. Ну, он проходит, Потому он тоже что- проходит какую-то пропаганду, ребята. Он проходит какую-то Да, пропаганду. да. Да, Ему там там, это не так. во-первых, ему дома не дали информацию, да, там нужно. Потом он еще где-то нахватался, русских наслушался, с полной свободы нету, там туда-сюда. Сейчас он хочет вот этот русский прием применить, да, как они любят говорить, везде плохо, везде не свободно. А вот я тебе сейчас приведу пример. Ты можешь, короче, пойти там кого-то по башке ударить и так далее. Видишь, ты тоже не свободен. То есть вот на таких каких-то этих примерах. Ты, я не знаю, вот этих не слушай. Нет, Нормальных людей слушай не побольше. таких И нормальные примеров, какие-то другие книги примеры. читай. Не, я тебе хотел сказать насчет того, что не свободен. Ты говоришь, А кто определяет, кто нормальный, а кто ненормальный? Не, никто не определяет. Чеченское сердце определяет дух. Понимаешь? И ты говоришь, там, человек не может быть свободным. Смотри сюда. Когда война началась, да, люди просто брали автоматы, выскакивали и умирали. Понимаешь? Он был свободным. Он свободен Не был. об Понимаешь? этом, Перец, смотрите, он вообще не об этом. Там другая тема. Давай сначала объясни Я нам. вообще затрагиваю тему более глобально. Смотрите, Вот, человек давай. не может быть абсолютно свободным в силу своей ограниченности. Допустим, ты живешь в каком-то государстве. Это государство. Вот смотри, кстати, вот Слазик, это эксверно, да, вот у пришел него кусок интернет вот лагает. У него интернет лагает. Я как раз об этом и говорю. Он вот это русский прием принимает. А он интернет не всем, блин. Вообще, иди вон свой интернет подключи получше. Я сейчас объясню, что он хочет сказать. Это вот этот русский прием. То есть они вот именно на это давят. Видите, никто же не свободен, ты не можешь там, ты живешь в государстве, ты пошел, например, захотел там кого-то салам алейкум или кого-то там по башке, ты же не пойдешь. Почему? Потому что тебя потом поймают, там посадят, видишь, ты же не свободен. То есть у них вообще там в России, да, там у русских, у них понимание свободы, это вот ты царь, если ты царь, Путин какой-то, то тебе полностью все можно, ты во всем свободен, кого хочешь. Беспредел одним словом, да. Да, кого хочешь, скушаешь, кого хочешь, я не знаю, там, вздернешь, кого хочешь, куда-то на джихад пошлешь и так далее. То есть вот абсолютно вот этот царь русский, он для них, в их понимании, вот он имеет всю свободу, там, всю волю и так далее. А все остальные его рабы. И вот примерно через вот такое уравнение они свободу пропускают. Они не понимают, что во всем мире люди по-другому научились, выработали. У них крепостное мышление. Значит. Да, в цивилизованном мире люди по-другому выработали механизм, когда каждый свободный человек, он не нарушает, не посягает на свободы других. Да, То есть вот каждый, да, у каждого своя граница, свое личное пространство какое-то, и все, ты к другому не лезешь, и вот так сосуществуешь. То есть вот это эволюционный, там, цивилизационный вот этот вот там Значит, процесс, на Западе у них такая правило хорошее. они не прошли. То есть вот этот процесс там не пройден, этап, скажем так. Поэтому они сидят и где-то там, я не знаю, их
на джихад могут Украину закинуть, где-то их там, я не знаю, еще нарожают. Какой там джихад? Короче, Какой там джихад? Ты чё? короче, все что угодно могут там с тобой сделать и потом сказать, ну видите, нигде же тоже нету свободы, поэтому там сидите, терпите. И этот пошел там, их наслушался, и сюда приходит, и к нам, я вам сейчас докажу, блин, тельняшку пору на себе, что полной свободы не бывает. Пхарман шалом, вот пророк зашел, вот сейчас вот пускай расскажет мне, вот как мне прийти к этому джихаду, и насколько, когда это все будет. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Все, учусь Привет, здорово. Здорово, это можно говорить мне здорово? Нормально? Я в замешательстве. Антитеррор, я в замешательстве, тебе полный салам давать или не полный? Вот, да, здорово, что-то это, до этого пророчества. Полностью назвать, полностью. Нет, а знаете, в чем дело? Вот с одной стороны, он полностью ислам знает, с другой стороны, он не в исламе. Он новый пророк получается. Голос. Каков привет, таков ответ говорит. Таков привет, таков ответ. Во-первых, голос надо понизить. Глаза надо опустить. И если они случайно, не дай бог, плюну, то нужно, как вратарь Буфон, кинуться и поймать мой плевок и растереть по лицу. Это пожалуйста, медленно я записываю. Мне только помедленнее. Можешь повторить то же самое? Я хочу записать. Голос понизил, глаза опустил. Все, это пророчество, правильно? Нет, это когда со мной говоришь, надо делать с пророком. Все. Так, смотрите, вот Израиль пишет, сура 5:21. Интересно, что это за аят? Кто может бы нам зачитать? Давайте я зачитаю сейчас. Я вот пока здесь ищет Ибрагим, могу сказать, вот человек зашел, у него были проблемы с интернетом. Вот это все именно связано со строем. Если бы он жил в свободном государстве с рыночными отношениями, то там бы было несколько провайдеров, и интернет был бы нормальный как бы. А если... Не, во-первых, не несите ложь. В любом случае, интернет вырубили и сионисты, 100% вырубили сионисты. Ну, чем с этого, да. А провайдер, что такое провайдер вообще? Кто об этом когда-то слышал? Как бы? Ну, есть когда коробочка дома, там, не знаю, где-то в магазине покупаешь, там все. Провайдер, объясните, что такое провайдер? Я просто предполагаю, что в республике Чечня, вот современной, там даже провайдер принадлежит какому-нибудь сыну, зятю, там что-нибудь такое, как обычно. Ну, в теневом плане, да? Не, ну он еврей, по-любому, не может быть обычным человеком, правильно? Да нет, это уже... Нет, я ну как? говорю. Я тоже серьезно говорю, как не может быть по-другому. Там есть такая электросвязь в Чеченской Республике. Эмир, который был Шмаков, наш брат мусульманин. И его замещал как раз таки вот наш другой брат мусульманин Тумсо Абдурахманов. Такая ситуация. То есть весь интернет, там вся вот эта связь. Второй человек был наш, вот этот фраер, которого сюда потом, походу, перекинули. Так, давайте я Ибн Касира. 5:21. Всевышний Аллах сообщил о том, что Муса сказал: «О народ мой, войди в землю священную, то есть чистую». Ибн Аббас сказал, это двоюродный брат пророка, то есть чистая земля и чисто то, что вокруг нее. Ас-Суди сказал, что речь идет о городке на востоке Иерусалима, Тур, слово Аллаха, которую Аллах предначертал вам, которую Аллах обещал вам языком вашего предка Исраила. И это наследство тем, кто верует. И не обращайтесь вспять от джихада, чтобы не оказаться вам потерпевшим убыток.
Короче, тут евреям еще и джихад предписали. Не, да. Он, короче, они долго не думали, как бы, да. Они говорят, а что, там что-то новое придумали? Говорят, давай, говорит, мы Моисеем будем цитировать, как бы, и все, да, вот. Да, и все. Объясните мне, я не понял. Так же легче, О чем речь? Ибраим, как бы, да. И тем более, когда вокруг тебя там кто-то бэкает, как бы, и все такое. Давай я им это расскажу, что Моисей там евреям рассказывал. И все, ну, как бы, то, что евреи получили, и все, и давайте. И ушел Хасан. Это про то, что в Коране предписано. Цитата, короче, от израилитов. Да. Цитата израилита, то есть... Нахрен заморачиваться, да, Ибраим? Что там заморачиваться? Да? Они и так тупые, как бы. Давай я им расскажу то, что как бы, где ты это вычитал, как бы, в Торе. Давай я расскажу тут своим, короче, да, и ты расскажу, что я там пророк, в конце концов. И все. И это называется маркетинг такой, да. Ну, на тот момент маркетинг получается. И еще при всем при этом как-то продавать легко, там же бараны бегают вокруг. Молодцы вообще, красавцы. Короче, так понял ты, да, Зеро, или нет? Нет, я не понял, о чем речь вообще. Ну, это в Коране от израилитов взято, как бы, что вот эта земля израильская, что она как бы для вас Аллахом предписана, и вот так иудеям это было сказано, да, там Моисеем передано. Короче, все получается, мусульмане получают. Да, извини. В конце, только там в конце вам Лазик, вам еще джихад предписали. Только вы там Ну да, мало что джихад приписали, получается 2,5 миллиарда, да, сколько всего мусульмане. Должны все поселиться, получается, вот, в этой части, где предписали. Они даже все там поселиться как-то, не знаю, как там будут жить, как бы, но это даже жить получается. Так получается, правильно? Братья, есть вопрос есть. Можно будет? Видишь, одну секундочку, видишь, вот здесь вам сказали, Лазик. И не обращайтесь вспять, не уклоняйтесь от джихада, чтобы не оказаться вам потерпеть. Это вообще круто. То есть вот то, что вы джихад там делаете, это нормально, значит? Ну, конечно. Не, ну, по-хорошему теперь еще надо делать так. Я же что? Не, Лазик, я не понял, ты что тут в ТикТоке сидишь, прохлаждаешься? Я так смотрел, у меня-то как бы, я знаю, что было там написано. Теперь вот я сейчас думаю, как бы, да. Получается, у меня здесь новые соседи скоро появятся. Новые соседи появятся, как бы, и мы даже все жить вместе. Вот человека предписывает у себя в Коране, что там. Да не, я не понял, это реально? Это пипец, я первый раз такое слышу, честно, как бы, да. Еще раз, давайте, это Ибн Касир. Смотри, Всевышний Аллах сообщил о том, что Муса сказал, то есть Моисей: «О народ мой, войдите в землю священную, то есть чистую». Это вам, понимаешь? Это вам Моисей сказал. И вот Ибн Аббас передает, как бы он самый лучший этот тафсирщик, да? То есть чистая земля и чисто то, что вокруг нее. А Судди сказал, что речь идет о городке на востоке Иерусалима, Ат-Тур. Ты знаешь, что за Ат-Тур это у вас там возле Иерусалима? Ну, короче, это арабское. Ну, не важно, Восточный Иерусалим может быть, как бы, да, не важно, да, их там мотивация. Слово Аллаха, которую, валбалай на арабском, которую Аллах предначертал вам, которую Аллах обещал вам языком вашего предка Исраила. И это наследство тем, кто верует. И не обращайтесь вспять, не уклоняйтесь от джихада, чтобы не отказаться. Прикинь, то есть вы джихад, который там делаете. Не, это вообще прикольно. Это вот это хотел нам передать, этот, куда он делся. И как его звать? Израиль. Это вообще реально круто. Я даже не знал, что евреям тоже джихад предписан. Владик, там внизу тебе вопрос ответ задать. Девушка. Вопрос, друзья. Лазику, вопрос Лазику. Задавайте, девушка. Дело в том, вот только недавно я был
в эфире у мусульман тоже. Зимба, может, знаете, да? Жакир, у тебя, получается, аватарка это стоит, получается, вверх ногами. Переверни ее. Ну, так получится тоже как бы неправильно, на тебя обидятся. По-моему, нормально все. Алякса потом будет, получается, как бы вверх ногами. А тут флаг палиста, пластилина. Ну, хорошо, я буду иметь. Нет, переверни ее, посмотрим, как на это будет реагировать. Подожди, это что за аватарка? Я не могу понять. С вопросом, как с вопросом? Ну, вопрос сейчас поднимите, она хочет подняться. Я же поднятый вроде. Не, я говорю, просто если флаг правильно поставишь, то у тебя получается Илякса будет как бы на голове стоять, получается, да? Я не умею это делать. Как что докопались до моей аватарки? Я не умею. Мне поставили его. Можно вопрос? Пользуюсь. Да, конечно. Добрый вечер всем. Доброй ночи всем. У меня такой вопрос. Мы сидели у Алана Мартелла, и там поднялся мусульманин и сказал, что Моисей были отправлены закон и что-то, заповеди. Скажите, пожалуйста, Лазик, ему были отправлены все 5 книг, пятикнижье? Или что-то? Смотрите, я всегда, когда я какая-то религиозная тема, заходим в какую-то религиозную тему, я что говорю, что я не компетентен в этих вопросах. По какой причине? Потому что мне для этого надо обращаться к тому раввину, которому я хожу в синагогу и так далее. Поэтому я эти темы не обсуждаю. Я знаю ответы, я могу знать ответы, но я не хочу вообще на тематике как бы и спорить, и оспаривать. Я могу так посмеяться, допустим, сейчас Ибраим сейчас сказал, как бы мне смешно, потому что я знаю, что это не так. Но сидеть и обсуждать эту тему, я могу это сделать в другом стриме. Но не в этом стриме Нет, точно. я не хочу, чтобы вы обсуждали. Я сейчас ухожу обратно туда. Хотела у вас спросить. Нет. Вы можете, я могу вас направить в какой-то стрим, где можно задаться этим вопросом. Это, допустим, Рома Исаков. Он человек религиозный, который именно обсуждает эти темы, который дает ответы на эти вопросы. Это вот там. Супер, спасибо, всего доброго, извините. Все, давайте, до свидания. Смотрите, Лазик, ты назвал на картинке эту мечеть Алякса. Угу. И ты, и мусульмане все эту мечеть, как Алякса, преподносят. Эта мечеть называется Купол скалы. Алякса напротив нее далеко стоит. Оно не прям Почему далеко стоит. мусульмане не знают свою мечеть, за которую они на словах якобы готовы сдохнуть? Это вообще другая мечеть. Она не так далеко стоит, она поменьше, да. Я попал к мусульманам или же евреям? Да, секундочку. Они называют ее Алякса. Секундочку. Кефир такой, да, прокисшее молоко. Я знаю, где эта мечеть находится, она не так далеко, чтобы знал, Пхарна. Ты в Израиле никогда не был, да, в Иерусалиме? Так далеко, но она называется, да. Вообще, та мечеть долголетняя, как бы, больше, да. Это мечеть построена на нашей храмовой горе, как бы, да. И все, да, они ни хрена не знают, что ты понимал, Пхарна, ни хрена не знают. А я ее назвал, почему мечеть Алякса, потому что они ее называют мечеть Алякса. И вот мне было бы интересно, если бы... Да. Я заблуждение. Нет, ту мечеть, я и ту мечеть видел вживую, как бы, да, и вот эту вот мечеть я видел. О, ребята, вопрос. Вы что, я попал к мусульманам или же иудеям? Вы попали к людям. К кефирам. Иудеям или мусульманам? Кефиры. Людям. Кефиры. Здесь разные люди. Здесь разные. Здравствуйте. Ну, вопрос свой я могу задать тогда? Конечно, можно. Сейчас недавно был я в эфире, спор был, так и не смогли разрешить. Никто не знает. Дело в том, когда дома нет мужа, жена может выходить, допустим, в магазин за хлебом без махрама. Брат, что здесь говорю, здесь не религиозный,
это, которые наши дорогие братья евреи сидят и... Не может. Что ты спросил еще раз? Я не понял. Сейчас я прослушал. Вот, мужа дома нет, когда жена может в магазин выйти без сопровождения махрама. Нельзя. Не может. Нельзя. Магазин? Не может. Магазин. Не в Никуда гости. вообще. Из дома никуда не можешь без махрама. Никуда А если вообще. муж в командировке, махрама нету вообще. О, это уже, короче, кошмар. Это уже. Нужно привести соседа, чтобы он 5 раз пососал, извиняюсь, как бы, ну, поел молока сполна, и потом можно попрощаться и поехать спокойно в командировку. Да ну, какой-то вы совсем не слушаете. Серьезно. Да ну. Вы сами вопрос задали, а потом не согласны с ответом. Ну что же, в общем, не вмещается в голову. Вы аватарку переверните, пожалуйста. Переверните аватарку. Я не умею. Надо перевернуть, так будет правильнее. Как перевернуть, я не знаю. Потому что вы сейчас не совсем правильно флаг выглядит Палестины. Ну, ладно, чего вы докопались, я не умею. Ну, фотографии, но это некрасиво как бы получается. Я не умею, елки-палки. На вас потом будут, арабы будут к вам претензии предъявлять. Переверните ее. Ну, предъявлять так предъявлять. Нет, что это такое? Я не умею. А почему поставили этот флаг, вот, допустим, вот эту аватарку? Это ваша солидарность, да, получается? Поставили кто-то. Поставили? Переверните, пожалуйста. Потому что некрасиво. Вот я к вам предъявляю претензии, потому что вот этот палестинский флаг, как бы, он неправильно выглядит. Он должен с другой стороны стоять, получается, перевернуто. Переверните. Я сказал, не умею. Ну, попросите у кого-то, чтобы помогли вам. Сейчас рядом никого нету. Что деду? Вы почему деду мучаете? Пусть дед как хочет, так и поставит. Ну, так расскажи деду, как перевернуть это. Можно мне сказать? Спасибо. Ну, блин, есть уважение хотя бы к старшим. Пусть поставит как хочет. Вот действительно, без шуток. Если женщина вот голодная, она оказалась одна, а муж уехал в командировку, как ей решить этот вопрос? Действительно, пригласить человека, мужчину, мужского рода, чтобы он ей стал братом или своего родственника и с ним сходить. Либо постороннего человека. Удобнее всего обратиться к соседу, он же постоянно рядом. Чтобы он ей стал братом. Да. Сделать соседа молочным братом и хоть так просто делается, да? За 5 раз. Конечно. Это самое. Пророк все предусмотрел. Вы в командировку ничего не понял, дедушка, или ваш сосед хочет? В общем, мы говорили до этого, никто не смог ответить. Один говорит, нельзя, другой говорит, можно. Вот и все. Ну, если, еще раз, смотря кто, если вы подкаблучник, как бы, да, то можно. Делай как хочешь. Нет, не каблучник, мусульманская семья, нормальная. Нет, опять же, я не вам говорю. Делай как там хочешь. Вот посоветую. Ну, если муж в командировке, бывает такое? Бывает. Дома махрама нету, тоже бывает. В магазин что, за хлебом выйти нельзя, что ли? Дедушка, лишнего махрама никогда не бывает. То есть спокойно можно там 3-4 соседа завести их, накормить досыта. Сосед не является махрамом? Не, ну там надо сразу, смотрите, водитель, садовник, который в магазин ходит и так далее, парикмахер, все они должны быть молочными братьями. Все в одном доме даже жить. Или оскопить их тоже может, тоже вариант. Как? Оскопить. Не понял, а что тут оскопить? Ну, вот вы деду даете такой совет, вы когда-нибудь сами так сделали? Послушайте, вот деду даете такой совет, вы сами так делаете, да, нет? Подожди, брат. Если это твой дедушка, возьми дедушку. И во-первых, возьми дедушку, отведи его домой, ложи его спать.
Дедушка, у дедушки интернет есть. Вы сами так сделаете? Дедушка, ну мы Подожди, ну вот у дед вас дает... тоже, я не знаю, такие вопросы возникают. Тоже непонятно. Вам в командировку тоже не надо. Вы же даете совет, вы сами так делаете или нет? Это я вопрос задал. Нет, вот серьезно, это Мухаммед написал. Что смешного, вот честно, если так разобраться? Что нам Вы смеетесь над тем, что предписал Мухаммед, пророк. Получается так? Что написал? Что написал? человек, Ну, ты скажи. ну вот она мусульманка, да, она в такой ситуации, что голодный человек она. Ей надо мужчина, чтобы близкий ее сопроводил до магазина. Вот. Как ей в этой ситуации поступить? Вот видите, какой мудрый Мухаммад был. Он знал, что через 1500 лет он знал, что такая ситуация возникнет. Он предусмотрел даже эту ситуацию, видишь? Вечер всем. Да, поэтому это на все времена же. Приветствую, Машо. Шавуатов. А у меня вопрос, как бы, серьезный вопрос. Интересный вопрос. А мусульмане ведь делают обрезание, да? А где у них это написано это? Откуда они это взяли? Ну, это как бы первый был у евреев, это все знают. Типа, как сказать? Не, оставь евреев. Наверное, из-за... Где написано у мусульман? Вот это. Я что-то искал. Не только мусульман, у иудеев тоже. Иудеев. Евреев написано. Где написано у мусульман? Вот мне интересно. Это, видимо, может, во времен пророка Мусы, может идет. Пророка Мусы или даже Ибрагима, может быть. Зачем гадать? Я спрашиваю. Я просто вопрос спрашиваю. Вот у нас написано 8-й день, и все как, и что, почему. Где написано, если вы уже нас спрашиваете? Мне просто интересно, где у мусульман написано. Давайте не будем гадать. Вот, подожди. Пророк Ибрагим, пророк Муса. Он мусульман или кто, по-вашему? Я спрашиваю у мусульман, где написано? По-нашему. Вот, во время пророка Мусы, Ибрагима, обрезание было или нет? Что, тяжело? Настолько тяжелый вопрос, что ли, не понимаю? Ну, было, ну. Да, причем по-нашему. Подожди, оставь, это еврей, он еврей. Да, я что за флаг у него стоит? Сейчас, Лази, да, что не видишь. Лази, я спрашиваю такое, где у мусульман написано про обрезание? А у иудеев где написано хорошо? У иудеев где написано? В Торе я же тебе сказал, в Торе написано. В Торе, значит, во время какого У нас написано 8-й день, во время как, какого почему, пророка? Нет, во время какого пророка? Какого, блядь, сразу написали в Торе. Какого пророка во время? Авраам. Ну, значит, Авраам, он мусульманин. Значит, вот, считай, у нас тоже. У нас пророк один. У нас один пророк, да. А у тебя что, Коран, Тура это Коран, что ли, не понял? Ибрагим, пророк Ибрагим, мусульманин. Подожди, я не понял, у тебя Тора это Коран, что ли? Леон, ты уверен, что он еврей? Был да, Тора был, первоначально был исламский писание. Это чистый еврей. Исламский писание было. Исламский писание было, исламское. Это такое, да. Мне кажется, после того, что когда Ибрагим прочитал, как бы он таким евреем стал. Я не понимаю, где написано. Не, серьезно. Где написано... Нет, короче, я с тобой понял. Брат, Тора был, все. исламское писание было. Да, вначале, да. Это исламское писание. Он такой же еврей, как Ибрагим мусульманин. Он мусульманин. Авраам мусульманин. Не, ну Ибрагим хотя бы на 72%. У нас есть пророк, подожди, все, у нас есть пророк. Пророк Мухаммед. О, мы к тебе обращаемся. Последний пророк. Формат, да подожди, все уже. Авраам, Ибрагим, по-нашему. Формат, где написано у мусульман, что найдет обрезание? В хадисе. Хадисе. Да. Но они не знают, почему они это делают. Чисто по приколу, что ли? Ну, вообще никакого объяснения. Просто обрезание там сунна для мужчины и честь для женщины. Все.
Я знаю, почему. Санна, дайте. Дать? Вообще объяснение. У евреев это был завет, по-моему, Авраама с Богом. Да, Авраама с Богом был завет. Да. А у этого вообще ничего, вообще никакого. Даже, оказывается, это не фарс. Нам зачем-то каждому это как обязательно делают. Поэтому я сомневаюсь. А как этот хадис что родился? Это еще вообще до ислама. Это потому что... А как этот хадис родился? Как, через Я чего не он знаю. родился? Это в первом хадис- сборнике, самом древнем, Муснаде имама Ахмада. Подожди, а Мухомор, он был обрезанный, что ли? Не понял. Ну, они сами не знают, они выдумывают какие-то истории, там, в детстве был, в животе был, ангел пришел, обрезал. Короче, я не знаю. Походу, Про у его него обрезание, ничего как там... он обрезан, когда его обрезали, нет ничего. Вот есть аят, хадис, где Аиша говорит, когда две обрезанные части соприкасаются, омовение становится обязательным. Мы с посланником Аллаха сделали это и совершили омовение. Ну, по-хорошему получается, что христиане, так как Иисус был обрезан, христиане, это у них где-то прописано то, что был обрезан, правильно, как если я не ошибаюсь. И они даже, они этому не следуют, как бы, да? Брат зашел, он объяснит сейчас. Исламский ученый у нас. Салям алейкум. Мусульман, Васик. Куда ты ушел вообще? Вот это он. Не, причем если это вообще я говорю, когда они что-то делают, как бы, да, у них нет объяснения, это, если или не делают, тоже нет объяснения. Подожди, ученый пришел, подожди, давай, ученый, говори. Он на мумию больше похож. А он вот это, не существует карма, то в этой жизни кто-нибудь верит, я не пойму, что ты тут чушь несешь? Подожди, ну ты будешь уже говорить. Как верить? Почему ты можешь верить в кого-то, а я не могу в кого-то верить? Вот я верю в него, пророк написан. Он пророк. Да, пророк, все. Да. А ты кого веришь? Какого пророка? Почему? У меня даже есть, Лазик, у меня даже есть действующее пророчество. Я сказал, что Шабайкин, Powerful Muslim, вот эти все исламские блогеры, ни один из них никогда не выйдет со мной на дебаты. Пусть выйдут и опровергнут. У меня даже есть действующее пророчество. Я пророк истинный. Если вы мужчина, вы мне микрофон не будете закрывать. Подожди, а ты кто пророк? Подожди, стой. Ученый, ты кто? Я человек. Не, ну понятно. Ну, как тебе сказать? Ну, опять же... Подожди, Лазик, ты мусульманин? Я мусульманин. Ахамд. Вообще, смотри, а кого ты веришь? Сили. А в кого ты веришь? Я верю в единого Аллаха. Вот. А пророк, кто у тебя пророк? А кто у тебя пророк? У меня много пророков. Кто у тебя пророк? А кто еще? Какие пророки? Мухаммад твой пророк? Мухаммад. Подожди, Мухаммад твой пророк? Мухаммад. Конечно. А как вы определили, что он твой пророк? Я знаю. Как вы это поняли? Ты сказал. А как ты понял, что он Бог? А вот смотри, Мухаммад... задаешь. Не, посмотри. Видишь, сидит пророк Мухаммад, видишь, вот возле меня. Я могу тебе доказать, что он пророк. Я тебе могу доказать, что он пророк, а ты докажи, что Мухаммад пророк. А вот я тебе сейчас докажу, что Мухаммад пророк. Объясню, оставь меня сейчас в Харма, там я хочу с ним. Что ты меня оставил? Ты к нему пришел с претензиями, я не понял. Я не пришел, я к нему, это человек, Что ты уже сдулся? Что ты уже сдулся? Подожди, ты не можешь объяснить... Секунду, стоять. Ты не можешь объяснить. Ты не можешь объяснить, что Мухаммад пророк? В чем дело? Я тебе объясню, я тебе все объясню. Леон отказывается от него, он пришел за учением. Секунду, я тебе Харма отвечу на пришел твой за учением. Пропусти его, пожалуйста, Леон. Пускай он пришел за учением человек. Ну давай, все, вот задавайся вопросами. Подожди, Лазик, подожди, он пришел с претензиями. Так сейчас. Они кричат, махаются лифчиком целый день против Мухаммада. Они махаются лифчиком, кричат, визжат. Хорошо, давай, повтори свой вопрос. У вас не получится. Давай, я тебя слушаю. Давай. Вот вы кричите про Мухаммад. Вот ты кричишь, что каждый день Мухаммад. Я спрашиваю, вот я без сарказма. Как вы определили, что он пророк? Вот Он Пармата, посланник да? Аллаха, субхану. И как ты это понял?
В Коране так написано, идиоте. Анатуллах. А вот я могу доказать, что Мухаммад пророк. Вот я могу доказать, что антитеррор пророк. Ему Ну, не ты? знаю, там... А ты докажи мне, что Мухаммад пророк. Кто сказал, я тебя посвящаю в пророке, он стал пророком? Или что, я понять? Кто? Не, подожди. Как вы поняли, как Или он ваша сам ума это придумал? поняла, как ваша ума поняла, вот это, да, исламская ума, что Мухаммад он пророк? Давай, жги. Ну вот теперь смотри, вот если ты такой тупо развитый человек, не знаешь таких легких вещей, я тебе сейчас скажу. Во-первых, он посланник Аллаха. Пророк. Это Когда значит, говоришь вот- пророк Мухаммед, Да подожди, надо ты не говорить мужчина, я не ла'анахуллах. Ла'анахуллах, саллаллаху, не саллаллаху алейхи вассалям. Да, конечно. А пророк Мухаммед ла'анахуллах. Да, ты, кстати, вот ты его как своего товарища какого-то вспоминаешь. Почему ты имеешь право вспоминать его как товарища? Почему ты его не восхваляешь его, когда ты упоминаешь его имя? Кого я говорю, саллаллаху алейхи вассалям. Ты не сказал этого, ты сказал, Мухаммад, он пророк, и все, А ты проехали. мне объясни, что с темы на тему Не, ну хорошо, не, ну ты, так ты тролль, ты не мусульманин. Потому что ты не знаешь элементарных вещей. Короче, ты кафир. Назарюк рвет по фактам. Зорник, ты даже Мухаммада не можешь. Леон, помолчи. Скажи, что ты решил найти себе другого пророка, как бы, нового. Давай, сейчас Давайте он про обрезание скажет. Ему было 40 лет, и он на то время люди, наверное, должны... А ты обрезанный? Скажи мне, ты обрезанный? Нет, не обрезанный. А почему ты не обрезанный? Что ты с темы на тему перескакиваешь? Что ты поплыл? Ты же мусульманин. Иди нахер, я твой все вот шатал, ты ни хера не хочешь людей слушать. Понеслась Оставь меня. душа в рай. А так нормально. А вот смотри, я тебе докажу, что Пармат он пророк, а ты... Можешь доказать, что Мухаммад пророк? Ты не знаешь человека. А я тебе докажу. А я тебе покажу. Как вы, братья? Сливаешься. Славненько. Адель ты ходит, кафир. мам. Ты слушаешь меня? Вы не можете доказать, объяснить, что А я Мухаммад Адель пророк. Джетман. Вы слышите себя со стороны, вы кричите целый день про Мухаммада, а объяснить, что он пророк, и доказать вы не Дурачок, можете. ты тупой, что ли? Я тебе объяснение даю, ты как... Эйджер Тракман Абсад. Что ты орешь, не понял? Спокойно, можешь говорить? Что ты орешь? Я олень, ты не хочешь. Адель Джетман. Тут дагестанские ученые пришли, да? Да. Тут банда целая. Они в КЦ выжили, понял? Они после СВО выжили. Леон, сюда слушай меня, эй. Слушаешь меня, Леон, Леон? сюда слушай меня. Леон, слушай сюда, теперь смотри. Когда Мухаммаду дали откровение, он людям это сказал, он сказал, он посланник. Ты кто? Ты этот, послушай Медленно я меня. записываю. Ты кто? Дурачки, вы не хотите слушать. Ты свидетель или очевидец этого? Ты что, ты это видел? Это в Коране написано. А давай ответь на свои слова. Вот как мужчина. Это дурачки смотрят на тело. То, что Если написано, он ты тебе знаешь, дорогу тебе написали перейдет. хорошо. А ты лично видел? Будь мужчина, вот сейчас ответь на свои слова, что такое было. Ты дурачок, в каком веке Да, я живу? тебе скажи, отвечай, скажи за слова. Скажи, отвечай за слова, что такое было. Колокольный. Завтра, В когда каком веке я живу, в каком веке он жил, дурак? Так, ответь за свои слова, я тебе говорю, что было такое. Открывай Коран, читает и все. Оставь Коран, читаешь. Скажи, что ты, вот я отвечаю за свои слова, что такое В было. каком веке я живу, в каком веке он жил? Ну все, значит, не балаболь. Не говори, что такое было. дурак, что ли? Ну не Хорошо, балаболь, значит. приходил. Ну хорошо, ты видел, как прочитал Иисус книжку. приходил, всем Я говорил, тоже я читал сын книжки Божий, я Бог Ганс покоряет Христиан снег. Андерсона. Ну Не и что видел, дальше? что Иисус Я же не отвечаю, что был золотой гусь, который Ну нес всё, золотые иди яйца. тогда нахуй. Ну что ты начинаешь? Назар, тебе делать Давай, нехуй. вот будь мужчина, ответь за свои А? слова. Скажи, что было такое. Всё, иди Давай. нахер, Назару я делать твою мать нехуй. Будешь балаболом у себя во дворе. твою Давай, мать рассказывай. Давай, Долбоёб. говори. Эй, Вадик. Говорите, Вадик, давайте, сюда слушай давайте, меня, эй. А зачем Вы он ж на маму мужчины, вы, переходит? Это что такое вообще? Тётка. У вас же конфликт был. Зачем на маму переходить? Ну это что? Вот видишь, как твои братья себя ведут? Мама ж, мама и такое, да. Видишь, как твои сестры ведут себя? Ты видишь? Давай, Саду. Завтра на прием ко мне всех обрежу, чик-чик сделаю. Почикаю Нормально всех. сам как. Всех почикаю. Вы что такие тупые, а? Салам алейкум.
Шалом алейкум. А как это? Дагестанский ученый, необрезанный ученый, как это? А? Кто тут еще ученый? Расскажите, что вы думаете про Мухаммеда и Аишу? Лично как я это вижу, это красивая пара, как бы, да. Но получается, помладше, эта девочка была маленькая, как бы, да, а это взрослый мужик. Ну, как бы дедушка, как бы, и внучка, да, но оказалась пара. Тут такое... Скажи мне, а кто такой Мухаммед? Не знаю, уже пророк какой-то. А, ну все понятно. Понятно. Так это кефир зашел. Да, а ну, Абдулашка, давай, рассказывай. Вот там поднялся этот. Вепа. Да, слушай. Альхамбу бульгум. Во-первых, пророк, мир ему, благословение Аллаха, он пророк Аллаха. Кто? Пророк Мухаммед. Пророк? Мухаммед. Да, а как ты понял, что он пророк? А ну-ка давай. А почему его надо понимать? Не, ну как вы поняли, что он пророк? Может быть, я пророк, а может, Пармат пророк. Ну ладно, если ты пророк, тебе комфортно, тогда... Не, ну подожди, стой. Как это так, ладно. Мне комфортно, что пророк Мухаммед, он пророк мне, и все. Как вы поняли, исламская ума, что он пророк? 2,5 миллиарда человек, то, что сейчас не понимают, что да такое... Да хоть 10 миллиардов. Так нет у вас 2,5 миллиарда человека, нет у вас 2,5 да хоть 10. Ребята, можно я вопрос задам? Ладно, 2 человека пусть понимают, ну ладно, верующие. Ну, все, это другой разговор. Вот ты говоришь, что он пророк. Есть какие-то определения, что он пророк есть? Давай по-другому спрошу тебя. Какое определение вам нужно? Ну, можно я вопрос задам? Не, подожди, подожди. По вашему вопросу, какое определение должен, чтобы он был быть пророк? Подожди, вот есть пророк. В вашем понимании, что он такой пророк? Для вас что он такой? Вообще вот Моисей пророк, Иисус пророк, Давид. Как минимум его пророчества должны сбываться, я думаю. О, правильно. А что такое? Вот смотри, есть пророк. Как есть определение пророка? Определение пророка. У вас есть понятие определения пророка? Конечно. Жги. Во-первых, я не буду жгать. Во-вторых, пророк, мир ему, благословение Аллаха. Который Хорошо, еще... вот объясни мне про своего пророка. Скажи мне, пожалуйста, вот вера ислам пошла из Саудовской Аравии. Просто один вопрос. Я вот человек неверующий, я русский. Скажи, пожалуйста, вот сама тематика омовения откуда пошла? Ну, Саудовская Аравия, хорошо, там пустыня. Чем подмывались-то? Чем и зачем? Там был чем и зачем? Пустыня, откуда вы воду брали? Почему вода есть в Саудовской Аравии? Серьезно? С верблюда пасал верблюд, и его потом раз на себя и все? Почему? Замзам есть. А, серьезно? А? Хорошо, свинья, почему грязное животное? Верблюд? Нет, свинья, почему грязное животное? Свинья, он не грязное животное, он подобен человеку, у него органы человека. Это когда цивилизация развиваться начала, вы это поняли? А может, все-таки потому, что в течение 2 суток мясо портится? Нет, ты не думал? Нет. Во-первых, обезьяна и свинья – это еще те времена, понимаете? Но это обезьяна и свинья, когда вы разговаривать научились, понимаешь? Тогда это и стало обезьяна и свинья. А до этого люди еще не знали этого. Тип, это твое мнение, это твое мировоззрение. Как не важно. Надо такие вопросы задавать, такие. Вот можно секундочку, да, Леон тоже. По-братски, Леон, секундочку. У меня такой вопрос. Маленький вопрос такой. Пожалуйста, Леон, с твоего позволения, по-братски. Почему вот вы говорите, что есть 2,5 миллиарда мусульман, правильно? Это почему? Потому что они вот тут уверовали в Аллаха, так как им прописал этот, получается, пророк Мухаммад. Так что он им прописал? Убивать друг друга. Почему мусульмане убивают друг друга больше, чем их убивают там другие там религии? Это, допустим, не знаю, там, как про нас плохой не говорили, там, про сионистов и так далее. Я могу сейчас эту тему, да. По какой причине, да, мусульмане убивают мусульман? Пророк прописал? Я понял твой вопрос, Лазик. Ответьте, пожалуйста. Ответьте на этот вопрос. Хороший вопрос задал. Во-первых, мусульмане друг друга не убивают. В кавычках якобы от имени мусульман убивают друг друга.
Ну все. Значит, количество мусульман А можно я падает, тоже получается, задам да? вопрос? Да, Нет. значит, вы что делаете? Извини, пожалуйста. Вы, когда вам удобно, секундочку, не подожди. Вы, когда вам удобно, вы кричите, что у вас 2,5 миллиарда. А когда вам неудобно, вы берете, как бы, такфирите, как бы еще вот миллиард берете и такфирите себе. Вот когда вам неудобно. Для того, чтобы... Братья иудеи сидят. Братья иудеи сидят. Секундочку, да. Давайте мы с вами диалог ведем, правильно? Вы с вами диалог ведете. Вы сейчас только что такфирили, сейчас получается тех мусульман, которые убивают других мусульман. Мусульмане, они Абдулла. Вы говорите, что они мусульмане. Ну, когда вам удобно, когда вам удобно. Это заблуждение, это... Подождите секундочку, дайте я договорю. Секундочку, договорю. По очереди, да. А когда вам неудобно, вы говорите, эти мусульмане, которые убивают мусульман, они не мусульмане. Ну, вот когда опрос проходит, как бы, кто мусульман, сколько мусульмане получается на этой планете Земля, у вас 2,5 миллиарда, никак оно вообще не меняется ни вперед, ни назад. У вас 2,5 миллиарда. А когда мы вам показываем в лицо, вот твой мусульманин убивает твоего же мусульманина, ваше количество падает вниз почему-то. Ключевое слово в лицо где? Нет, вот, пожалуйста. Вот где? Что, где вот, именно? Сирия, там, не знаю, там Ирак, Афганистан, где бы не было. Вы друг друга, мусульмане убивают мусульман, не просто убивают, не просто убивают, своими глазами не видел. каждый день. Глазами не видел. Курдов не убивают, Это провокация. Курды мусульмане? Красавчик, все уже кафиры стали, молодец. Курды мусульмане? Да он сказал, что все Лазик, подожди, ладно, мусульмане убивают друг друга, хрен с ним, ну тебя это почему Нет, волнует? так вы почему-то говорите, что они мусульмане. Не, почему тебя это волнует? Христиане тоже убивают Нет, каждый почему день меня друг это друга. волнует? Почему меня это Христиане волнует? тоже убивают Потому друг что вы друга, нет врете. Вы врете. Кто Я говорю, врет? что вы врете. В чем? В том, то, что якобы, что у вас 2,5 миллиарда, а в конце не, подожди, не вы 2,5. такфирите, когда Не, вам не показывают... 2,5. Не, подожди, Около стоп, остановись. Около 2. Все верят в одного пророка, получается. И что те, что Какого? эти. Когда вы другого убили? Пророка Мухаммада. Который Ну, даровал подожди, вам ваше христиане, писание. протестанты. Ну, вы берете это писание, вы берете это писание, стоп. Вы берете это писание и открываете джихад друг другу, получается. Так Хорошо, вам ты это кто прописано? поверит? Скажи, ты кто поверит? Мне кто поверит? Нет, ты кто поверит, говорю, поверит. Я поверю, иудей. Вот ты иудей, да? Ну? Когда пришел Иисус, вы же гоняли за ним, пытаясь его убить. Знаешь, Неправда. он пророк. Неправда. тему. Ну, неправда. У тебя как неправда? права, видишь? Короче, сливается. Они, вот вы знаете, вот у вас такой лицемерие, что пипец. Хорошо, У тебя Иисус приходил к евреям, приходил или у тебя получается... Не, подожди, к кому он приходил? Слушай меня. Сынам Израиля приходил. Вы якобы там... Здесь микрофон можем включать? Твои Секундочку, слова, да. твои мнения. Вы читаете одну книгу, но с этой книгой вы идете друг к другу и убиваете друг друга, получается. Хорошо, Это меня... Я с вами разберусь, да. логика. Подожди. Я с вами разберусь, как бы, это Дайте мое дело, сказать. как бы, вот, сейчас, Дайте сказать. Сейчас плачете, как бы, да, не важно. Подожди, ладно. Но вы с одной книгой убиваете Лазик, друг друга. хорошо, мусульмане такие конченые, плохие. Ну почему Я не тебя говорил это так этого, волнует? это ты говоришь. Не, я тебе образно говорю, они такие, да, ну, выдумали религию себе. Ну почему так волнует тебя и тебе подобных? Это какая разница? На земле существует тысячи религий ложных. У тебя тысячи вот религий. здесь сидят люди, Подожди, а при чем чеченцы, тут которые не ложных? хотят такую учить. Подожди, тысячи Они здесь выдуманных, сидят, они здесь религий сидят, и и вы пророков. заходите. Причем тут Вы ложность? Каждая вы религия приходите ко выдуманная, мне, чтобы ты понимал. Каждая религия Ну, это способ хорошо, управления хорошо. стадом, Почему тогда мы обществом, сидим тут, понимаешь? обсуждаем именно ислам, а не другие религии тогда? Так нет, ну любая религия сама по себе это просто Потому что часть здесь воздействия люди, на общество. Вы это не Не, понимаете? я знаю, но я смотри. Ну дайте Твой сказать, ислам их почему убивает. перебиваете? Поэтому и обсуждаете. Ислам не как ислам. Мой ислам... Вы убили 20 тысяч, блин, палестинцев. Что ты говоришь, блин, 20 тысяч, 30 тысяч? 20 тысяч по-божески получается. Видишь, как ты говоришь? Тут скажем 70. Заставку, видите, помолчите все, вот заставку, видите, вот написано там, цитата из Корана, Сура 5, 44. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что здесь послал Аллах, являются неверующими. Вот это, опираясь на эту
на эту цитату из этого аята было разрушено чеченское демократическое независимое государство. Вот поэтому мы обсуждаем ислам. Понятно? Хорошо. Мы переживаем, поэтому нам больно. Кто сейчас говорил? Ведущий Фарго. Фарго? А ты, подожди, а ты мусульманин? Да подожди, я на вопрос к Фаргу, который сейчас процитировал про чеченское. Да, говори. А ты за Дудаева? Ты за Дудаева? В смысле за Дудаева? Ну ты Дудаева поддерживаешь или кого поддерживаешь? При чем тут Дудаев? Дудаев, вот человек, что я, за человека? Ну, идеологию Нет, ты Дудаева за поддерживаешь? независимую Ичкерию Ты что значит поддерживаешь идеология? или сейчас Ну, у тебя флаг нынешнюю- ичкерийский. нынешнюю Чечню? Подождите. флаг ичкерийский Я за стоит, у тебя свободу- стоит. Подожди, я тебе объясню. Там не зависит, Дудаев, флаг какой-то. Как это? Свобода чеченского народа. Свобода чеченского народа, вот за это я стою. Тебе сколько Вот и лет? всё. Тебе сколько лет? Когда Дудаев пришел, тебе сколько Какая было? разница, что ты мне этот допрос Нет, устроил? когда Дудаев пришел, тебе сколько было? Не надо меня спрашивать, Почему? сколько мне было. Вот Почему? смотри, вот написано, почему государство разрушено. Вот это проблема у чеченского народа. Вот Почему? эту тему мы обсуждаем. Почему? Всё. Что почему? Много. Какое государство, которого не было? Государство какое государство? Старого, много ему лет, да? Сначала народ в 92 году принял конституцию демократическую и светскую. Все, потом, после победы над Россией, нам навязали вот эту идеологию и вот эту привели цитату нашим руководителям и сказали, вот если вы сейчас не примете исламское государство, то вы будете Кто им неверующими. сказал это? А эти что, такие амебы, что ли, должны были пойти? Вы сказали, Нет, почему мы пойдем? амебы? Им же из Корана привезли Ну цитату, подожди. они же верующие все. Это же власть, государство, президент, там, не знаю, там, парламент. А ты что, ты против Корана? Причем тут Коран? Коран нигде не сказал, что ты выиграл Нет, ты войну, против- истощенный, иди дальше Подожди, воевать. Ты против Аллаха? Почему тут против Аллаха? Что ты говоришь вообще? Не понимаю. То тебе Подожди, Зеро, подожди, он тебя не услышал. Процитируй ему снова аят из Корана. Он как бы на эмоциях. не услышал. Смотри, цитата из суры 5, аята 44. 44 Корана Аллаха. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются неверующими. Все, понятно теперь? Ну и какое-то отношение имеет государство Чечни, я не могу понять. Я тебе объяснил же. Аят говорит, что все должно соответствовать Корану, понимаешь? Не, я понял, ну какая связь? Ну ладно, в Чечне, когда Ичкерию сделали же шариат же сделали. Так? Не сделали никакой шариат. Сделали? Как не В сделали? 91 году после... Шариатский суд вели, суды были, расстрелы были. Как это они вели? Андрей говорит, задал вопрос, дослушай сначала. 89 по 90-е годы провели общенациональные конгрессы, приняли Я знаю. декларацию. Ты там был? Да и дослушай сначала. Не, просто скажи, ты был там? Кольцо свое Конечно, закрой и был. слушай. Кольцо Что ты ты закрыл. пасть свою открываешь? Кольцо закрыл и слушаешь. В 90-м году принята Кольцо у декларация. тебя, блин. В 90-м году принята декларация о государственном суверенитете. В 91-м году проходят выборы президента, парламент. В 92-м году парламент всенародно принимает конституцию, полностью конституция оглашается, делаются там какие-то исправления. В итоге в 92 году конституция принимается, в которой четко прописано, что Чеченская республика Ичкерия независимое демократическое правовое государство в первой статье. В четвертой статье прописано, что религиозные объединения отделены от государства, то есть светскость, секуляризм. И все нормально. 91, 2, 3, 4, вот эти вот 4 года государство существует. Пока Россия не нападает, 2 года войны. У кого это шум? 2 года войны. Проходит 2 года вот этой войны, потом русские как бы начинают это самое идти на мировую, короче,
подписывается вот этот договор о мире, перемирие, короче, и сразу же вот эти вот то, что автор здесь прописал, вот эти через Дугина, через Джамаль Гайдара, через там Шевченко в этом участвовал, еще ряд вот этих вот идеологов, которые там свели наше руководство с вот этим арабской дерьмом вот этим. И там аккуратно преподнесли, что, видите, вот в Коране сказано, что те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спасал Аллах, являются неверующими. И вот ты теперь верующий человек. Ты, если мусульманин, который как бы хочет следовать там предписаниям Бога, вот, тебя поставили вот в такую ситуацию. Либо ты должен следовать тому, что тебе Аллах предписал, либо следовать тому, что тебе подсказывает там здравый смысл. Ну кто поставил тебя в такие условия? Наемники вонючие, я не могу понять. Ну кто Нет, тебя так вот нагнул? Ну ты говоришь, тебе поставили Аллах. условия. Да, Аллах поставил условия. Вот видишь, Нет, аят? подожди, пришел кто-то, сказал, вот тут написано, надо идти дальше. Вы, это что за здесь пассажир, который общается? Я вообще не пойму. Я? Все 10 раз уже Уважаемый Ибрахим. Уважаемый Ибрахим. Ты вообще заткнись, другой кто-то говорите. Да, я вас слушаю. Уважаемый Ибрахим, вот это то, что те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, что не спасал Аллах, являются неверующими. Именно такими путями они пошли, что, свергать какое-то государство, что ли? Нет, не пошли. Просто в Чеченской республике начали в сторону вот это ислама менять все устройство. Это джихад и чисто его форме, как он есть. Это прийти навязывать. Пришли народу и начали навязывать. Там Женя, такое, смотрите, подождите. Там не такое уж навязывание, да, вот ты мусульманин, да, ты как бы начинающий, скажем так, еще ты не в курсе, ни с аятами не сталкивался, ни с хадисами, ни с чем. Такой как бы этнический мусульманин ты, но ты как бы хочешь следовать предписанному Богу, вот этим, то, что тебе предписано, и к тебе приходят люди и говорят, вот смотри, аят Корана говорит. Еще раз цитирую, хотя тут сейчас текст наложен. Ибрахим, извините, перебью секундочку. Это получается что-то вроде такого атеиста, который летит в самолете, и самолет как бы падает вниз, и он, боженька, спаси. Ваша ситуация где-то так происходила, правильно? Не получается. Нет? Ничего здесь непонятного уже нету. Вот людям говорят, приходят вот эти всякие чуваки, и нам начинают говорить, преподносить вот этот аят. Сейчас там вот эти цифры, буквы какие-то. Те же, которые не принимают решения. Не, но именно радикальный ислам, когда к вам пришел радикальный ислам? Радикальный ислам когда пришел? Ну вот как раз тогда и пришел. Тогда, когда у вас война, когда вас убивать начали? Нет, вот как раз тогда позже. Переговоры как раз прошли. Ну, чуть позже, как бы, да. Ну, не переговоры, как бы, но там было, ну, допустим, уже тот же Дудаев, как бы, да, когда он обратился к тем арабам? Дудаев, никак, Лазик, вот этого там, кто там вот этот, наш Джамшут, он сейчас вообще поехал там с Темишевым вот этим связался, ублюдком под русским. У него вот это постоянно на Джахара там он пытается вот это дерьмо там лить. Джахар нигде, у нас вообще этой темы исламистской, ваххабистской там нету. То есть... Дело не в ваххабизме, но дело в том, что когда вот эту арабскую помощь какую-то получить, ну, опять же, как бы чисто военную, да, эту помощь, туда забежали арабы, я это имею в виду. Я не слушаю, допустим, Новча, я не его цитирую, я не Новча цитирую. Объясняю. Джахару обращались вот эти вот ублюдки. Типа мы как бы закулисно поможем вам финансово. Джахар их
Уважаемый Ибрагим, сейчас Нам это ваше... Рамзан Кадыров хорошо же... Закулисная помощь вам дайте, я отвечу, потом будете говорить. Джохар Дудаев, Перед тем, как ты ответил, я хотел бы попросить... Джохар Дудаев их послал. То есть он сказал, нам не нужна закулисная помощь, нам нужно, чтобы вы официально за нас вот так сказали, что вот как Израиль сказал, да, например, израильские политики сказали, остановите войну. Вот так нам нужно объявить. Они этого не сделали, и все, Джохар с ними вообще никакие эти не вел. Уважаемый... Я понял, я услышал, что сказал. Опять же, народ как их принял, хорошо, другой разговор. Все хорошо в Чечне, мир. Все в Чечне, все хорошо. Зачем прошлое ворочить? Прошлое смуто. Сейчас надо быть настоящим жить. И вы же задаетесь, Вела, вы задаетесь вопросом, почему вы так радикально против ислама здесь говорите, как бы, да. А вот люди, они вышли с ислама. По какой причине они вышли с ислама? Опять же, здесь кто вышел, кто как бы 72% остался, это другой разговор, как бы, да. Ну, это Ибрагим любит пошутить так. Но тут тема другая. Почему обсуждают эту тему так? Потому что именно конкретно, будь то идеологически, будь то физически, как бы, вот этих людей, которые здесь находятся сейчас на стриме, именно конкретно вот эта тематика, она убивает. Она убивала, она убивает по сегодняшний день. Понимаете, в чем дело? Будь то идеологически, будь то физически. Я вот не знаю. Когда вы задаете такие вопросы, вот вам ответ. Каким же аятами я первый раз слышу, извините, я вот первый раз слышу, да, вот, значит... Вот именно, тебе объясняют, что... Подожди, смотри, вот кто это, Б, вот этот, Б, я не вижу. Короче, смотри, ты сейчас вот, тебе надо прям разжевать, смоделировать ситуацию, как это произошло. Ты думаешь, что там пришел какой-то араб, короче, и там пинками под зад, короче, навязывал этот аят, что ли? Нет, конечно. Ты что, чеченцам кто навяжет такое? Нет, это происходило мирно. Они там, саламу алейкум, чай попили. О, брат, мусульманин, как хорошо, что вы победили Россию, молодцы. Будем теперь друг другу в гости ездить туда. Вот эти вот разговоры там идут. И потихоньку там в процессе то один хадис, то другой аят. И потихоньку, вот видите, вы сейчас вот победили, вам надо строить новое государство. То есть восстанавливать разрушенное государство. И вот если вы сейчас, допустим, вот это вот примете по исламскому пути, пойдете, у вас будет все цвести, травка зеленеет, солнышко блестит, потому что Аллах поможет вам, если вы будете по пути Аллаха идти. А если вы не пойдете по этому пути, вы станете неверующим, и Аллах вас накажет снова. И все, это просто работает элементарно, что там объяснять. Да, и вот этот аят, где сказано, те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, вернее, те же, которые, да, являются неверующими. То есть, если ты не следуешь Корану и Сунне, то принимаешь решения и устанавливаешь законы, которые не соответствуют вот Корану, да, там, являются неверующими. Поэтому ты, как мусульманин, потом начинаешь, так, значит, если парламент проводит какое-то заседание и хочет ввести, например, скажем так, какую-то статью, да, в которой сказано, что каждый гражданин республики имеет право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой, проводить свои религиозные обряды, не противоречащие там законам государства, то он не может, этот парламент, это принимать, потому что в Коране это запрещено. Там сказано, что у кафиров должны брать джизю, будучи униженными. Это абсурд, абсолютный абсурд. Что абсурд? Коран абсурд? Не, Коран правда, но такими входами войти и смуту вести через Коран – это абсурд. Я, смотрите, я за все время, что я здесь нахожусь, я понял, что вы просто суфист. Как бы. Ну, вы не мусульманин. Вы себя можете оттуда убрать. Вот когда вы сказали, что у вас 2,5 миллиарда, вы там не являетесь, да, в этом количестве, как бы, вот в этих цифрах. Подожди, Лео, то есть, смотри, подожди, Бана, ты же Дагестана, да? Не, я туркмен. Туркмен ты, да? Да.
У вас там ислам? У вас там ислам? Я вот просто из аята Шариат? зашел. Зачем так через У аята? вас шариат там? У вас шариат Нет, там? спасибо Боже, у нас светское государство. А чего вы не установите шариат? Где светское государство? Что, издеваетесь? Зачем устанавливать? Какие светские? У вас там машины должны быть белыми постоянно. Какое светское Ну что, государство? Аллах сказал вам, Аллах говорит установить шариат. Вы что там, кефиры? Что там бездельничаете? Ай, Господи. Нет, ну серьезно, как бы, давайте говорить честно, как бы, да. Куда Вы можете, вы у себя дома можете ехать, и тут дело не в исламе, вы у себя дома можете ездить на красной машине? Да, безусловно. Лазик, тему. Сейчас не об этом речь. Понятно, что там у них полный кобздец. Пипец просто. Об этом. Да, речь. Знаете, не об как этом. всегда, евреи больше всех переживают за мусульман, как обычно. Вечер добрый, я могу пару слов сказать? Я пришел вам дать 7 ноевских законов. Да, Слушайте их, а остальное ничего не берите. Тебя кто-то просил? Маму, папу не трогай, как бы, да, не спи с ними, там, не убивай и так далее. А остальное мне пофиг, что будешь делать. Что говоришь? Вот я одну вещь не могу понять. Вот товарищ, который из Чечни, я азербайджанец. Просто я не могу понять, если в Чечне была ситуация, и там пришел ваххабизм, а при чем здесь ислам? Или, допустим, в Туркмении светское государство, или в Азербайджане светское. Шариат есть, кто исповедует ислам, пускай ислам исповедует, кто иудаизм, кто христианство, пускай исповедует. Здесь же нет, в чем проблема? Вепа или как у вас? Я с Узбекистана, туркмен с Узбекистана я, туркмен, но с Узбекистана я. Еще раз повторяю, аят, те же, которые не принимают решения в государстве, в заднице, извиняюсь, на Луне, где бы ты ни был, ты мусульманин. Те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, то есть Кораном, Сунной, являются неверующими. Понимаете? В других религиях этого нету, брат. А что в христианстве этого нету, в иудаизме этого нету, это же везде во всех религиях есть. Нет у меня такого. Нет у меня такого. Ну как нет? Подожди. Владик, Нет, можно остаться евреем, но не быть иудаизмом. Мы сейчас Да я сейчас выключать вас начну. Ну, меня хочешь выключи, это не проблема. Речь не идет о других. Уважаемый Ибрагим, хороший вопрос задал. Но есть же и другие аяты. Тебе задает ТНТ, вот тебе задает вопрос. Есть и другие аяты. Подожди, именно через этот аят нам сделали наеб, извиняюсь, наиб. То есть именно через этот аят нам начали вот это насаживать вот эту вот всю религиозную тему. Так чеченцев же использовали же те же самые спецслужбы, которые в Афганистане были. Остановитесь, смотри. Ты же мусульманин, правильно? Правильно? Да или нет? Тен. Да. Ты же мусульманин, правильно? Подожди, Я азербайджанец, конечно, да, конечно. Ну вот, смотри. У тебя написано 5 сура, 44 аят. Ну. Ты его опровергаешь? Я не опровергаю, конечно же. Все. Вот он тебе об этом и говорит. Не, я понял, я не опровергаю, но есть же, мы не живем сейчас в такой ситуации, допустим, возьми Израиль сам. Это же иудейское государство. Там есть закон иудаизма. Там же тоже в Торе написано, кто не признает эту религию, они вне этой религии. Нету такого у нас. Мы дома находимся у себя. Нет, у нас есть другие законы и правила. То есть, я что хочу сказать, я извиняюсь, я перед всеми. Я тебя выключу на секунду, я сейчас объясню. Смотри, нам вообще без разницы, что в Торе написано, что там, я не знаю, короче, я эти названия уже даже, там, Талмуд и так далее. Нас вообще это не интересует, потому что мы не иудеи, и иудеи здесь нам не
не проповедуют. То есть у них религия не миссионерская. Это их внутринациональная религия, которой они следуют. Как бы у них что там ни написано бы не было, нравится тебе или не нравится, это их собственное все. То есть они не ходят по всему миру, чтобы там чеченцы стали иудеями, туркмены, азербайджанцы стали... У кого микрофон? У них этого нет, поэтому нас не интересует, что у них там написано. Это их выбор, они это никому и себе они что угодно могут там писать. Но у нас другая проблема. У нас вот эта мусульманская распространяющаяся идеология, которая к нам пришла там пару веков назад. И потом сейчас уже в 90-х годах к нам пришел истинный ислам. То есть не вот такое половинчатое, то, что у нас было, смесь христианства, иудаизма там, и мусульманства, а истинный ислам по Корану и Сунне. И вот в нашей вот этой трагической такой ситуации, военной и так далее, к нам приходят вот эти русскоязычные там ближневосточные друзья, аравийские и так далее, вместе с вот этими там русскими идеологами. И нам показывают, нашим там руководителям, вот смотрите, аят, те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, что не спасал Аллах, являются неверующими. После вот этой вот писюльки полностью нас потихоньку начали именно Ибрагим, можно? Нас начали двигать именно в этом направлении. И получилось так, что там потом перед всем миром нас начали дискредитировать и создали прецедент для следующего вторжения. Да? И сегодня вот во всем мире там чеченцы продолжают на этой теме где-то лазить, ими продолжают манипулировать. Вот в такой мы ситуации. Все, я закончил говорить. Можешь этот аят зачитать полностью, а не конец его? Ну, с самого начала. Просто интересно мне. Автор, у тебя есть под рукой этот аят? Нет, зачитай, ты же добавил. Кто добавил эту картинку? Нету, сейчас под рукой нету, раз, смотри, объясняю. Там тема такая. Есть текстовый и видео формат, где третий Абдул-Халим Сабдулаев, исполняющий обязанности президента на тот момент, в 2005 году, кажется, он прокомментировал, как создавался проект Низам-2002. Как шли к исламскому государству вот этот проект, это ФСБшный проект, короче, он-то не в курсе, как бы это. В общем, это другая история. В общем, вот этот проект он комментирует, как это проходило. И вот, значит, на этапе, на первом этапе народ выбрал демократическое направление, светское. Независимость, светская демократическая республика, правовое, в соответствии с международными все там нормами, ООН и так далее. Все четко. И вот, он там рассказывает, это все в тексте. Да, потом группа людей, там, руководство. Да, ну вообще, он в тексте это объясняет. Я что хочу сказать. В этом тексте прям написано, что Конституция, значит, это было неправильно, то, что народ тогда сделал. Эта группа людей, теперь вот джамаат, там вот эти мусульмане на тот момент, они решили, короче, что вот народ тогда был неправ, то есть он не в соответствии с Аллахом это все делал. Вот он, и вот это вот, прям вот эта цитата, это копия с этого текста. То есть там не полный аят приводится, а приводится именно цитата с этого аята. Ну вот они вырезали и под себя сделали, провокацию сделали, получается. Нам сейчас это не интересно, сейчас, что они там сделали. Дело. Нам интересно, что они, опираясь именно на эту цитату, там именно, и это имеется в виду, что опираясь на Коран, на цитату, на интерпретации, они направили вектор в другую сторону, в исламском направлении. То есть это сейчас ты говоришь, аят прочитай полностью, тогда мы не будем как бы
нелогично это будет, потому что они не на полный аят опирались, они не на эту цитату опирались. Вот я хотел видишь, объяснить. это манипуляции, незнание. Люди тогда, знаешь, особо Так, религию не знали. какая нам не интересно, понимаешь, нам это не интересно. Манипулянты Нам не ведь всегда интересно. же были. Перевод неправильный, манипулянты, интерпретации, тавсиры, нам не интересно. Главное, что на основе этой идеологии. Заинтересованные это люди, всё. развал России, Чечни, использовать то, все. Там каша была полная, ты что? Там не только религия была. Ты чё вот и происходит? Ты чё, блин? Ты чё там будешь чокать где-нибудь в другом месте? Ты чё? Научись разговаривать. Ты кому, мне это? Подожди, я сейчас полную хочу, мне самому интересно. 5.40, да, Не или слышал. как? 5.44. Так, зачитываю. Эльмир Кулиев. Мы не спаслали Турат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом, в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Вы знали это, иудеи? Ну, вот видишь, получается, этот аят относится не к мусульманам, а к Что Торе было и из Писания евреям. Аллаха. Подожди, да, я сейчас зачитаю. Если еще раз перебьешь, я тебя вышвырну. отсюда. Я думал, ты закончил, ты же закончил. Говнюк. Продолжаю. Повторяю снова. Мы не спаслали Таурат, в котором содержится верное руководство, и свет, покорившиеся пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем. «Не бойтесь же людей, а бойтесь меня, и не продавайте мои знамения за ничтожную цену». Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются неверующими. И что здесь непонятного, я не пойму. Что ты полностью прочитаешь, что ты конец прочитаешь. То есть тут у нас предписание. Ну, можно я отвечу теперь? Ты дочитал? Да, можно. Ну, там же четко же видно, к чему, кому этот аят относится. Таурат. Начало Таурат. Народ Израиля, иудеи. Ну, и что этот аят тогда говорит? Ну, это еще раз доказывает, что вот конец взяли и использовали в своих целях. А тебе зачем нужен этот аят? Тебе, мусульманину? Ну, я при чем здесь? Я рассуждаю. Я могу рассуждать? Тебе, мусульманину, в Коране Аллах этот аят зачем присылает? Ну, для красоты, что ли? Толкование шло Таура, там, Инжил, там, Коран, все. Это же одна цепочка. Тебе этот аят что говорит? Тебе он зачем? Мне? Мне он зачем? Имеется в виду мусульманину. Зачем этот аят? Тебе-то смотри, понятно. Габнюку не нужно. Что? Тебе, габнюку, это не нужно, я понимаю. Почему я для говнюк? мусульман зачем? Разговариваю нормально. Габнюк ты, габнюк. Не говнюк, Что а значит габнюк. Габнюк, что значит? Мусульманину зачем нужны аяты из Корана? Для красоты как или следовать им? Ну, там имеется в виду, если у тебя исламское государство. Так же? Где там о тебе сказано, что исламское государство? Ладно, Где ты прочитал? Турция исламская страна, скажи мне. Где ты прочитал там ислам? Нет, Что ты здесь голову пудришь, зашел? Нет, Турция исламская страна. Нахер мне твоя Турция? Я вот здесь тебе читаю. Да, аят. она не моя, я просто задаю. Ты сказал, что этот аят какой-то не такой в начале. Что я здесь не сказал, что не такое. Что здесь непонятного? Еще раз повторяю, что непонятного? Я сказал, прочитай полностью. Полностью прочитал. И что здесь получается? Ну смотри, я тебе объясняю. Есть полный аят, так?
А ты когда берешь конец, это Что значит? здесь получилось вырвано? теперь? Я полностью прочел его. И что получилось? Так я же тебе объяснил, не, что он тебе не был... предписано? Тебе это Аллахом, мусульманин, не предписано разве? Это теперь... Мне оно не предписано, я обычный гражданин, это имеется в виду к правителям. Еще раз повторяюсь. Правитель. Это концовка этого аята, которую мы читали. Она отменяется этим началом теперь? Или что здесь произошло не так? Ну Чё там ты, я не включил? эксперт. Ну подожди, я же не эксперт, я же не религиовед. Там, по-моему, в моем понимании... А я тогда там не спорил, если это про зачем ты его другой народ. поставил сюда тогда, если мне зачем тогда? Зачем ты поставил его сюда? Бля, ты вообще в мозг включи или что ты Я мне на включил. нервы, что ли? Ты говоришь, зачем мне этот аят? Ты мне говоришь, В зачем мне Коране аят? аяты какого хрена вообще? Они для красоты или чтобы ты им следовал? А тебе какая разница? Хорошо, я тоже могу спросить, что там написано, если ты не веришь. Ради Аллаха, успокойтесь. Лазик, Еще раз повторяю аят. Мы не спаслали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Таурат. Покорившиеся пророки выносили по нему Таурат решения. кому прислали? Покорившиеся, еще раз меня перебьешь, покорившиеся пророки Таурат. выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом, в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем. «Не бойтесь же людей, а бойтесь меня, и не продавайте мои знамения за ничтожную цену». Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются неверующими. Понимаешь, вот этот аят, он на все времена для мусульманина. Государства, получается, Вот этот аят, он прислан для всех мусульман до судного дня, вот этот аят. И в нем приводится еще пример на других пророков. Хорошо, я понял. Смотри, могу я сказать теперь? Хотя иудеи, если ты сейчас у них спросишь, они вообще знать не знают, что Я это. не знаю, что Здесь за так. аят, честно, я вообще не знаю, что это такое. Ну, Да, опять да, же, но еще в Коране- аят, это не мое. Да, но в Коране сказано, что типа вот у евреев тоже так было, и вам тоже теперь надо этому следовать. Ибрагим. Ничего абсолютно, вот этот вот конец вот этого аята абсолютно ничего не изменил тем, что вначале Хорошо, написано, допустим так. понимаешь? Но Он ты не отменил. обвиняешь. Допустим, ты не можешь говорить допустим, ты не можешь... Да подожди, я не с слово тобой «допустим». разговариваю. Не, я тебе объясняю, ты Ну, мусульманин. я же не с тобой разговариваю. А что значит допустим, когда ты употребляешь Я с слово Ибрагимом «допустим», разговариваю, я не с тобой ты разговариваю. послушай меня сюда. Когда ты говоришь Я слово не хочу тебя допустим, слушать, я разговариваю с когда другим ты человеком. Нет, я буду здесь говорить. Что значит, В смысле? я не хочу тебя слушать? В смысле? Я не хочу тебя хочешь, ты не слушать. хочешь. Я плевать хотел, хочешь ты или не хочешь. Я буду Ну, я здесь тоже говорить. хочу плевать тогда на тебя, если ты А хочешь теперь плевать. закрой свой рот и молчи. Ты рот, закрой рот. Молчи, я с говорю. Ибрагимом, я с Ты- Ибрагимом дискутирую. Почему Я ты? здесь говорю ко всем, обращаюсь. Вот опять же, все внизу сидят люди, здесь спикеры есть. Я обращаюсь ко всем, в отличие от тебя. Слушай, когда ты говоришь «допустим», значит, ты нифига не мусульманин. Ты отказываешься от того, что прописано у тебя в Коране. Ты ни хрена не мусульманин. Что ты там мозги Тебе морочишь? решать, кто я. Да, так ты это говоришь сейчас. Ну, тебе не Не тебе я говорю, решать. что ты не мусульманин. Ты говоришь. Да кто ты такой вообще, чтобы решать, кто Ты я, подожди, никто я? подожди, ты отказываешься от Корана, ты будешь выбирать, что тебе там Что бы удобно, я, смотри, неудобно. что бы я ни сделал Ты в своей имеешь, жизни, ты имеешь кто право. в этой Вот жизни? я задаю тебе вопрос. Ты имеешь право выбирать в Коране, что тебе удобно, что неудобно? Ты имеешь Ты, право? ну, ответь на вопрос. Что бы я не решил в своей жизни сделать, ну, ты какое отношение имеешь? Я задаю тебе вопрос. Вот ты мусульманин, я иудей. Я задаю тебе вопрос. Ты у себя по книге, вот твоя книга тебе что-то прописала, Коран ты Ну, её почему называешь. тебя волнует моя книга? Ты имеешь право от чего-то отказываться в Коране, да или нет? Меня ж Талмуд не волнует.
Я задаю тебе вопрос еще раз. Здесь тематика Хорошо, такая. я тоже задам вопрос. В Талмуде сказано, что есть евреи, а все Не остальные твое животные. дело. Нет, когда захочешь, зайдешь ко мне в эфир, и там будет эта вот тема моего иудаизма, мы на эту тему поговорим. Еще раз, ты имеешь право отказываться, да или нет? От того, что у тебя прописано. Ну, я хотел просто договориться с Ибрагимом, я не хотел с Ты тобой заходишь сюда дискуссию как мусульманин, и ты говоришь: послушай, Ибраим, я не знаю ничего такого. Как бы я знаю, но сейчас я тебе мысль рассказал. договорю, Я об мысль. этом не знал. Но ты сейчас мне не дал я от этого договорить. отказываюсь. Я это не принимаю. Ты вот что Но делаешь. ты не дал мне договорить Ибрагиму, теперь поэтому говори, ты не понимаешь. говори давай, говори. Я Ибрагиму, он мне привел этот аят, прочитал. Я ему хочу спросить. Ну, ты хочешь привести к выводу, что государство Чечни развалилось именно из-за этого аята, получается? Ты к этому склоняешь? Да, с этого аята и началось все. Теперь смотри. А можно я расскажу по поводу... Меня перебил еще очень давно Тиен. Я говорю про то, что нынешняя Чечня очень отличается от той, которая была 20-30 лет назад, когда чеченцы могли говорить свободно слово. Им за это ничего не будет. Сейчас нынешняя Чечня... Тем самым, что я хочу сказать, это Кадыров, да, ну, не поймите меня неправильно, это жесткий тип сам по себе. Но в общем, что произошло? Страна, превратилась в диктаторство, в принципе, как и Россия. Можно сказать даже так, что Чечня произошла в том смысле, как и Россия. Ничего себе, оказывается, независимое государство, да? Сами себя насилуем, там нам так нравится, значит. Не, Ибрагим, я говорю про то, что сейчас, подождите, дайте я договорю. Я хочу взять, чтобы приехать в Чечню, отдельно, да, дайте же сказать мне. У вас там отдельно там все происходит. Мысль, дайте договорить. Ибрагим, вот... Да, и государственный язык у нас, Ибрагим, наверное, там чеченский. И законы там какие-то чеченские, и конституция, наверное, чеченская, да. Да, кто модератор? Ибрагим, ты модератор? Я тоже модератор, да. Ну, я могу тебе ответить теперь? Просто микрофон выключаешь. На что ты хочешь ответить? Ну, я хотел пример такой провести. Чечни, на самом деле, Чечня, на самом деле, Чечня это великая, можно это сказать как отдельное государство, но по факту, что сейчас происходит в Чечне, это совсем уходит от реальности, которая была раньше, от Ичкерии. Друг. Да, он ребенок, вот ребенок. Сколько тебе лет, Мастружбек? Мне 15 лет. 15 лет, он ребенок, Ибраим, слышишь? Молодой, да. Но тем не менее, он утверждение сделал. Да он прикалывается, Маструбек это... Да, я просто... Нет, я не прикалываюсь. Я тебе объясню, Мастурбек, тебе 15 лет, вот 15 лет, я вот в Австрии живу уже 20 лет, да? И до этого я в 25 лет сюда приехал. И вот там, я не знаю, я и в боевых действиях участвовал, и полностью под бомбами, и близких потерял на войне, и все. И когда вот какие-то вот такие заявления делают эксперты типа тебя, да, вот, скажем так, утверждения, да, вот там почти независимое или зависимое, то есть вы знаете, вот нам, которые по башке там получают и получали, очень как бы агрессивно, да, это воспринимается, но тем не менее просто сначала лучше всего у чеченцев спрашивать, да, вот как у вас там ситуация, перед тем, как утверждения какие-то делают. И потом вам могут разъяснить, да, там ситуацию. Хотя, к сожалению, вот этот интернет забит какими-то этими, да, там, ложными информаторами. И это сложно, короче, понять там обстановку. Ну, то, что там на самом деле происходит, да, это там территория, которую, скажем так, за 2 войны усмирили как бы и поджали под вот этот вот жесткий режим, да, и после этого говорить, что там независимое или какое-то полунезависимое,
как бы вообще нелогично, да, потому что вот регион, который там, пытался, короче, уйти от вот этой вот имперской, там, я не знаю, системы, из-под нее вылезти, чтобы потом его столько, короче, на нас как бы, я не знаю, вот этих потенциала, да, там, столько вклада, короче, туда, потерь, да, там, собственных, например, солдат только в первую около 70 тысяч там загубили. И потом, чтобы вот так говорить, да, какая-то там почти независимое государство, Чечня и Россия. Чечня и Россия, такого нету там. Ладно, короче, это... Ибрагим. Ибрагим, я хотел Подожди, тебе... Мастурбек, ты меня еще перебиваешь. Подожди, ну вообще, во-первых, мы начали с ним дискуссию, я начал, Когда я вы же начали? говорю... Ну, мы изначально начали, я говорю про то, что независимое, Хорошо, договорились. полунезависимое. По факту, как я думаю, личное мое мнение, у меня есть два друга чеченца, им по 35-40 лет. Заурбек, его, ну, он говорит, он участвовал, он в бункере прятался, ну, в подвалах прятался. Спасибо, что Бункер, убрали. это я неправильно Пожалуйста, произнес. уберите вот этот Он благо- в подвале прятался, он Благо- участвовал в боевых действиях. А где в друзьях рассказывают, что по 40 лет и так далее, ему 15 лет, да, серьезно. Нет, ну, окей, знакомый у моего отца есть знакомый, окей, раз, если мы так говорим. Не Да цепляйте за 15 слова, лет. давайте, я скажу до конца, не перебивайте, пожалуйста. Мы выслушали, я выслушаю всех, вы послушайте меня, пожалуйста, тоже, давайте, будем друг друга слушать. Говори. Я говорю про то, что они участвовали в боевых действиях, и они говорят про то, что в нынешнее время, то, что сейчас Кадыров сделал так, что уважение завязано на страхе. В том или ином смысле. Я говорю про то, что еще по факту кому-то, может быть, это правда быть, как это сказать, неприятно слышать. Но по факту сказать, как все произошло, сейчас Чечня, она находится в диктаторстве. К сожалению, свободы слова или сказать там что-то против Кадырова, что-то против Ахмата нельзя. К сожалению, я не знаю. Но в России точно так же. Сказать что-то против Путина, сказать что-то против его окружения, и вы сразу будете повязаны. Ну, разве это свобода слова? Разве Ладно, тогда была Ичкерия, которая топила за то, чтобы... Ну, вот я сейчас понимаю то, что как войны, ну, когда была Ичкерия, люди... выходили и боролись за свою свободу, как бы слово, во-первых. Это во-первых. Свобода слова Чтобы есть. не уйти, чтобы не уйти в диктаторство. Но с нынешним, диктаторским... Все, поняли. Да, Однополый брак, значит, свобода слова, да, однополый брак, ЛГБТ, Свобода слова нигде нету сейчас. Мастурбек, ты правильно, в принципе, сейчас объяснил это, но там такая ситуация, знаешь, там Кадыров, просто вот здесь люди сидят, прям про какого-то Кадырова рассказывают. Кадыров что, задницей бабки печатает? Или у него оружие там из того же органа у него печатает, короче? Или вот это там более 100-тысячная армия, которая там русских находится, это тоже он наштамповал их. То есть там... Ситуация такая, что вот этого члена туда поставили для того, чтобы вся ответственность, которую русский оккупационный режим там проводит, да, там всякие преступления и так далее, чтобы вот мировая вся общественность, она воспринимала это как внутричеченские какие-то, вот у них там Кадыров какой-то, они какие-то там свободное какое-то государство, и они там вот такие, им, значит, так нравится. Нет, так там никому не нравится. Мы, когда сами хозяева своей земли, выбираем себе руководство, выбираем себе там, власть и так далее, вот тогда нас можно винить в этом или что-то про нас говорить. А вот тут у нас в данной ситуации, то есть вот эта система, которая
там установлено, одним словом. Давай уже другому передадим этот микрофон. Да, хорошо, но я говорю про то, что как бы давай, говорил Азик, говори. Мастурбек, послушай. Кадыров, вот ты знаешь, такие есть у тебя там этот региональный, как бы, да, вот президент, ну не президенты, как бы, да, тут по-другому называется, как бы, да, главы республик. Заметь, Кадыров самый богатый из них. Потому что они воруют вместе с Марией. Подожди. Говори. Он самый тупой и самый богатый. Ну вот тупой прям смешной, как бы, когда на него смотришь, да. И при всем при этом он самый богатый, заметь. И это Ну, не ладно, просто. смотри. Говорю про Понимаешь? то, что, во-первых, самый богатый, ну давай же по-честному, сейчас Из страны глав республик, находятся, ну вот, я говорю. ну да, я тебе хочу в ответ сказать, то что они воруют, страна полностью в ворах находится, у нас во власти полностью воруют. Мастурбек, ты там присутствовал, когда воровали? Ты что, не видно, что ли? Ты вот, я не знаю, тебе самому не смешно после того, как ты видишь? Мастурбек, вот представь, что ты глава Чечни. Подождите, Ты не воровал бы деньги, скажи мне. Мастурбека спустил, Мастурбек, не обижайся, просто уже... Лазик, ты сказал... Говорил, плюс ты по возрасту, как бы, скажем так, чуть-чуть послушай там. Так, ты нормальный парень, извини, что пришлось тебя снять. Вот насчет этого аята я хочу сказать, вот насчет этого, был такой война во времени пророка, мир ему и благословение Аллаха, Хандак. Вот тогда был с мекканцами, многобожниками был война, и договор был с иудеями. С иудеями, вот мединовскими иудеями, Аль-Наср, Аль-Нахля, что ли такое есть, иудейский этот. Был договор между ними. И когда вот война когда мусульмане начинали проигрывать, иудеи тогда они нарушили свой договор с пророком, мир ему и благословение Аллаха. И когда война закончилась, тогда и вот пророк, мир ему, начинал давать наказание, да, вот. И вот, наверное, этот аят тогда не спаслалось. Я говорю, наверное... когда проживали иудеи, до пророка начали проживать в Медине или или вместе с пророком? Вместе с пророком. Вместе с пророком начали проживать. Когда пророк пришел в Медине, там были и иудеи, и другие. Ага. Ну, они, значит, получается, уже до него были, получается, в Медине, правильно? Там жили иудеи. Были до него. Так иудеи, арабы, братья. И пророк туда, получается, приходит, как бы, вот родился пророк, проходит какое-то время, как бы, а там иудеи веками живут, получается, в Медине. И приходит пророк, как бы, да, и тут устанавливают какие-то правила, да, и начинают вести какие-то договоры с иудеями. По какой причине вообще? Нет, иудеи и арабы еще раз, я даже не исторически говорю, я вот сейчас задал вопрос, получил ответ, как бы, и вот веду какое-то логическое объяснение тому, что происходит, допустим, да. Вот теперь же приходит какой-то, опять же, пророк, он тогда себя уже назвал пророком или он пришел до этого? В Медине были еще и арабы. Какие арабы? Жили бедуинские племена. Оттуда пророк, в принципе, пришел, когда назвался пророком. Как бы. Бедуинские племена, да, были всегда. Ну, что, да? Как всегда, да. Думаю, какие-то века от кого-то они там произошли, как бы называли, может, по-другому. Вы с арабами вместе размножались. Ну, хорошо, но бедуины были, как бы. Мне не надо рассказывать, с кем я жил, с кем я не жил. Вот конкретный вопрос вот я задаюсь. Да. Я образно про всех говорю. И вот иудеи там нарушили договор с пророком. С кем нарушили? С кем? Какой благословение? Какой Аллах? О чем разговор? Я мысль потерял. Ибрагиму 5 раз пытаюсь для меня, вот как я это вижу, послушайте, да, вот только без обид, как я это вижу. Приходит какой-то разбойник, живут там люди. Давай, еще раз.
Нет, Ну, я, какое? еще раз, я сказал, Почему ты проявляешь неуважение я не к другой хочу религии? оскорблять Можно узнать? никого никак, как я это вижу. Ну ты Но это, оскорбляешь опять же, уже с ваших какой-то слов. разбойник. Да, Хорошо, оскорбляешь. еще Так. заходит какой-то человек, ты живешь у себя дома, приходит какой-то человек и говорит, говорит, я говорит, сейчас говорит, или так, или сяк, и давайте говорит, составлять какой-то договор. Договор с Не кем? так было. Договор был с еще раз, ребята, послушайте, договор был с какими-то племенами или договор был как конкретным человеком? Слушай, там до иудеев далеко было, там еще проблема больше была. Какой до иудеев? Вот только что сказали, что иудеи там проживали Ну это сейчас вы все вперемешку рассказываете. Там Не. Договор был конкретно с человеком или были договоры с какими-то племенами? С мусульманами, с пророком Миримом был договор. Когда он стал пророком? Сколько лет ему было, когда он стал пророком? 40 лет. 40 лет. Сколько ему было лет, когда договор происходил? Ну, он когда в Медину пошел, наверное, 47 или 48 лет. Как, наверное? Нет, вы должны уточнить эту тему. Сколько лет? Я не могу уточнить, извиняюсь. Все, хорошо, ладно. Приходит человек, который там постановил какие-то там религиозные правила и так далее, сказал, что я пророк. Приходит к евреям и говорит, послушайте, говорит, вот я пришел со своим войском, говорит, вот есть Он новый закон. Евреи Где в Медине евреи жили до него? Он пришел в Медину. Что значит до него? Откуда? Ладно, откуда он пришел? Где он родился? Где он родился? Я спрашиваю, откуда он пришел? Нет, я вас спрашиваю, я не знаю, где он родился. В Мекке. Ты говоришь, откуда ты пришел? Вы все жили на одном территории, вы все Иерусалим, вот это вся иудеи и арабы. Я сегодня проживаю на той территории, где я не про тебя конкретно говорю сейчас. Про кого ты говоришь? Я имею в виду про иудеев. Ты говоришь, он пришел к нам, к иудеям. Нет, они все потому что он к нам жили. пришел. Еще раз. Арабы, если вы не знаете, арабы всегда были кочевниками. Оттуда слово пошло бедуины. Не арабы, а бедуины. Это вообще слово, это как бы вообще название, это определение этому названию, как кочевники. Подожди, а тогда кочевники. Кто Кто такие кочевники? Никогда не было никакой земли, где они проживали, евреи всю жизнь у них всегда были палатки. Мы строили города. Мы когда Подожди, 50 лет. Мы построили. Подожди, ты подожди. 50 лет. Нет. Мы 40 лет, не 50, а 40 лет. Нет, пришли, 100 лет вы вчера были под фараоном, 100 лет по рабстве, по-моему, были вы. А потом 50 лет по пустыне странствовали или могли зайти. 40 лет. Или, 40, ладно. И все, и пришли, и построили города свои. Города были построены нашими руками. Тот же Иерусалим, как вы считаете, там, где сейчас находится ваша Мекка, и то даже вы не знаете, где она находится, как бы, это не та Мекка. Ну, неважно. Мы строили свои города, а они всегда были бедуинами. Бедуинами от слова кочевники. Это палатки, которые приходили, ставили, там, скупались, там, покакали, пописали, покушали, пошли дальше. Понимаешь? Все. Так кем был, получается, пророк Мухаммад? Он тоже был бедуином, кочевником? Когда вы ходили, вы дома строили 40 лет, когда в пустыне уходили? Ты сегодня можешь приехать в Израиль, все, что у тебя это подожди, это до Израиля было. Подожди. Причем тут Израиль? До Израиля тоже много чего строили, причем с одно другому. Но конкретно все, что касательно нашего обоснования, где мы не обосновались, мы строили дома. Мы начинали там жить. А твой пророк, понимаешь, в чем дело? То, что он был кочевником. Нету никакого определения тому, что он... То есть кочевник не строит дом, ты хочешь сказать? Я не понять. Кочевник, у него вообще образ жизни, как у кочевника. Постоянно перемещается. Перемещается. Объясните ему. Да, хорошо, вот смотри, вопрос, да. Вот арабы куда они пришли тогда? Откуда они пришли и куда? Подождите. Давайте. Просто интересно стало. Аят, который я сейчас читал, там оказался очень длинный тафсир, и его весь читать здесь, наверное, минут 10 надо. Коротко суть. Я пожелаю спокойной ночи, Брайан. Я извиняюсь, я выхожу, честно, надо уже утром рано вставать, тут 2 часа осталось на работу. Давайте, спокойной ночи. Спокойной ночи, хорошей недели. Так, вот концовка, да? Принятие решений вопреки тому, что не спаслал Аллах, является одним из деяний, присущих неверующим.
в некоторых случаях такой поступок выводит человека из лона ислама. И это относится к тем, кто считает дозволенным выносить решения вопреки законам Аллаха. В других случаях такой проступок является тяжким грехом и проявлением неверия, за который человек удостаивается сурового наказания. Вот такое. Ибраим, у меня к тебе один вопрос есть. Вот я слушаю внимательно все. Вот по твоей логике как получается? Я просто эти события все помню. Я помню, как сколько бы, почти 50, около 40, нет, больше 60 тысяч чеченцев мы тогда в Баку приняли, когда они после первой и второй, они же у нас лечились. Единственная страна. Да, Баку, да, Айсау. Я что хочу сказать. Вот по твоей логике как получается? Если бы не было, вот я согласен, ваххабистского, который потом пришел, радикального, ты думаешь, что русские бы допустили независимости Ичкерии? Вот первые президенты, которые были, Тудаев, Аслан Масхадов, Яндарбиев, они же все у себя на родине погибли, правильно? Никуда не уезжали. То есть, по твоей логике получается, если бы не было ислама, русские бы допустили независимости Чечни? Я больше, можно дополню? Подождите. Я понял, просто мне, понимаешь, одно же неправильно, вот одно связывает. Не то, чтобы русские не позволили бы. Так, я это опустил, потому что он мешает, потом я его подниму. Вообще, дело в том, что этот сам ислам, его русские и притащили как раз. С самого начала они там всему миру пытались донести, что чеченцы борются, там, стремятся не к государственности, не к независимости, а это какие-то бандиты, сепаратисты, там, всякие эти самые там, криминальщики и так далее. То есть они вот именно к этому и подводили это все. И вот это у них все равно другие какие-то варианты, они не так убедительно были, да, и не так, скажем так, способствовали, помогали им там перед мировой общественностью вот так вот нас, скажем так, футболить, там, мочить в сортирах, как Путин это говорил. Потому что все равно со стороны мировой общественности как бы постоянно вот эти происходили в их адрес как бы обвинения, там, санкции и так далее. И вот когда они уже полностью вот этот ваххабизм притащили и нам его распространили там, кто не в курсе, к нам завозили тоннами литературу, которую печатали в Москве, в Санкт-Петербурге, там, в Казани, в Махачкале даже. То есть тоннами в нашу республику, которая там, я не знаю, там блокпосты, короче, там муха туда не пролетит. И вот это все из России там завозилось и к нам распространялось. То есть поэтому... Ну, правильно. Но это же, весь мир, вот это русские так преподносили, но весь мир понимал, что это русская пропаганда. Никто чеченцев не воспринимал же за террористов ни в Турции, ни в Европе. Их даже сейчас ваши бывшие руководители, они или в Англии живут, или еще где-то. Конечно, воспринимали. Не. Наоборот, то есть, я что хочу сказать? То есть, вот этот перелом, он как раз-таки поспособствовал во вторую вот эту вот войну. Нас уже полностью начали только какие-то, которые, вот как вы говорите, да, там... Можно на «ты», мы с тобой, наверное, ровесники, проблем нет. Хорошо. Те, которые уже были в курсе хорошенько, да, вот только они, единицы какие-то, могли на этом держаться. И то это было сложно, потому что все остальные там общество, оно нас воспринимало, как будто бы мы действительно на Россию, там наш народ напал, на Дагестан напали, потом провели вот эти взрывы, потом Рязанский сахар, учения мы тоже сделали. Это же все неправда. И на 75 лет... Да, и этот рязанский сахар, еще учение с рязанским сахаром, мы еще на 75 лет засекретили, мы чеченцы, каким-то образом. Так еще Жириновский выступал, когда говорил, еще за 2 дня до взрывов домов. Ну, это же все знают. Вы просто, я не могу одну вещь понять. Ибраим, ты чеченец, да, я так понял, по национальности, да? Да. Да, я согласен. Я азербайджанец. Просто одно с другим почему смешивать? Вот ты понимаешь, мы тоже азербайджанцы, мы тоже светское государство, но у нас почему это не произошло?
Мы же тоже мусульмане. Потому Но что у нас вы- светское государство. То Потому есть что одно вы- другому не мешает. Я Давай извиняюсь, я Ибрагим. Извиняюсь, я 2-3 слова, я не буду. Я понимаю тебя. Просто я не могу одну вещь понять. Вот в твоей Я логике. тебе на самом хочу деле. объяснить, вы не понимаете просто, что произошло. Не, мы же знаем Россия- все, мы это все видели, вместе Знаете, проживали вы с вами не вместе. видите. Нет, вы не знаете. Россия была зациклена на нас, поэтому вы успели уйти и создать свое государство. И вы успели, и Грузия успела, и Балтийские страны успели, и центральные, вон, среднеазиатские, и Украина почти успела, но потом догнали ее. То есть у вас было время, пока мы на себе сдерживали вот это все. Мой брат, в Ну, 90-е а годы так- нам Карабах подсунули. Откуда у нас время Конечно, подсунули, конечно, подсунули. было? Так, мы Вам тоже тут- с 90-го года страдаем. У нас же 30 лет оккупации была. Ну, потом на нас весь фокус был после Карабаха на нас переведен был. И нас за 2 часа не получилось замочить. Согласен, Нас- чеченцы, да, чеченцы воевали, достойно воевали. А ты вспомни до этого Приднестровье, а ты вспомни Осетию, ты вспомни Абхазию, а ты вспомни ферганскую дела, когда месхетинцев турков там... Правильно, все правильно. Эти короткие конфликты, они быстро решались. Но вот на нас увязли. Чеченцы Не оказались, получилось. да, И чеченцы... Пока они увязли, Да. да, пока мы увязли, у других получилось нормально, как бы Вот аккуратно. помнишь, когда Ельцин принимал Яндарбиева, когда Лебедева убили? Ведь уже подписывали договор, Хасавюртовские соглашения были. Это здесь я имею в виду, что просто здесь смысл к религии, да, я понимаю тебя, да, может быть какой-то, но просто со стороны, я вот так скажу, насколько я знаю, мы же все со стороны смотрели, все понимали, что эти ярлыки были навешаны, а на фундаменталисты, террористы, это ФСБ дело, конечно же, представить чеченцев в таком виде, но весь мир чеченцев так, все понимали, что это не то, просто не смогли тогда, я так понимаю, не смогли чеченцев до конца поддержать. Мы смогли, как Азербайджан, поддержать чеченцев, что приняли несколько десятков тысяч человек на лечение. Другие страны, может быть, что-то деньги отправляли, кто-то что-то. Но в конце концов, да, русские как-то переиграли всех. И даже у вас внутри самой Чечни, вы же тоже разделились. Помнишь, когда Кадырова отец перешел? Ну, он, наверное, может быть, правильно сделал, чтобы сохранить народ. Потому что русские пошли бы, может быть, до сегодняшнего дня вообще чеченцев бы не осталось. Никто Может быть. там народ не сохранил. Это глубокое заблуждение. Я не говорю, что так и есть, просто предполагаю. Я объясняю. Вот когда люди забегают и говорят, у вас там Кадыров, у вас там это, как раз вот это вот и сделали из-за этого Кадырова. То есть, когда физически уже мы полностью не смогли дальше сопротивляться, плюс вот этот ваххабизм, который, то есть у нас произошел внутренний вот этот разногласие, да, из-за этого ваххабизма, который нам русские притащили. У меня можете зайти на мой профиль, да, и там посмотреть внизу, вниз пролистать, там у доски такой стоит русский идеолог Дугин, и он там четко чертит. Да, Дугин, я знаю, Да, да, он его чертит. дочка, да. Он чертит на доске и разъясняет, как они смогли победить чеченцев, то есть как они разделили нас, как они к нам принесли этот ваххабизм. Он там четко вот этим курсантам молодым объясняет, как это все происходило. Там можете посмотреть. И насчет вот этого Кадырова, он как раз-таки, когда иссякло уже сопротивление из-за вот этого внутреннего там, этого Кадырова они поставили, и теперь все думают, что, то есть все вот эти преступления, которые там проводятся русскими в данный момент, это получается, что мир, вот и вы в том числе, вы все видите, это как будто бы у нас внутри чеченцы, да, мы себе какого-то Кадырова, видите ли, поставили. И мы вот такие дебильные, не можем там как бы... Я так не думаю, я так не считаю, никто так не я считает. грубо Да, я говоря, понял. да? То есть мы там друг с другом что-то не поймем, и все, что там происходит, это Кадыров виноват. Не Москва виновата, да, которая этот Кадыров туда поставила, которая вокруг Чечни по сей день более там 100 тысячную армию держит, да.
И, то есть они как бы, получается, остаются в стороне. И вот этого мелкого Кадырова сейчас показывают. Кадыров, больше ничего. Потом посадили этот интернет, там Тумсу Абдурахмана вот этого прислали в Европу. Да, который, Тумсу Абдурахман, который в Норвегии сидит, да, по-моему, где-то в Да, Швеции. да, он тоже сидит и 10 лет подряд всю вот эту ответственность от России ее на Кадырова переложил. Как будто бы Кадыров. Больше он... Нет, Кадыров исполнитель. Там же хозяин в Москве сидит, это ясно. Ну, просто я одну вещь скажу, Ибрагим. Вот один такой плюс. Я еще коротко один момент. Вот когда этот развал был, да, Советского Союза, Ельцин, там, Кравчук, Шушкевич там подписали это. И мы самоопределились, да, вот у нас не меньше, чем вашего, мы ментально и мы, скажем так, и политически мы полностью были готовы как бы к своему независимому. У нас полностью там были политики, у нас все руководство, там все. То есть у нас вся государственная система отлично, четко функционировала. То есть у нас все было на своем месте. У нас не было вот какого-то нехватки каких-то кадров, скажем так, да, чтобы там... Но Руслан Хасбулатов, чеченец, был председателем Верховного Совета России. Одного этого хватало. Это очень негативная персона для нас, потому что она очень навредила нам. Вместо того, чтобы стать вместе со своим народом, он как раз-таки русским помогал нас мочить. Вот такая ситуация. Я перебил? Да, я хотел что сказать, Ибрагим. Я где-то лет 6, нет, обманываю, лет 10 тому назад я был в Чечне, проезжал я оттуда. Смотришь, да, Чечня очень красивая сегодня. Красивые мечети, красивые дома, люди смотришь. Народ живет. Понимаешь, во всем надо... Я не ищу в чем-то, там, в какой-то подвох не говорю. Но на самом деле Чечня после того, что там после этих войн сколько людей уехало, вынуждено было уехать. То есть Чечня, в принципе, опустела на тот момент. Но сейчас, может, Чечня восстанавливается. И, мой брат, я тебе скажу одну вещь. 30-40 лет для истории – это ерунда. Мы не знаем, что еще через 5 лет будет. То есть то, что сегодня чеченский народ там есть... сам по себе как народ, это уже большое дело. Ну, поэтому тот момент, вот я с чем с тобой не согласен, вот именно подвести под религию, это неправильно. Это все равно бы русские не допустили. Будь эта религия была бы, не была бы, русские бы не допустили. Видишь, Татарстан тоже хотел что-то сделать. Даже Ельцин говорил, помнишь? Берите независимости сколько захотите. И что, получили? Нет. Сейчас в Татарстане тот день кто-то выступал, у них уже язык, по-моему, запрещают. В Башкирии проблемы. То есть, это имперская политика, это однозначно. Но, иншаллах, 20-30 лет – это маленький срок для истории. Самое главное, что народ, как народ сохранился, что этот народ существует, и у вас сейчас, вот ты говоришь, 100-тысячная армия. Еще неизвестно, эта армия завтра куда пойдет и против кого пойдет. Это пока то есть, сегодняшним днем не надо думать. Я желаю единственное, чтобы в Чечне, иншаллах, не только в Чечне, во всех наших мусульманских странах, да вообще во всем мире. Пускай, конечно, будет мир, но в этом нас будут вот так использовать. И религии будут использовать, и другими вариантами. Просто надо быть немножко умнее чуть-чуть, как-то, чтобы сохраниться. А там самоуничтожаться не надо. А сегодня, машалла, вас уже больше, не знаю, по-моему, больше миллионов в Чечне. Нет, 1 200 000, по-моему. Поэтому и пытаемся информационно, как бы, хотя бы, да, там, информационно. Азербайджан всегда с вами, все азербайджанцы, ты знаешь, вот даже когда вот события, когда в Свердловске были, начали... Азербайджанцы очень сильно помогли, да, что там у нас много беженцев было. Да. Наши братья, Гардаш, это наши братья. Я всегда относился, я многих знал ребят, и когда в Первую Карабахскую приезжали, многих знал. Это наши братья. Конечно, вы боролись за свободу. Это одно. Сегодня мы, да, независимая... Ты знаешь, я даже один маленький пример тебе скажу. Как-то я в Дербенте был, и мы сидим за столом, там дагестанские, да, таварцы были, лакцы были, даргинцы, ну, каждый хвалится. А я один азербайджанец приехал туда. И я им говорю, вот у вас, я говорю, у нас есть то, что у вас нет. Они мне говорят, а что, говорит, у вас есть такого, что у нас нету? Начали там нефть, я говорю, не нефть. Я достал паспорт. Вот я говорю, у меня паспорт независимого государства. Вот, иншаллах, когда у вас этого нету. Вот когда у вас это тоже будет, это
И я думаю, что это так и будет. Когда-нибудь это так и будет. Просто главное, чтобы не подкинули. А чтобы этого не было, поэтому подкидывают. И ваххабизм подкинут. Я завтра еще что-то подкинут. Просто самое главное, чтобы люди как-то умели разбираться. Вот именно и в писаниях. Вот мы тут и в религии не надо противопоставлять. И иудаизм. Вот когда товарищ там у меня в Израиле, у нас с Израилем отличные отношения. У нас стратегические отношения с Израилем, но это не значит, что мы должны во всем соглашаться. И они не должны с нами во всем соглашаться. У них там 2-3 миллиона арабов живет. Если их интересует ислам, пускай там спрашивают, причем здесь туркмен, азербайджанец или узбек. У тебя 2 миллиона в Израиле арабов живет. Завтра вообще Израиль. Проблема в чем? Вот сейчас из-за вот этой палестинской вот этой темы против евреев всех настраивают. Вот здесь специально лазят провокаторы по интернетам. И именно вот эту религиозную тему поднимают. И вот так вот как бы... Ибрахим, а я тебе скажу. Я как-то товарищам, у меня много евреев. Я им говорю, что иногда они вот такую политику ведут. Даже нейтральные люди становятся против. Сегодня ты же сам видишь, что с Израилем и в Европе, что у них хорошие отношения, нет. И во многих странах там сколько по всему это идет. Но тут один момент есть, я вам скажу, наверное, вы знаете, умный, грамотный человек. Есть же такое понятие христианский сионизм. А ты знаешь, я тот день, мне какая-то книжка попалась, я просто не помню уже название, это статья была, что христианский сионизм, это был раньше, чем сам сионизм. Вот именно была цель того, чтобы собрать всех евреев, сионистов, что всех в Израиле, а потом придет Иисус. И после того, когда придет Иисус, те евреи, которые его примут, а которые не примут, они просто их уничтожат, или они в ад попадут, ну что-то такое да произойдет. То есть вот эти религиозные фанатики, которые есть христианские сионисты, которые говорят, что должно, допустим, евреи говорят, Мессия должна прийти, а христианские сионисты говорят, Иисус придет. И когда придет Иисус, они все должны принять христианство. Евреи не примут христианство. То есть вот эти религиозные моменты есть, понимаешь? А когда вот начинают, вот я там читаю, Мухаммор, как можно пророк? Пророк, в чем он проявился? А он в том проявился, что он Коран принес, правильно? 1,5 миллиарда людей, что они, идиоты, тупые. Сколько христиан, сколько иудеев приняли ислам, допустим. То есть во всем надо хорошее что-то искать. Просто, да, я согласен, религия такая вещь, что если ты иудей, если другой, значит, он неверующий. Если ты христианин, а он не христианин, он неверующий. Если ты мусульманин, другой не мусульманин. У нас чуть-чуть разные ситуации. Вот у вас есть государство, да. У вас есть спецслужбы в государстве, у вас есть соответствующие там компетентные органы, которые... Пресекают, да, пресекают. Защита, я тебе скажу, пресекают. Я тоже это не хочу. Защита Конституции есть в Азербайджане, антитеррористические центры есть, всякие вот эти финансовые потоки. То есть у вас есть вот эта система, которая может за вас беспокоиться. Да, у нас ее нету. Вот те, кто за нами стоит, вот это Москва, русские, они, наоборот, используют это. Согласен. Используют это религиозный вот этот инструмент, чтобы нас полностью поработить. Потом еще через нас добиваться каких-то своих геополитических выгод. Кстати, вот то, что они, скажем так, после совка там их вон ножками Буша кормили, когда, да? Да. Потом они резко реабилитировались. То есть они реабилитировались на теме, скажем так, спасителя всего мира, да, там, цивилизованного мира, это исламистов. Им в этот момент, как бы, как минимум, закрыли глаза, да, на их деятельность. Потом, скажем так, они создали в нашей среде, в частности, вот эту вот исламистскую тему, да, а потом стали как бы защитниками мира от вот этих исламистов. И эта тема, она все еще в нашей среде, она не только там улегла или там уменьшилась, она прогрессирует, то есть нами манипулируют, то есть вот, поэтому мы вынуждены, понятно, что какие-то простые там мусульмане, которые просто молятся, я не знаю, там поститься, короче, это вообще там невинный какой-то человек. Он каким-то идеологам, которые во всем мире халифат пытаются установить, какие-то там шариаты установить, не имеет отношения. Но мы вынуждены это все, как там прописано, разъяснять своему обществу, потому что наше общество понемногу, там они настроили 1600 мечетей,
нашей республики, русские, официально сейчас 1600 мечетей нам построили. Зачем? Чтобы нас через эти мечети обрабатывать. Вон, видели вы, в Украине есть такой Алаудинов Апти. Он возглавляет войско Иисуса, алейхиссалям, возглавляет и джихад делает в Украине, понимаете? Мы не можем, чтобы наш народ вот так. Да, поэтому мы вынуждены, мы простые какие-то верующие, да, это нормально. У нас тоже были там 80-е годы, там до 90-х годов. Простые верующие, ты никому не мешал, там садаку давал, да, там кому-то помогал, вот что-то такое хорошее. А вот эта вот тема, она, когда ты манипулируют тобой, управляют, да, джихады, там, Украине, там, я не знаю. Мы вынуждены это все разъяснять своему обществу. Не другим там кому-то там навязывать, а вот своим, как минимум своим мы обязаны это как бы, все правильно делаете. Просто мой такой по-братски, может, совет, я не знаю. Вы должны это так делать, чтобы не игралось это на чувствах других. Понимаете? Вот из одной крайности в другую крайность нельзя переходить. Я вот так считаю. Если вот говорить, что до этого Чечня же не вчера ислам приняла, Чечня уже сколько там, 200, 300, 400, может 500 лет. То есть все ваши предки, и ваши, и мои предки, да, во время Советского Союза у нас как-то, но все равно внутри мы что-то где-то поддерживали, да, и какие-то адаты, обычаи, традиции, мы это все равно сохраняли. То есть, если мы смогли через Советский Союз это пронести, значит, это было нужно, Ибрагим. А если вы сегодня вот из одной... Я согласен, ваххабизм – это крайность, конечно же, я тоже это не принимаю. Но вот отходить от того, что наши предки исповедовали конкретно, это тоже неправильно. То есть, одна вот сура, из нее вот... Я просто что хочу сказать. Среди чеченцев, если вы правильно, это надо делать, но надо так делать как-то это аккуратно, чтобы не возбуждалась какая-то другая часть. Чтобы, а это плохо, понимаешь? У нас, я сразу предупрежу, я не хочу спорить так, да, как бы упираться, припираться, но вы просто не в теме. У нас тут сложная ситуация, не как вот вы думаете там. У нас, когда хорошо пытались, у нас только игра в поддавки происходила. И вот представь, вот сегодня здесь в Европе мы проживаем, у нас здесь люди радикализировались полностью. У нас во Франции пацан пошел голову кому-то осуждающий, чтобы нас не блокнули здесь. Пошел с головой это дело сделал, да, учителю там. А я слышал, да, что-то проходило по новостям. Да, это же нам не надо. Зачем нашему народу, который и так везде пинают нас по всему миру. Он пошел какой-то дебил, его отец, да, там с этим ребенком приехал во Францию, не объяснил ему, как себя вести, ничего. Он где-то в интернетах с этими переписывался там. Потом они ему там сказали, что это какую-то карикатуру что-то там сделал, и его надо... То есть человек, который приехал за помощью, не пошел к мусульманам, а к неверным приехал, ему помогли, их тут на ноги поставили, им тут все хорошее сделал. Он пошел, короче, и с головой это дело сделал, а потом отчет делает в телефоне, это самое, на своей страничке, да, там, Инстаграм. Он говорит, что... Брат, я сделал это. То есть пацан, который в 3 года приехал во Францию, не знает вообще тогда говорить, ни на французском языке, да, уже выросший, которому там 18-19 лет, ни на французском языке он отчет не делает своим друзьям, с кем он связан, ни на чеченском языке не делает, а на русском языке. И в Инстаграм на русском языке делает отчет. Я сейчас это с ним сделал, брат, короче, делайте за меня дуа, я буду здесь там отстреливаться туда-сюда. У нас очень сложная ситуация, поэтому у нас... Ибрагим, я понимаю, Ибрагим, но сколько же есть чеченцев, которые во Франции и в Европе, и врачи, и бизнесмены, и в то же время верующие люди. Тут религия не это же зомбированные, это и это и у всех это есть. Есть просто люди неграмотные. Вот ты же это не сделаешь. Вот ты же это не сделаешь, я это не сделаю. Мы же это не сделаем. В Сирии, когда было вот это, в Сирии, там, Ираке, да, в 2012 году началось,
По этим оценкам, по исследованию Вашингтон-Пост, Да. больше всего в Сирию поехали этих там ваххабистов, каких-то Да. этих исламистов, чеченцев в количестве 14 тысяч. На втором месте Саудовская Аравия 12 тысяч. Остальные еще по чуть-чуть, вот так. Ты представляешь, миллионы народ, мы и сами по всему миру разброшены. Да. Наше общество дебилизировались, туда отправили 14 тысяч, и никакого, ни спасибо. То есть, если я понимаю, даже поехать там людям помочь, пожертвовать собой, и чтобы в истории это говорили, да, представьте, миллионный народ маленький, пришел сирийцы, арабов, 500 миллионов арабов, их спасать. Представьте, они вот так пожертвовали собой, и нас в каких-то своих этих исторических моментах записать, да, чтобы мы как какие-то помощники. Сегодня ты сирийцев встретишь, он тебе говорит, вы чеченцы, и сразу ненавистью к тебе относится. Зачем нам это надо, ТН? Зачем нам это нужно? Меня Тамерлан зовут. Тамерлан, Ибрахим. Меня Тамерлан зовут. Я согласен, просто я с тобой согласен. Но есть еще один такой момент. Здесь есть все-таки спецслужбы, здесь есть сильные такие, знаешь, центры. Ничто само по себе не происходит. Эти из Азербайджана, там 5-6, по-моему, там было, которые возвращали, всех арестовали, которые там были. Вот кто сюда вернулся, всех посадили. Потому что это считается... Ну, потом я не хочу называть эти организации, которые там были. Но они же сами по себе, Ибрахим, ты взрослый человек, сами по себе же не появились. Ни 11 сентября, ни вот эта организация запрещенная ИГИЛ или еще что-то. Тен, мы не можем эти организации останавливать. Я как раз таки хочу тебе сказать, что эти организации и другие организации, они сами без собой, как ты говоришь, без финансирования, без какой-то этой поддержки, они не работают. Но эти организации мы не можем остановить. Но вот это общество свое, информируя, объясняя им, что за идеология, что за этим стоит, как управляют людьми, что вот видишь, вот здесь аят вот этот написан, да, чтобы ты к этому относился не как дебил какой-то, а прочитал там для себя, да, для души, там, для своего, скажем так, для духовности, короче. Все, и там идешь, там людям где-то добро сделал и так далее. Поэтому это очень важно, что вот, например, какие-то моменты там, да, которые, скажем так, Сура 9, 29 аят, да, сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в судный день, ни в Аллаха, там, пока они собственноручно не будут платить дань, будучи униженными. То есть это нужно знать. Нужно знать хадис достоверный, да, который пророк сказал. Когда один человек сказал, что война закончилась, и сложил оружие, и пророк сказал, неправда. Только сейчас начался джихад, который будет длиться до судного дня. И всегда будет какая-то победоносная группа, которая будет его делать. И трофеем, то есть и пропитанием их будут трофеи. И центром мусульман будет Шам. И вот этот вот хадис, который люди туда ушли 14 тысяч, они следовали как раз-таки этим достоверным хадисам. И мы сейчас с тобой будем говорить, да нет, это неправильно, вы не послушали, вы не слушали. Мы с тобой это не примем. А которые люди искренне этому следуют, вот как предписано, так он и следует. Он его прочтет, как они и сделали. Они это прочитали, услышали и пошли туда. Я согласен. Я с тобой согласен. Я с тобой не спорю. Ты все правильно говоришь. Просто есть один момент. Религии, они для этого и созданы. А ты вспомни крестовые походы, куда они шли. А вот сегодняшняя ситуация в Израиле и Палестине, это же все религия. Это все религия. Надо быть тогда атеистом. Просто тогда надо сказать, Ибрахим, что это религии все. Христианство, иудаизм, ислам. Во-первых, они все из одного корня. Я лично никого тут к атеизму не призываю, да. Просто то, что ты
если в Бога ты веришь, да, просто делай это Для себя. Для скажем себя. так, относись хотя бы скептично к некоторым вот этим предписаниям. Не, я так и делаю, я так и делаю, я так и делаю. Просто вот когда, это с той стороны, когда вопрос становится, а вот в Коране, если так написано, да, мусульманином быть, это же не религия название, покорность, да, ислам, по-моему, с арабского мусульманин покорность, да, по-моему, переводится так. И самое, что интересное, вот там до этого, когда я говорил друг, бедуины, не бедуины, а в то время все были бедуинами. Арабы и евреи вообще это же семиты. Если так по большому счету посмотреть, вот мы тюрки, мы же до ислама, вот на Кавказе, Кавказская Албания была, до этого были христиане, до этого были зороастрийцы, до этого были тенгристы. Но вот сегодня абрамическая религия, которая вот иудаизм, христианство, ислам, вот эта версия сотворения мира, половину мира она как-то вот под себя взяла. Другая половина мира, буддисты, индуисты или остальные, у них тоже там свои конфликты. Понимаешь? Просто я что хочу? Конечно, скептически надо ко всему относиться. Но вот как тебе сказать, вот из крайности в крайность тоже нельзя. Вот твой пророк такой, это того оскорбляет. Допустим, тогда как сказать, вот Ибрагим Пейгамбер, да, Авраам, его жена, в религию вообще, я с собой вообще идти неправильно. Вот это как-то должно быть внутри для каждого. Но, к сожалению, религия, ею пользуются, да, используют как фактор. Вот эти самые, начиная со Средневековья, это же всегда было. И больше всех, я даже один раз друзьям евреям говорю, я говорю, послушай, на Востоке евреев никогда не уничтожали. Геноцида евреев никогда не было. Геноциды всегда в Европе были еврейские. И начиная с каких веков, по каким жидами вас никогда... Вы всегда и в арабском халифате жили, и в Османской империи были. Не было же никогда таких серьезных каких-то конфликтов. Где-то в Марокко что-то было. Кордовский халифат возьми, Хазарию возьми, Хазарский каганат. То есть в истории этого не было. А все, что сейчас, это вот от сейчас это опять религию пользуются. И это даже сами евреи тоже они как их используют. Они сами, а что они хорошо, вот я, товарищи, которые нормально живут постоянно под сиренами, под бомбами. Никакой разницы нету. Что палестинцы, что те. Кого-то больше убивают, кого-то меньше. Я, например, евреев абсолютно понимаю. Они хотят жить на своей исторической родине. Вот ты хочешь жить просто у себя дома, а тут тебе говорят, что евреи вообще не должны жить, что их нужно в море скинуть всех, что их нужно истребить. И потом еще люди какие-то с Кавказа, вот наши соотечественники, куда-то туда лезут, да, там, сам на бутылке сидит у русских, не может, короче, не пикнуть даже, никакое инакомыслие проявить. Идет куда-то к евреям, туда к ним. 22 арабских государства, там 22 страны, еще для арабов 23-ю страну. Всем миром ходят, выбивают. Я вот это вот просто понять не могу. Ни логику этих людей, ни... Логика такая, здесь тоже есть логика, Ибрагим. В 1948 году они объявили о двух государствах. Одно создалось, другое сами не захотели, я тоже понимаю. Но я тебе одну вещь скажу. Если таким движением пойдет дальше, сегодня в Израиле сколько? 8-9 миллионов, там 30% арабов. И ими не надо создавать государство. Через 15 лет сам Израиль станет палестинским государством по населению. И самое, что страшное, они вот настроили 1,5-2 миллиарда христиане, 1,5 миллиарда мусульмане. А это политика, которая... У нас, я говорю, с Израилем у нас отличные отношения, но есть же моменты какие-то, в которые никто... Вот, есть вот религиозный фактор, понимаешь? Я на это скептически смотрю, но какая-то часть, как ты правильно говоришь, радикально на это смотрит. И вместо того, чтобы какие-то мирные моменты находить, там еще больше бомбежка, видишь, вот эти, сколько там... 18 тысяч детей, Вашингтон-Пост писал, да, вот о котором ты говоришь, 18 тысяч детей, 30 на сегодняшний день, это тоже неправильно. Там никакого мира, никогда там мира не будет. И я тебе еще больше скажу, в Израиле у них же в самом раскол. Единственный вариант, вот 22 страны есть у арабов, да. 22 страны. Каким-то образом вот этих людей, если там распределить,
Вот тогда что-то там может Ничего, не, это не получится, В потому они не... противном случае, вот эти, которые в Палестине, да, это расходный материал будет. Им будут постоянно, их будут подстрекать, потом будут говорить, ну там же дети, ну бедные. То есть сами подстрекают это дело, там, чтобы на евреев нападали, чтобы вот так вот этим занимались. Потом ходят, все ноют, о, жалко же детей. Вот чтобы этих детей туда не пуляли, да, ни детей, никого там, на евреев, он что, Но ты же это не можешь тоже оправдать, Ибрахим. Убийство 20 тысяч детей. Это же не оправдание. Какие? Я не знаю таких цифр, я не знаю. Ну, это Вашингтон Пост пишет. И еще одну вещь. Вот я на эту тему тоже уже как-то это между собой они сами. Ну, просто я к чему говорю, что Израиль должен в этой, конечно, в тяжелой ситуации. Их сами, а что сам Израиль тоже их использует. Сколько у них погибает. Там даже с Йеменом не справились. Хуситы как были, так даже с самой Газой не справились. С Хезболла не справились. А Европа их тоже поддерживает. Католики поддерживают. Арабов, палестинцев, не только мусульман. Я смотрел выступление одной ливанки, да, которая, ну, она не мусульманка. Да. Она рассказывает, как ненависть к евреям в Ливане, короче, настраивают, как ливанцев с детства, короче, неприязнь там к евреям распространяют. И потом она где-то, по-моему, в ООН это было, да, и там сидят политики из Египта, политики из Сирии, политики... Ибрахим, можно вас перебью? Можно вас? Я вас очень хорошо слушал. Из всех вот этих вокруг, короче, лежащих стран, да, и которые критикуют Израиль. И она им потом начинает говорить, почему вы Египет, почему вы мусульмане, ваши арабы, почему вы границу не открыли беженцам, почему вы не дали им зайти туда. И те начинают там корчиться, там сидят. Потом ливанцам говорит, вы почему, короче, не помогли беженцам, почему вы их, наоборот, подстрекаете. И вот так каждым этим обратилась там, понимаешь, вот эти, я считаю вот этих говнюков лицемерами, да, я извиняюсь, тоже откровенность, да, которые сидят там. Тамерлан, можно я пару слов скажу? Вот это Никому, самим арабам, сами арабы, они плевали на этих детей, которые там погибают. Главное, чтобы Израилю там в задницу что-то засунуть, да, вот так вот, чтобы их там, чтобы у них государства там не было. Вот что этим всем вокруг там сидящим ублюдкам надо. Думаешь, вот я тебе один просто вопрос задам, и все. Я не хочу мучить тебя. Я понимаю, то есть, может быть, там ситуация какая-то. Но я тебе думаю, как ты думаешь, сами палестинцы, вот столько времени, сколько лет, да, вот Израиль, там, Хамас, насколько я помню, там даже говорили, что Натаньяху тоже руку приложил к созданию Хамаса, когда против Арафата, Ясера Арафата. Там же внутренние дела были. Ну, как ты думаешь, Европа не поддерживает разве палестинцев? Почему Европа так? Тут же и поэтому вот здесь религиозный вопрос. Потому что Иерусалим, вот они говорят, гроб Господень, эти крестовые походы. Христианам невыгодно, чтобы Иерусалим был еврейским городом. Это не только палестинцы, это же надо глубже, больше смотреть. А палестинцы, да, они тоже расходный материал, как и евреи. Эти два народа, они расходные материалы там. Вот эти христианские сионисты, вот этот Трамп, который заявляет всякую ерунду какую-то говорит. Вот Иерусалим столицей объявил. А видишь, Испания против пошла, римский папа против пошел, католики против, протестанты нет, протестанты за. Это же все религия. То есть тут не палестинцы, мой брат. Тут даже и не евреи. Они хотят думать, что вот мы сам. Нет. Их всех используют, Ибрахим. И тех, и других. Вот как нас использовали русские, нас и армян. Я там ничего непонятного не вижу. Я вижу, что евреи хотят жить в своем государстве, чтобы на них не нападали, чтобы их не атаковали, чтобы им не предписывали, что придет Махди, Иисус, короче, спустятся с неба, и потом там всех евреев, всех кафиров, короче, замочат. Вместо евреев я бы хотел бы, как и они, на их месте жить нормально в своем государстве там, чтобы тебя никто не пытался в море куда-то скинуть, тебя истребить, короче.
с тобой сражаться до судного дня, да, пока ты собственноручно не будешь платить им дань, будучи униженными. Все равно я считаю, что вот многие подстрекают этих людей, вот этих тех же палестинцев, да, их подстрекают. Все наоборот, всем миром, все мусульмане должны были им говорить, перестать этим заниматься. Перестать детей учить, перестать, чтобы евреев там убивать надо и так далее. Я согласен, я с тобой. Но это все религия, это все политика. Это все политика. Как и то, что вот я тебе говорю, вот создание самого государства. Столько было земель, единственная на Ближнем Востоке земля, где нет нефти, это везде нефть есть, именно там, где нет нефти, там это государство создали, Израиль. Это история, это все, понимаешь, как это все история. И если, конечно, увеличивать территорию, то расширяются, то уменьшаются. Смотри, Тен, вот смотри, дагестанцы, да, живут в Российской Федерации. Да. Под кафирами. Сейчас у них, ну, образно говоря, да, под неверными, да, под христианами. Живут под кафирами. Им сейчас с Москвы прислали Щукина. Да. Меликова убрали, Лезгин там. Они живут. Их иногда, там, я не знаю, мочат в сортирах, грубо говоря, да, там. Ну, их устраивает, получается, да, Ибрагим? Да, их устраивают, они живут. Сейчас наводнение было. Да. Шевченко сел, говорит, что вы ходите, ноете, там, вот такие, накачанные. Он правильно сказал, я согласен, да. Ничего неправильно не сказал. Почему? Потому что с наводнением государство должно справляться. Государство должно это дело, во-первых, должны были правильно вот эти, безопасность должна была, да, на случай стихийных каких-то этих, то есть там дамбы, я не знаю, какие-то реки, их нужно правильно это все дело делать там. Во-вторых, после того, как это произошло, государство должно компенсировать, куда-то разместить ущерб каким-то образом. Да, помочь. Да. Этот сел, короче, вы там ходите накачанный, ноете, давайте вон своим олигархам каким-то. Это что за базар вообще? Это что за шпана, короче? Нет, он что хотел сказать? Нет. Вот ты я сейчас потом можешь прокомментировать. Я что хочу, почему это говорю. Вот это все они сидят, устраивают. Но тут же они вон ноют, короче, палестинцы туда-сюда, потом бегают где-то в турбинах, ищут евреев с дубинками, короче. Что вы хотите вообще, я не пойму, дагестанцы. Дагестанцам можно в составе Российской Федерации, под Россией, и то у них исторически это их земля, да, там, никакая не спорная, вот где они живут, там не живут. Вон там в пустыню куда-то туда лезут и говорят, там, палестинцы, там, туда-сюда. Дагестанцы должны сказать палестинцам, по логике, да, по дагестанской логике, палестинцы, вы внутреннее дело Израиля. Сидите там под кафирами, под ягудами этими, не рыпайтесь, как мы. Мы, видите, сидим, все здесь работаем, пасем баранов своих, короче, ходим. Даже когда наводнение, ничего не говорим, никакие не устраиваем. Тут демонстрации, короче, сами как бы все это глотаем и тут сидим, короче. А вы там, у вас современное государство Израиль, вы можете нормально в цивилизованном мире жить, будучи гражданами, там, автономии, никуда не рыпаться. Против там Израиля не устраивать там теракты какие-то 7 октября. Сидите там нормально, будьте внутренним делом Израиля, и как мы будете, никого убивать у вас не будет, ни дети, ничего, все будет нормально. Зачем вы вот этим занимаетесь? То есть люди, которые должны были так говорить, сами сидят где-то там, да, под кафирами, под русскими, и этих подстрекают, короче, а палестинцы там туда-сюда. Я просто не пойму, что в голове у людей. Не, я понял, да, ты правильно, ты аналогию правильно делаешь, но с одним но, опять же, посмотри. Значит, получается, палестинцы, в отличие от дагестанцев, понимаешь, дагестанцы, значит, смирились. Палестинцы не смирились. Все-таки палестинцы, они более такие религиозные. У них, значит, свои какие-то внутренние какие-то ценности другие. Дагестане другие. Мы не смирились. Мы когда сидели, мы у них под боком, вот мы у них перед носом.
они, когда к нам русские приезжали, им еду приносили, мочите их там. У нас эти семки же есть тоже. Это. Да. Они вот так вот с этими. А туда, куда они лезут? В пустыню. Здесь они не помогли ни нам, никому. Здесь, короче, у них под нос. Вон у нас целый регион Уховский. Кстати, кто про Кадырку здесь говорит, что Кадырка там что-то решает. Кадырка не может давным-давно вот это чеченский целый Уховский регион вернул бы. Где сейчас там вот эти дагестанцы еще лазят, какие-то колышки вбивают, короче. Это все четко знают, там просто Сталин вот так взял, очертил вот этот район там, туда куда-то. Мне это вообще по барабану, куда этот район, и это российская оккупация, и это для меня. Когда мы свое государство вернем, тогда нашу землю вернуть придется. А сейчас пока мне не интересно. Но Кадыров, который русский гражданин там, он, если бы он что-то бы вообще из себя представлял, вот этот аух давным-давно туда вернулся бы. А он туда пикнуть даже боится в сторону ауха, просто в сторону дагестанского ауха. Еще мне здесь рассказывают сказки, там, Кадыров, Мадыров что-то решает. Я что хочу сказать, вот эти, мы у них под носом там были, плюс еще их исламисты, там, Багаудин, всякие вот эти, Хачилаевы братья, потом Раббани, Мабани, весь вот этот Гобнюковый мусор, да, который в Дагестане провозгласил исламское государство в 99 году, и наши дебилы-исламисты пошли им помогать. Шамиль Басаев там. Да, этот поход, да, там пошли, несколько дней было. Да, им наоборот пошли помогать. Ну, там 2 похода было, да. Одни пошли помочь освободить Карамахи, Чабанмахи, которые окружили, да. а другие пошли полностью устанавливать исламское государство, да, там, потому что Дагестан провозгласил исламское, ну, вот эти джамааты дагестанские провозгласили исламское государство. Эти туда пошли. А дагестанцы взяли винтовки и у русских сели в окопы и начали этим в спины стрелять. И вот эти люди потом говорят, за Палестину сидят, Палестина. Я вообще не пойму, что это за шизофрения. Вообще полная шизофрения. Я никак не могу уловить вообще логику никакую. Ну хорошо, тогда я тебе вопрос задам. Почему тогда Европа за Палестину? Вот ты же в Австрии. Почему немцы, почему испанцы, итальянцы? Австрия не за Палестину. За Палестину вот эти скандинавские, некоторые, Швеция, Норвегия, где большие диаспоры палестинские. И... Начиная с ЮАРа, и Испания, и Италия, и многие, ну, именно католические страны. Италии там нацистские настроения тоже пошли. Я вот пару лет уже заметил, у них вот эти прибрежные всякие, короче, места, да, где туристы бывают. У них там гитлеровская символика, короче, вот это вот начало распространяться. Видимо, они возвращаются к тому, с чего все начиналось, да, там. В истории повторяется, все равно все повторяется. Да, то, что во Вторую мировую, как сами начали этот нацизм, видимо, по второму кругу хотят. А так тут в Европе, в центре таких этих нету настроений. Во Франции очень сильно. Нет, во Франции не так. Ибраим, это все делается, саксы делают, чтобы выполнять свои эти. Когда саксы против вот Китая начнут войну, все это утихомирится. Никакие тут не саксы, тут просто есть лобби кое-какое. Просто я сейчас эту тему, если озвучивать начну, там я... Это долго будет, это будет долго. Ты говорил про паспорт, ты говорил про паспорт. Недолго будет, а будет такое предвзятое, потому что у меня с русней там, да, свои какие-то тараканы. И если я начну разъяснять, кто Палестину создал в пику Израилю, и кто постоянно ее еще со времен Советского Союза вооружал Кассам, Корнет ракетами, кто встречает палестинских
проституток, лидеров Хамас в Москве там у себя, которые там всякие заявления делают, кто с кем Ясер Арафат сосался при встрече, вот эти поцелуи, засосы делал. То есть тут такая тема, которую евреи сами не хотят, я поэтому... Да, тут даже больше. Тем более я такое лицо, да, которое будет как бы предвзятое, поэтому я не хочу эти темы говорить. Пускай люди сами увидят, еще много крови, к сожалению, прольется для этого. Да, вот будет. Вот насчет паспорта, Тамерлан сказал, насчет паспорта. Вот, Да. и насчет паспорта. И здесь Ибраим сказал насчет этого, свое государство. Вот зачем свое государство? Уже люди привыкли к этому, уже живут нормально. А вот насчет свое государство, оно пусть остается, как было, так и будет. Пусть остается. Главное, чтобы войны, чтобы мусульманами не манипулировали, чтобы мусульмане жили в мире. А это все делается из-за темперамента мусульманского, скажем, урфа. А как вы агрессивны. Как вы хотите жить в мире, если вы невольны, например? Конечно. Они же русифицируются. У вас, например, стоят хозяева над вами какие-то с дубинками, да, вы где-то в концлагере находитесь, и ваши хозяева вам говорят: вот это вот будешь сегодня, вот это делать, завтра будешь это, вон где-то джихады будешь, войско Иисуса, алейхиссалям, там будешь участвовать. А ты что можешь делать, если ты невольно? Кроме того, как выполнять все вот эти команды. Все правильно. Кардаş, Türkmenistan'dan, ты с Туркмении или ты туркмен по национальности? Я с Узбекистана, туркмен. Смотри, сейчас дракон Китай вышел со своим проектом. Это делается против Китая. Его надо ослабить. Ну, они договорятся. Это уже они между собой. Да, конечно, Китай огромная страна. И туда дальше Азия, Япония, Китай. Там против нее Японию поставят. Там еще этот же маленький остров Тайвань есть у них. У Китая тоже проблем полно. Уйгуры. Китай не идет против Тайваня, потому что тоже там китайцы живут. Ну, так они не хотят, они же не принимают китайскую эту народную республику. У них свой, кто у них там был еще в те времена, да. Вообще китайская республика первая была Тайвань, а потом уже Китаем Китай назвали. Я понимаю. Просто вот эта манипуляция, вот этот управляемый хаос, вот этот Путин, вот этот Трамп, это все управляемый хаос. Это делается для того, чтобы контролировать нас, контролировать... Поэтому я и говорю, что Ближний Восток точно так же, как и палестинцев, точно так же используют и евреев. Хоть и евреи думают, что они используют. Нет, их самих используют. Поэтому, иншаллах... Они менеджеры. Нет, какие, о чем ты говоришь? Какие менеджеры сидят в Лондоне, сидят в Нью-Йорке? Какие? Я тебе одну вещь. Поэтому, иншаллах, тюркский мир. Нам надо делать тюркский мир. От Турции до Алтая. Вот нам надо вот всем, Узбекистан, Казахстан, вот что сейчас делает Эрдоган, вот это надо укреплять. Вот это укреплять надо. Вот наш президент последний раз, когда когда он заступал на должность, он так открыто и сказал: наш путь вперед, тюркский мир. Ну, хотя это тоже от религии где-то отходит, но по-другому не получится. Вот нам надо от Турция, машаллах, сильное, мощное государство. Я недавно в Стамбуле опять был. Очень сильная страна. Там вообще, они же имперский народ. Им пофиг, там кто не живет у них. Каких только народов нету. Хотя со стороны... Хорошо сейчас сделали. Джучи взяли, этого. Чингисского правнука, что ли, взяли? Казахи сейчас. Не знаю. Это я не слышал. Исторические личности взяли. Для того, чтобы огласили, что мы империя. Пускай будет, а что казахи, пускай будет. Почему? Да, я согласен. Пускай тюркский мир будет. И когда у нас сила появится, мы сможем и кавказские народы подтянуть. А почему нет? Почему нет? Пускай будет. Надо как-то защищаться. Вот мы единственная мусульманская страна. Даже вам одну вещь скажу, Ибраим. Наш президент один раз так сказал. Нас не принимают. Вот, у нас с Европой, видишь, он открыто говорит и резко говорит. Но и Турцию не примут в Европу. Почему? А потому что мусульманская страна.
Это же ясно. Религия вот такой фактор, он который играет большое значение. Не Турцию с 50-х годов ее не принимают. НАТО, вторая армия в мире. А почему не принимают? Потому что это Европа христианский союз. Поэтому религия, она есть. Эрдоган нам не примут Турцию. Даже если Эрдоган, я тебе одну вещь скажу, что многие в Турции самой его тоже, половина населения не поддерживает, но половина это демократия, как бы ни было, но он Турцию поднял. Турция сильная страна, военно-промышленный комплекс мощнейший у него, сильный. И вот посмотрим, да, и вот мы за 30 лет нами как пользовались, нами и армянами. Вот этот Карабах был посередине. Значит, вот как знаешь, какой-то даже фильм был, старый очень, еще Российская империя, советский фильм был, там такой момент, что приходит азербайджанская делегация, русский там губернатор говорит, ах, эти армяне плохие, в общем, они такие-сякие, мы вас вооружим, вы воюете с ними. Потом, через 2 часа приходит армянская делегация, это 15-й год. Там уж губернатору, и то начинает, ах, эти мусульмане, там, не знаю, плохие сяки, мы, армяне, вас поддержим. Разделяй и властвуй. А сейчас, вот дай бог, Пашинян пускай переизберется, Пашинян на нормальной линии идет. Мир заключился. И Алиев красавчик. Красавчик, конечно. Мы, видишь, после самолета с нами, как они обращались, взяли Свердловских людей, что-то то сделали, это сделали. Все равно согласились с тем, что мы говорим. А куда им деться? А почему? Потому что у нас союз с Турцией в первую очередь, союз у нас с Пакистаном, союз у нас с Израилем. Израиль нас тоже не за красивые глаза, потому что в Иране 30 миллионов азербайджанцев. Это же всем ясно, понятно, что мы такие хорошие. Нет, у всех интересы есть. Просто нам надо свой тюркский мир вот сильно делать его, и все. А азербайджанцы, туркмены, по которым государство есть, существует, Узбекистан, и все, иншаллах. А там дальше я согласен, там между собой. А вот арабы и палестинцы, опять же, Ибрагим, это не наша тема, я с тобой согласен. Но с другой стороны, это их междуусобный, и они сами расходный материал. И тот народ бедный, и тот народ бедный. И тех жалко, и этих жалко. И даже в самом Израиле, ты же знаешь, сколько там у них есть секты, свои течения, которые израильские флаги сжигают, которые против самого государства Израиля. В самой религии это у них тоже есть. Вот эти Тамерлан, с тобой я согласен, но то, что Израиль исчезнет, сам он исчезнет, даже не 15 лет, наверное, через 5 лет тоже исчезнет. Тоже непонятно, конечно, никто не знает, конечно. Поэтому самое главное – мир, Ибрагим. А тебе я желаю, чтобы ты не в Австрии жил, а чтобы ты жил в независимой Чечне, иншаллах. Потому что грамотные люди должны быть у своего народа не за пределами его страны, а у себя дома. Видишь, из-за политической ситуации, наверное, я так понимаю тебя, ты в Австрии. Конечно, к сожалению. Вот, я сторонник, вообще крови не сторонник. Сейчас пусть остается таким, как есть в России лично. Может быть, но это идет к этому. Я имя твое не знаю, я вот просто говорю. Тебя как зовут? Меня Мухаммед зовут. Мухаммед, да. Bilirsen mi? Yani ona gelir. Да, все равно к этому идет. Да. Yani onlar bile kalmayacaklar. Невозможно. Это сегодня, это тоже дело времени. Все империи разваливаются. Наберем, Гюрейда, посмотрим, да. Я вот не пойму, вот вы в Туркменистане, да? Я в Узбекистане. То есть в Узбекистане. И что вам с Израилем, какая проблема у вас? Не, израильский народ, никакой проблемы. Я просто народ Израиля жалко. Их просто взяли, тоже мудрый народ, хороший народ Израиль. Я уважаю. Их бедных собрали в одно место. И это дали. Поверь мне, Ибрагим, вот когда было евреи лучше жили всегда именно в мусульманских государствах. Вот согласись. В мусульманских государствах и в арабском халифате. Зачем им жить в мусульманских государствах, когда у них есть свое государство, своя история? Нет, к чему я это говорю? Я к тому говорю, что если была бы ненависть мусульман к иудеям, то на сегодняшний день вообще бы иудеев не было бы. Нет, саксы хотят, чтобы убрать Израиль, убрать хотят, саксы хотят убрать. Но я тебе скажу, вообще, когда Израиль создавали, его вообще думали, они же думали, где его создать. В Крыму, на Ближнем Востоке, в Уганде.
А почему именно там? Это христианские сионисты. Они собрать именно всех евреев туда. Это еще 42-43 год. Туда и не переезжали же люди. Во Второй мировой войне какой тут Холокост устроили. Для чего геноцид? Чтобы евреи оттуда ушли с Европы. Зачем нам турский мир? Нет, чеченцы наши братья. Нет, не говори так. Чеченцы один наши... так пишет, так пишет, мы чеченцы, зачем такой нам турский мир? Вот я же не говорю, мы же не навязываем, мы между собой говорим. Мы же не навязываем никому. Нам надо тюркский мир. Да, нам надо, конечно, нам надо. И иншаллах это будет так. Почему не должно быть? Если есть русский мир, я не знаю, сакский мир, не знаю, другой какой, романский мир, а почему тюркского мира не должно быть? Тюркский мир в 1919 году его развалили. Будет, ничего, все повторяется, ничего, все будет хорошо. Я всем желаю, Ибрагимджан, я не знаю, говорили, я опять же желаю чеченцам мира, вообще всем мира, конечно же. Вот мы тоже хотим мир закрыть. Вот нам надо... Мы вопрос с Карабахом решили. Да, вот у меня наполовину я остался. Мы единственная страна за эти 30, вообще за 20 век, которые смогли, и мусульманская страна, которая смогла вернуть свои территории. И вот сегодня Пашинян молодец. Пашинян своим армянам объясняет. Вы, говорите, об исторической Армении говорите или о реальной? Реальная Армения 28 тысяч квадратных километров. Если вы хотите ее тоже потерять, начинайте опять войну. Опять Кавказ перейдет эта война. Не будет ничего не будет. Русские им газ перекроют, мы им газ дадим. И никаких проблем нет. Мы эту дорогу Трампа откроем, и все это будет. И железная дорога пойдет. И уже договорились с Азербайджаном, добро получили. У меня вопрос к Тамерлану. Да, Тамерлан, ты хочешь, чтобы Пашинян избрался, да, как в Азербайджане? Да, однозначно. Ну, потому что этот человек хочет мир принести в Армению. Еще он будет за ваш тюркский мир, да? А почему за наш? Ты с Грузии или ты с Армении? Я с Армении. С Армении. Но если Армения находится на пути посередине, как ты видишь Армению в будущем? Я вижу так, Армения чтобы вам не охраняет, давать... русские солдаты границы охраняют, русские солдаты, не будет по-любому, тюркским не будет. Я скажу, как я вижу. Я вижу, что мы не давали вам никакого прохода через Турцию. Вообще никакого. Уже подписали договора. Как вы не давали, и что, чем дальше, и что будет дальше, и как дальше будет? Мы будем так жить. Как жить? Через нас вы должны пройти. Вы не должны... Этот английский проект не нужен. Не, я сейчас отвечу тебе. Хорошо. Ты знаешь, что недавно заключили договор, чтобы, если российская железная дорога не будет, ваши товары пойдут через дорогу, которую мы построили. Через Грузию в Турцию. Смотри, Тамерлан. Это не армянский народ заключил, это Пашинян заключил. А какая разница между Пашиняном и армянским народом? Он не представляет армянский народ. А как получилось, что его в 2 раза переизбирал армянский народ? Вот так на коррупции сыграли. Не, почему на коррупции? Тамерлан, не будет. Тамерлан. Все будет. Это игра, Тамерлан, это игра. Тамерлан, не думай, что я хочу этого войны с вами туда-сюда. Я признаю, мы проиграли, да, Карабах из-за наших ошибок, там туда-сюда, да, правильно, мы проиграли. 30 лет мы там были, сейчас, 30 лет, эта война постоянно будет, пока 70 лет только Советский Союз тормознул эту войну, хорошо, я признаю это, все, и мы проиграли, окей. Но смотри, я к вам, как народу, я не фашист, ничего, я неплохо не отношусь. Это взаимно. Что признал, у меня то же самое, взаимно. Да. Но, Тамерлан, сейчас смотри, Алиев такие вещи сейчас говорит за армян, да, что просто не будет этого мира. Я объясню, какие. 300 тысяч азербайджанцев должны вернуться в Армению, да. А в то время, когда начало войны, 91 год, ты помнишь, азербайджанцы отсюда уехали нормально, да, продали свои дома туда-сюда, а армян как оттуда выгнали. Да, это армяне просто не могут забыть, понимаешь? Бывает, как вы Карабах не забыли, как вы это говорите, да, ваш
что вам геноцид сделали армяне туда-сюда, да? То же самое армяне говорят, поэтому это не так делается, понимаешь? Сейчас Как Алиев, тебя он зовут? еще... Как тебя зовут? Ты мне скажи, давай по имени будем. Да? Арсен. Арсен, вот я тебе одну вещь скажу. Конечно же, у нас много ребят погибло, солдат погибло, правильно? У вас тоже погибло, правильно? Наши народы пострадали. Да. И с какого времени мы стали страдать? Армяне, вот я до этого про Израиль говорю, армяне всегда то же самое жили в составе османской, и сегодня в Стамбуле приезжающие армяне живут. Почему? Смотри, Ибраим, как чеченцы не хотят жить в составе Окей, хорошо. Да? Вот сейчас есть международно признанная граница, правильно? 28 тысяч квадратных километров. Нет. Да, сейчас этот Пашинян так сделал, да. Не, это не Пашинян. Со времен Советского Союза, да? Армянская республика была 27 или 28 тысяч, правильно? Нет. И вот как ты считаешь, она должна расширяться? Вот как ты считаешь? Нет, смотри. Я сейчас, знаешь, как считаю? Сейчас вот ты говоришь, вот эти 29 с чем-то, да, сейчас именно азербайджанские войска на Сюнике стоят именно вот там, где вот, они нарушили границу. Но это в одну сторону. Это решится все. Это после мирного договора. Это решится, это да. Но Вот ты за мир, Арсен, ты мне скажи вот по-братски, да, вот мы с тобой кавказцы, да, соседи, от меня до Армении здесь несколько километров. Ты за мир или за войну, Арсен? По-мужски, да, я за мир, Тамерлан. А если ты за мир, тогда почему ты против Пашиняна, скажи? Объясню. Я за мир, но я за достойный мир. Нет, а что ты имеешь в виду под достойным? Это достойный мир, чтобы Алиев, допустим, Пашиняну не диктовал, чтобы он менял Конституцию. Но в Конституции же у вас записано территориальные претензии. У нас же в Конституции... Но это не Алиев должен диктовать, понимаешь? Не, у вас референдум будет, он же не диктует, он говорит, что вот референдум проведите, да. Ты понимаешь, Арсен, вы должны, вот честно, да, вот мы, может быть, в Москве где-то встречаемся, садимся за одним столом, кушаем, пьем, правильно? Мы же там это не делаем. Нам это навязали. Еще я американцев не хочу у себя на земле, не европейцев. Видишь, американцы гегемон, куда делать? Они уже эту дорогу открывают. Эта дорога... Смотри, Тамерлан, я не хочу, чтобы мы превратились, даже вы, я не хочу, чтобы мы превратились в Тамерлан, не верьте этому Трампу. Тамерлан, не верьте этому Трампу. Нет, никто Трампу не верит. Просто надо из двух зол выбирать, говорит, меньше. Вот меньше это Россия. Нет, о чем ты говоришь? Для меня, для тебя, может, Америка, для меня это Россия. Нет, я могу тебя обосновать, да просто сказать. Вот посмотри, за эти 30 лет, пока вот у нас вот эти войны, сколько мы деньги положили на это вооружение, сколько мы... людей я вообще не говорю, сколько жизней ушло. А все вот эти транспортные дела, наши нефти, потоки, газовые трубы, мы все пропускали через Грузию, правильно? Правильно. Сейчас тоже, да, с Грузию, через Грузию. А почему Армения? Армения осталась вот в тупике, да, осталась. Да. Сейчас есть шанс, чтобы вот этот срединный маршрут, это начинается с Китая, идет в Европу. Пашинян, вот я так понимаю Пашиняна, вот я тебе честно скажу. Пашинян хочет народу объяснить, что вчерашним днем жить не надо. Надо жить сегодняшним днем. Ибраим, ты это говори, извини, Тамерлан, ты просто не знаешь, кто такой Пашинян, кем он был. Он я не хочу это, но мой... это ваше мнение, я его знаю, я его вижу. Главное, чтобы турскому миру не было плохо. Все, давай, не надо, пусть там, турский мир не был провокацией. Можно исторически вот этот момент спросить? С каких пор вообще начался конфликт по Карабаху? Я скажу тебе. Пускай Арсен скажет. Арсен, скажи, да. Вообще есть горячие фазы с 1918 года, потом 91 и вот сейчас. Я давай добавлю тогда. Когда Российская империя разваливалась, то вот эти территории, Версальский договор, помнишь, 18-й год, когда азербайджанская демократия, у вас первое название, по-моему, Араратская республика была, если я не ошибаюсь. Там у вас дашнаки пришли к власти, у нас мусаватисты, в Грузии пришли меньшевики, И это все были, да, опять же, там же Томпсон приезжал, английские были представители, немецкие были представители. Это после Первой мировой войны. И пошла кройка границ, Ибраим. И вот эта кройка границ пошла, где кто как жил, понимаешь, вот так рисовать стали. В конце концов, вот эта территория и в течение 70 лет вопрос и с Нагорным Карабахом, и с Нахчеванью, которые заключили договор.
Этот вопрос закрылся. Где-то в 60-х, 70-х иногда он так поднимался, потом опять засыпал. Но развал Советского Союза тоже начался с Карабаха. Давайте вспомнимся. Понимаешь? То есть наша ошибка была вот и армянского народа, и Азербайджана. То есть если бы не было вот этих провокаций, на Кавказе мир был бы рай, процветание было бы. Так я знаешь, как считаю, что это не русские, это больше англичане и американцы все это. Ну, тоже, и да. Они между собой. Этих использовали, вот как там на Ближнем Востоке. Им англичане где-то у себя, вон там Англия. Им зачем это надо? Объясню, Ибрагим. Это называется... Россия ядерная держава. Тамерлан, Россия ядерная держава. Он сила у него есть. Подожди, объясню, Ибрагим. Это называется геополитика. Тут всегда была зона российского влияния. А англичане что хотят? Они хотят вот англосаксы, да, по всему периметру перекрыть Россию весь воздух, понимаешь? И через Армению, и через Азербайджан. Так и есть. Все правильно. Так и есть. Это всегда просто и через Чечню даже. Россия просто этого не допустит. Ничего подобного нигде не вижу. Ничего подобного. Это ты не видишь, потому что ты ангажирован, понимаешь? Полмира на пальце вот так вот, на пальце вертела, полмира. Потом взяли и просто раздали, отказались от вот этих имперских своих амбиций. Англия отказалась. Англия не отказалась. Англия отказалась. Англия раздала назад земли там арабам, назад раздала земли. И Индию отдала. И вот это то, что сейчас в Палестине, не Палестине, там. Ибрагим, Англия, во-первых, есть... Никуда не ушла. После Суэцкого канала, после Суэцкого кризиса, Советский Союз и американцы не сотрудничают друг с другом, они по-разному заявили. Американцы сказали, что мы не поддерживаем колониальную империю, а Советский Союз там сказал, если англичане сунутся туда, да, в этот Суэцкий и мы против вас ракеты настроим. После этого Англия перестала существовать как как гегемон, понимаешь? Американцы просто у них переняли вот эту гегемонию. А англичане после этого с помощью лорда Маунтбеттена, можешь почитать, кто это такой, создали ту же империю, только не вот такую, как сейчас американцы, да, морем они рулят туда-сюда, финансовую они империю. Финансовую империю создал Лондон Сити все контролирует. Да. И причем им помог эти дураки, русский банк, прикинь. Я что-то не пойму, что за книги вы там читаете, а вот реальность вы не видите, геополитику? Реальность мы видим, что сделали английские колониалисты. Они у вас территорию у кого-то, Карабах отняли? Вот, Арсен, секундочку, Ибрагим, я тебе скажу. А вот эти арабские государства, не Англия разве создала? Это же все искусственные государства. Или это все османские территории были. А Индию, Пакистан. Понятно, я поэтому и говорю, полмира на пальце вертели, потом все, отказались от этого. Просто назад все вернули. Не отказались, их просто... Ресурсы качают со всего мира, опять же они. Ибрагим, сейчас тоже вертят. Товарищ Арсен, можно вам вопрос задать, Арсен? Да, конечно. Вот смотрите, вы говорите, что Карабахский конфликт – это дело рук Англии, да? Если это дело рук Англии, Карабахский конфликт, то какие дивиденды получила от этого Англия? Англия? Подождите, как было, так и осталась зона влияния России, и Россия все 30 лет... Объясню. Через Карабахский конфликт Англия получила Сокар. Ну как Сокар? Нет, как Сокар получил? В смысле, а как Сокар? Сокар почему? Большой процент от... Сокар я... В 93-м году, да, вот мы единственное, первое... Вообще, если честно сказать, давайте откровенно. Нет, я имею в виду, что миротворцы стояли российские, то есть зона влияния это была российская. Российская, да. Англии какое там отношение, как имела? Нет, сейчас я... Тамерлан, смотри, вот я и ты одеваем те же рубашки, те же джинсы, да, купленные, на ту же цену, да?
Да. Я что имею в виду? Что ни я не богато живу, ни ты не богато не живешь, да? Но там что творится у вас, да, у нас, у вас, нет. Это все они, типа травят, да, народы, да, чтобы вот качать, допустим, ту же нефть. Потом у нас сейчас хотят выкачать все это полезные ископаемые. Вот это и называется коридор Трампа, понимаешь? Арсен, не, я с тобой, не. Один момент. Эфир закончится. Да, сейчас закончится. Ибрагим, одну вещь скажу. Ибрагим, извини. Одну вещь скажу. На постсоветском пространстве сегодня, я не считаю Украину и Прибалтики, две независимые от Москвы государства, если есть, это Азербайджан и Узбекистан. Вот если откровенно. И Грузия, Армения сегодня, при Пашиняне сегодня, она уже становится независимой. А так там русская база стоит, она вассальное государство. И Грузия вассальное государство. Единственное, мы в 93-м году, подписали контракт, тогда еще при покойном Гейдар Алиеве. Тогда подписали вот контракт века, что был, когда и Шеврон пришел, и BP пришел. И тогда мы альтернативы, вот эти, которые были, нефтепроводы, газопроводы. А BP это чей? BP английский, да. Ну, все правильно. Нет, я к чему говорю, что... Да, вот мы тогда смогли отойти. Но нами, опять же, Москва контролировала, потому что был Карабах. Из-за Карабаха мы не могли толком развиваться. А сейчас англичане полностью контролируют. Какая разница? Нет, разница в другом, Гардаш. Разница в том, что посмотрите страны, где Англия контролирует, благополучие и нормально живут, и посмотри, где эти контролируют. Посмотри на Абхазию, посмотри на Аджарию. Смотри, это Тамерланджан, смотри. У нас вот, Англия, да, Англия. Вот смотри на весь мир, ну, глобально смотри. Да, у нас везде, куда они зашли. Если что, всем всего хорошего, всем ночи. Везде, куда они зашли, везде, куда Мали, там Африка. Я тоже хожу. Салам алейкум. Во что превратили эти страны? А Россия тоже колониальная, да, но зато Россия у меня все отстроила в моей стране. И у тебя тоже, и у меня тоже. Советский Союз отстроил, это не Конечно, Россия. Конечно, это мы все строили.